Я приветствую всех зрителей телеканала АТР. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о самых актуальных событиях как в оккупированном Крыму, так и на материке и мире. И я представляю нашего гостя этого часа, Александр Краев, эксперт Рады внешней политики «Украинская призма». Приветствую вас. Добрый день. Очень долго в СМИ муссируется тема визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Вот давайте послушаем, что об этом сказал Дмитрий Кулеба, афишируя эту встречу. Он сообщил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будет 3 блока вопросов: политический, по безопасности и экономический. Давайте послушаем цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Но при этом еще Дмитрий Кулеба говорил, что у нас с Соединенными Штатами Америки стратегическое партнерство, и его нужно выводить на новый уровень. Давайте обговорим, собственно, поговорим и про даты этого визита, потому что они постоянно откладываются, постоянно вокруг этого много шумихи. Ну и, собственно, и о том, с чем туда должен поехать президент. По поводу дат действительно вопрос очень важный, потому что, как мы помним, Киев очень долго заявлял, что это будет конец июля, скорее надеясь на это. Вашингтон всегда говорил, что это будет на протяжении лета в любой удобный момент. Момент действительно удобен, но исключительно для администрации Байдена. Почему? Во-первых, он вводит ее из-под удара по поводу вопросов о Северном потоке, потому что уже пройдет достаточно времени для нормального реагирования, и это не будет острой темой. Во-вторых, это выводит ее из-под удара по вопросам Крымской платформы. То есть почему не представительство самого высокого уровня, почему только на уровне министра транспорта и так далее и тому подобное. Кроме того, лично для Байдена эта дата хороша тем, что Конгресс в этот момент будет на конгрессовых каникулах, как это называется в США, до 20 сентября. Почему это важно? Потому что Байден сейчас пытается монополизировать внешнеполитический вектор и успеть выполнить свою повестку дня. Потому что выборы промежуточные в Конгресс 2022 года обещают почти 60% на победу республиканцев в обеих палатах. Потому, по сути, у Байдена остается вот этот небольшой лаг в полгода, когда он действительно может воплотить свою внешнюю политику. Потому такая дата визита для него более чем удобна. Что касается тематик, набор достаточно стандартный. Меня, конечно, очень интригует, что же там мог подготовить наш МЗС и вообще наша делегация. Такого, что мы еще не обсуждаем. Хотя, опять-таки, эксперты обсуждают довольно смелые решения. Например, как будет подаваться идея расширения стратегического военного партнерства. То есть это будет идея основного союзника вне НАТО, которая достаточно токсична для нас. Это будет идея новых тренировок во время Запада 2021 года, которая для нас будет прямой угрозой. Это будет новые поставки вооружения. Что угодно может быть. И поэтому действительно тут можно ждать многого. В экономике немного более сужены наши рамки, так как мы развиваем стандартный для нас трек уменьшения тарифов, сокращение количества взаимных проверок и расширение, в принципе, поставок, особенно сырьевого ресурса, если со стороны Украины. Политически главным вопросом для нас остается и в контексте Донбасса, и в контексте наших отношений это назначение посла и потенциал назначения спецпредставителя Белого дома по вопросу регулирования на востоке Украины. Очень интересным ходом с нашей стороны будет объединить эти 2 поста. Как, например, это планировали при Трампе сделать, когда назначали Кита Дейтона. Но в действительности это хорошо, что остается много открытых вариантов. Мне нравится то, что наши представители делегации готовы обсуждать расширенный пакет переговоров, и потому действительно из этого может быть какой-то результат. Каким будет тон? Вот почему Байдену это выгодно? Понятно, там будет политическое затишье, и какие-то возможные риски, связанные с этой встречей, будут сглажены. Почему это невыгодно нам в это время?
С одной стороны, это невыгодно, потому что, как я уже говорил, меньше сотрудничества нашего высокого представительства с Конгрессом. А именно Конгресс, я напомню, отвечает за распределение оборонного бюджета, за продление и расширение определенных санкционных режимов. Также Конгресс отвечает за широкую поддержку наших реформ. То есть экономическая и политическая поддержка украинских реформ – это в первую очередь решение Конгресса, которое только потом утверждается Белым домом. То есть фактически с этой точки зрения встреча Зеленского с украинским кокусом, то есть с объединением и конгрессменов, и сенаторов, которые поддерживают Украину, была бы очень выгодна, даже чисто с информационной точки зрения. Но так как этого не произойдет, нам приходится надеяться только на отдельное межпарламентское сотрудничество, и то после встречи. То есть это главный минус для нас, что эта встреча проходит в такой период, что мы вырезаем, скажем так, очень активно и практически часть внешнеполитического нашего визита, то есть работу с Конгрессом. Теперь про тон. Все, наверное, слышали и помнят заявление Рахами, что Зеленский чуть ли не поедет стучать кулаком по полу и разговаривать на повышенных тонах с Байденом. Собственно, какие для этого есть основания у Зеленского? Какие аргументы, что он может так себе позволить, или он так себе не может позволить? Скажем так, главный аргумент в эту сторону – это то, что других инструментов пока что нет. К несчастью. По сути, американцы воспринимают наши отношения скорее как общее инвестиционное мероприятие. Они инвестируют в наши реформы, они инвестируют в нашу обороноспособность и экономический, и политический свой капитал. То есть мы видим, как активно Байден эту повестку дня украинскую развивает со своей стороны. То есть он очень сильно в это вкладывается, он ставит, по сути, свой престиж и свою репутацию, подвязывает к нашему успеху. И в этот момент мы должны просто показать, что мы готовы исполнять свою часть работы. То есть правильно использовать предоставленные нам возможности. Сотрудничать по тем направлениям, которые интересны обоим государствам. И в конце концов показать результат по реформам. Чего от нас просят, не скажу требуют, просят последние 3-4 года. И в этот момент приезжать и, как вы хорошо сравнили, бить кулаком по столу, но это последнее, что нам нужно. Действительно, нужно отстаивать свою позицию. То есть нельзя давать заднюю, нельзя показывать, что мы как бы низший партнер в этих отношениях, потому что, опять-таки, возвращаясь к бизнес-модели, так не ведется бизнес. Нужно показать, что мы равноправная сторона, у которой есть свои обязанности, у которой есть свои привилегии. Но бить при этом по столу и фактически переходить на какие-то высокие тона, психовать, это точно лишнее. Просто нужно уверенно держать свою позицию и показать, что мы также двигаемся, мы также делаем то, что должны. А с чем мы туда поедем? Что мы можем показать? С реформами тут очень сложно. Тут скорее я сейчас буду очень помогать нашей делегации и прорабатывать хоть какой-то позитив. Первый позитив – это закон про деолигархизацию. Все-таки с какими недочетами, со многими проблемами в имплементации, но он есть. Американцы уже отметили, что это действительно тот прогресс, которого они ждали. Это пункт номер раз. Пункт номер два – это нормальные экономические показатели, которые, кстати, и Мировой банк, и МВФ отмечают, что экономика Украины намного лучше себя показывает, чем они прогнозировали еще в начале года. Я также был удивлен, но это все говорит о том, что, в принципе, это тот успешный кейс, который мы можем показать, что, вот, во-первых, ваша помощь нам помогает, извините за тавтологию, во-вторых, мы можем неплохо справляться с теми кризисами, которые идут, а в-третьих, это показывает то, что расширение экономического сотрудничества, в принципе, довольно ликвидная опция, что вы на этом не потеряете. Это пункт номер два. Пункт номер три – это успех Крымской платформы, на который я очень надеюсь, и успех и других форматов, то есть там экспертной сети, высшего уровня. Если мы покажем такую заинтересованность этой тематикой, это будет еще одно подкрепление позиции Байдена по Украине, что все-таки Украине нужно помогать, что все-таки Украина – это важная внешнеполитическая точка на карте для США и для Запада в целом. И если мы покажем вот этот результат, если платформа не станет одномоментным саммитом, один раз провели и все, считаем это успехом. Если мы покажем, что это имеет какое-то развитие, это тоже будет позитив уже политической составляющей. Ну вот, когда мы о платформе, конечно, поговорим поподробнее, но вот давайте попробуем прокомментировать именно решение США отправить на этот саммит министра транспорта. Не чиновника не самого высшего, скажем, ранга. Да. Это действительно решение довольно интересное, но тут нужно опуститься, скажем, на личный аспект. Пит Бутиджедж, который является министром транспорта, кроме этого, он является условным, как и называют, де-факто послом по особым поручениям Байдена. Именно Бутиджедж был в составе
переговорной команды по выводу войск из Афганистана. Именно Бутиджич частично занимался выведением войск из Ирака, которое сейчас проходит. Хотя, опять-таки, казалось министром транспорта. Кроме того, именно благодаря тому, как отмечают многие аналитики, что Бутиджич в свое время снялся с выборов, где он почти догонял Байдена, будучи на 3-м месте, Байден получил знаковый перевес перед Сандерсом и смог занять лидирующее место среди демократов. И, по сути, Бутиджич представляет собой лидерство молодых демократов без уклона в социализм. То есть, по сути, если хотите, он такой себе молодой Байден. Он замена Байдену, и он чудесный из себя показатель американского политика. Ну, выпускник Гарварда, ветеран войны в Афганистане, знает 8 языков, самый молодой член кабинета. Кроме того, открытый гомосексуалист, то есть привлекает даже эту часть электората. По сути, многие американские эксперты говорят о том, что Бутиджич занимает пост министра транспорта весьма эффективно. На самом же деле он является одним из первых людей в администрации, который занимается проблемными, кризисными или неудобными вопросами для Байдена. То есть, по сути, да, это действительно не тот уровень представительства, который мы ждали. Мы надеялись там на Камалу Харрис, как минимум. Мы надеялись на Блинкена. Но в то же время, если мы правильно используем визит Бутиджиджа, если мы дадим ему правильные посылы, то есть, грубо говоря, будем воспринимать его не как министра транспорта, а действительно как посла по особым поручениям Байдена, тогда, возможно, мы эту ситуацию сможем разрулить в позитивное для нас русло. А вывод войск из Афганистана – это его удачный кейс? Сложно сказать, потому что прямо сейчас мы видим кризисную ситуацию. Мы видим наступление Талибана, мы видим потерю северных провинций, городов северных провинций. Мы видим то, что американцы, несмотря на вывод войск, продолжают активные бомбоудары по позициям Талибана, и мы видим даже применение стратегических бомбардировщиков типа Б-52. Действительно, это кейс сложный, однако он далек от завершения. И в конце концов, кто-то должен был этим заниматься. То есть Бутиджич далеко не единственный, кто за это ответственен, понятное дело. Он только как представитель Байдена во всем процессе. Но в то же время кейс еще развивается, и кто-то должен делать грязную работу, условно говоря. Ну вот ассоциации получаются не очень, когда мы говорим, что человек делает грязную работу, при этом приезжает к нам. Мы действительно должны понимать, что Украина в понимании американцев относится как раз к сложным геополитическим точкам. Наравне с Сирией, наравне с Ливией, наравне с Белоруссией. Это красная зона внешней политики США, в которой действительно нужно принимать серьезные меры. Если мы проанализируем последние стратегические документы Соединенных Штатов, которые касаются их внешнеполитических приоритетов, действительно Украина названа одной из точек противостояния Российской Федерации вообще российскому влиянию как таковому. Поэтому это скорее не то, что нас воспринимают как проблемный регион, это то, что нас воспринимают как сложный кейс по безопасности, сложный политический кейс, который действительно им должны заниматься профессионалы и люди надежные. Вот и получается, что это скорее не наш минус, это просто здравая оценка сложности всей ситуации, в которую мы попали из-за агрессии Российской Федерации. Ну вот вы когда говорите про то, что нас воспринимают как противодействие России, но это так очень коллерируется с заявлениями Путина про проект антироссия, о том, что Украина – это проект антироссия. То есть мы, получается, между двух наковален? Я бы не сказал, что все прямо настолько радикально, и что все настолько по-путински. Мы скорее являемся передовым форпостом Запада в противостоянии российской агрессии. То есть проблема от этого не меняется, от того, как мы воспринимаем. Путин называет это внешним управлением и действительно буферной зоной между собой и Западом. Запад называет это скорее нашим партнером на границе восточного фланга НАТО, который противостоит и попал под российскую агрессию. Мы в этот момент называем это нашим движением в трансатлантическую интеграцию и развитие отношений с Западом при противостоянии российской агрессии. Все дело в том, что если на это посмотреть в более глобальной перспективе, действительно, с карты геополитических противостояний, Украина является точкой такого противостояния. Так или иначе. В конце концов, если даже посмотреть ближайшую историю, несколько столетий назад, мы очень часто попадали в такую же ситуацию. Чисто из-за геостратегических факторов, из-за нашего расположения, из-за того, кто наши союзники, кто наши соседи, кто наши враги. Ситуация с точки зрения истории и геостратегии достаточно стандартная. И весь вопрос действительно в том, как мы будем из нее выходить. Пока что мы видим такую стратегию нашего сближения с Западом, укрепления наших позиций против Российской Федерации и создания для нее ситуации, когда любой конфликт с нами будет максимально дорогим. В принципе, пока что это движение
планомерная, стабильная и, возможно, даст свои результаты. Ну, в идеале точку этого геополитического разлома желательно было бы куда-нибудь перенести Абсолютно. на север, чтобы мы не всегда были на этом буфере. Конечно. Но если мы, по вашим словам, форпост, то форпост нужно как-то укреплять, да, и обеспечивать его современными системами безопасности. Об этом и будет тоже в том числе речь. Вот какой кейс мы оттуда должны привести? Про какую безопасность, про какую помощь может идти речь? Это сложный вопрос, потому что есть несколько вариантов, которые ведут нас в абсолютно разные направления. Скажем, очень популярно в свое время было обсуждение статуса основного союзника вне НАТО. Статус действительно важный, но в чем-то переоценен в Украине. Потому что, во-первых, этот статус касается в основном технического и экономического сотрудничества вооруженных сил. То есть фактически благодаря этому статусу украинские вооруженные силы получат лучший и более дешевый доступ к американским технологиям, к американскому самому модерновому вооружению и к общим тренировкам. Кроме того, это будут новые инфраструктурные проекты, в том числе в аэрокосмической сфере. То есть, по сути, это примерно то сотрудничество, в направлении которого мы сейчас движемся, но закреплено официальным документом. Но в чем проблема этого варианта? В том, что евроскептики и скептики Украины в НАТО, это, скажем, Венгрия, это, например, в свое время Франция, довольно активный украиноскептик, это Германия, увидев статус основного союзника вне НАТО, могут воспринять это как отказ Украины от любых амбиций по вступлению в НАТО. Ну, вы же ведь получили основного союзника вне НАТО. Значит, вы выбрали курс вне НАТО. Пожалуйста, продолжайте. Именно поэтому есть второй курс, который заключается в развитии уже существующих отношений. Мы с начала администрации Байдена видим и большее выделение военных бюджетов. Мы видим расширение технического сотрудничества. Мы видим, кстати, активное расширение сотрудничества в обмене опытом и в проведении общих учений. И не только с Соединенными Штатами, в тот же момент и с Британией, с которой у нас также новый стратегический договор есть. И с моей точки зрения, именно такое развитие было бы для нас логичным, потому что, оно делает, опять-таки, более доступным для ЗСУ и для наших вооруженных сил и иных силовых ведомств, более доступным западные наработки, при этом не ограничивая нас в политическом нашем движении в НАТО и не ограничивая нас в сотрудничестве с другими странами. Таким образом, выбирая вектор расширения существующего сотрудничества, мы оставляем себе перспективу вступления в НАТО, получения ПДЧ, далее вступления в НАТО, и при этом постоянно, планомерно усиливаем нашу обороноспособность против России. Буквально вчера, по-моему, посол Британии в Украине дала интервью журналистам и говорит, что у стран Североатлантического альянса нет вопроса, будет ли Украина членом НАТО, но речь идет о реформах, которые необходимы. То есть у нас есть сотрудничество на уровне военных, но буксует, скажем так, территориальная оборона, то есть взаимодействие внутри страны. Она упомянула и судебную реформу. Действительно ли причина в наших проблемах, вот в наших пробуксовках каких-то реформаторских, или просто вопрос очевиден и прост, вернее, на него ответ? Пока у нас есть конфликт, территориальный конфликт, пока мы не контролируем часть своих территорий, нам не светит быть в альянсе. Начну разматывать этот клубок с конца. По поводу территориального конфликта. Были примеры в истории НАТО, когда, в принципе, это не составляло особых проблем для Альянса. Потому что, все-таки, не будем забывать, это решение политическое. Скажем, в 1952 году, когда в Альянс пакетом вступили Греция и Турция, на тот момент, из-за того, что была угроза распространения коммунизма на их территории, тогда между Грецией и Турцией шла война. Ну, тут они, видимо, на чашу весов повесили, что лучше коммунизм или конфликт за остров, да? И они поняли, что и уже внутри НАТО этот конфликт был решен мировым согласием. То есть была проблема за территорию, но фактически это не стало какой-то проблемой для вступления в НАТО. Что касается вот этих реформ. Как эта ситуация выглядит? Есть определенный клуб тех, кто поддерживает, абсолютно поддерживает вступление Украины в НАТО. Это прежде всего Соединенные Штаты, это прежде всего Великобритания. Как мы видим по их заявлениям, как мы видим по их продвижению нашего Страны кейса. Балтии. Страны Балтии также, Польша, хотя с определенными предосторожностями. Условно говоря, Центрально-Восточная Европа,
кроме Венгрии, плюс США и Великобритания. Есть страны, которые сомневаются в том, что Украина прямо сейчас готова стать членом Альянса. Это Франция, Германия, Венгрия и некоторые другие страны, которые скорее воздержатся при голосовании, но так как у них нет политического интереса в этом вопросе. И потому, почему идет акцент на реформах? Потому что благодаря проведению этих реформ, благодаря показанию того, что Украина это успешный кейс внутренне политично, у наших союзников в НАТО будет больше аргументов для того, чтобы переубедить остальные страны Альянса, которые у нас сомневаются, в том, что сотрудничество с нами это не просто дыра, в которую будут закидывать деньги, пока она не закроется. То есть, если Украина станет сильным, успешным внутреннеполитичным кейсом, с проведенными реформами, с нормальной судебной системой, с антикоррупционной системой, это станет для наших союзников в НАТО прямым доказательством того, что с нами окей сотрудничать, что мы не будем провальным кейсом и что мы действительно сделаем Альянс сильнее. Фактически, именно в таком ключе это нужно видеть, что мы, помогая себе, помогаем также нашим союзникам. Один из российских нарративов как раз говорит о том, что США, Украине не стоит надеяться на поддержку, на реальную поддержку в случае войны, на которую США подталкивает Украина, провоцируя на агрессию, на какие-то боевые действия на Донбассе, что США вступятся и приводят примеры в том того же Ирака и Афганистана, когда становится очень жарко, США убегают, оставляют своих союзников. А вот давайте про этот нарратив поговорим. Вот насколько он похож на правду, или правда, или ложь. Что это? А вот тут как раз очень важный аспект по поводу разницы между статусом основного союзника и статусом союзника в НАТО. Потому что не будем забывать, что и Ирак, и Афганистан имеют статус основного союзника вне НАТО. Этот статус не несет никаких гарантий безопасности. Этот статус несет лишь технические и экономические гарантии сотрудничества и расширения сотрудничества. В том-то и вопрос, что этот статус является для нас в этом плане даже опасным, потому что именно он соответствует вот этому российскому нарративу, что как будто бы американцы, поддерживая нас в свое время, в последний момент отступят. Статус члена Североатлантического альянса сразу же вводит нас в поле действия 5 статьи Вашингтонского договора, по которому нападение на любую страну НАТО считается нападением на весь блок. Действительно, будет очень опасный период между получением ПДЧ и, соответственно, вступлением Украины в НАТО. Это будет чуть ли не самый опасный для целостности Украины момент в ее истории. В каком плане опасно? Мы понимаем, как на это будет реагировать Россия. Для России это не то, что красный флаг, красная тряпка. Для России это та линия, за которой для нее начинается неизведанная терра инкогнита. Потому что Россия знает, как работать с Украиной, когда она не член НАТО. Россия знает, как работать с НАТО, когда она не настолько близко к ее границам. То есть фактически проходит граница только по странам Балтии и с Польшей или граница в Калининграде. Россия не знает, как работать в той реальности, когда Украина является членом НАТО. И поэтому она любыми способами будет пытаться этой реальности избежать. Мы помним, что было в последний раз, когда одной из стран бывшего Советского Союза пообещали ПДЧ. 2008 год, Грузия. Мы видим, как Россия может среагировать. Сейчас, конечно, уже далеко не 2008 и даже не 2014. Мы уже знаем, на что способна Россия. Мы знаем, как она панически, я бы сказал, маниакально будет реагировать на любые такие движения. И именно потому нам нужно к этому быть готовым. Но в то же время я хочу поставить на этом акцент. С моей точки зрения, у нас сейчас альтернатив в движению к вступлению в НАТО. Если мы говорим о стратегической перспективе безопасности Украины, у нас альтернатив нет. С чем мы можем поехать? С нашей стратегией, понятно, мы можем выбирать варианты, но ведь мы должны показать какую-то домашнюю работу, если так можно сказать. С чем мы туда поедем? Что мы будем говорить? Вот мы сделали, берите нас в НАТО. Пока что, к несчастью, это тот же вопрос, который задавали вначале, с чем мы едем в Вашингтон. Фактически, да, это тот же пробная поездка, и пока ехать мало. Как я говорил, закон про дегалихеризацию, номер раз. Нет, я имею в виду именно узкая тема, вот именно про НАТО, если будут идти разговоры о безопасности, о беспековом этом блоке. Наши союзники опять нас вернут на вопрос к реформам. Потому что в блоке по безопасности Украина, как это ни странно, соответствует в большинстве стандартам НАТО. Единственный вопрос, который к нам остается в сфере безопасности, это то, что они называют цивильный контроль за сбройными силами.
То есть фактически формирование Министерства обороны, отбор кадров, прозрачность работы Министерства обороны. А это опять-таки вопрос о государственных реформах, о реформе государственного управления, о прозрачности менеджмента и так далее. Фактически потому-то наши союзники постоянно и сворачивают тему на реформы, потому что это единственное, что нам осталось доделать. И уже сделав это, все остальное станет вопросом политической воли. А нет ли еще такой опасности, что все-таки не рискнут ни США, ни Европа пойти против воли России и будут ходить вокруг да около, только лишь оттягивая наши возможные вступления в НАТО? Тут интересный момент, опять-таки, политического взвешивания двух полюсов. То есть мы сейчас застаем с вами момент возвращения к появлению множественных центров силы, взвешивание сил между которыми формируют правила игры этой системы. То есть условные два центра силы – это Пекин и Вашингтон. Пекин как альтернатива западной гегемонии, Вашингтон как центр все еще действующей гегемонии Запада и США в частности. И есть Россия, так называемый агент-пертурбатор. Условно говоря, это как Балканы середины 19 века. В любой момент может взорваться и разнесет к чертям вообще все существующие порядки. Поэтому почему они не дадут, скорее всего, заднюю? Россия делает все возможное для того, чтобы Запад все более и более склонялся к тому, что Украина должна быть частью НАТО. Мы видим и реакцию России на проведение учений, мы видим реакцию России на политическом уровне, мы видим внутренние политические процессы России с приближающимися выборами, которые связаны. И поэтому, так или иначе, Россия подталкивает Запад к пониманию того, что укреплять вот этот фланг противодействия российской агрессии, российской непредсказуемости с системной точки зрения необходимо. Что может еще больше подтолкнуть к этому Запад? Интеграция Беларуси. Как мы видим, последние 28 подписанных документов, так называемых дорожных карт интеграции, станут отличным для этого намеком. Ну и, конечно же, выборы, проведенные в сентябре этого года, мы примерно представляем, как они будут проведены. Кроме того, не будем забывать... Да. Россияне планируют их провести на оккупированных территориях, де-факто легализируя их как часть России, потому что иначе как мы можем воспринимать такой сигнал из Москвы. И так, шаг за шагом, россияне приближают понимание того, что другого пути у Запада и Украины нет. Раз вы уже затронули Беларусь, хотя нет, чуть попозже про Беларусь, давайте все-таки вернемся еще вот к такому сравнению, для того, чтобы понять мотивы США. Когда Джо Байдена избрали президентом, на него возлагали очень большие надежды, называли его чуть ли не ястребом, который будет вести агрессивную политику в отношении России. Но вот тут ситуация с Северным потоком показала, что он не ястреб, да, что он готов мириться с Европой. Да. И фактически это выглядит, как он уступил российскому давлению. Почему он не поступит точно так же с нашей историей, связанной с НАТО? Потому что с Северным потоком, во-первых, Северный поток и НАТО немножко разные кейсы по собственным акцентам. Северный поток в этой ситуации была ситуация, извините за тавтологию, которая угрожала напрямую союзникам США, то есть она угрожала Германии, угрожала многомиллиардными штрафами, компенсациями и всем остальным. То есть тут был чисто экономический интерес, который немцам нужно было преодолеть. Кроме того, история с Северным потоком, с моей точки зрения, далека от завершения. Почему? Потому что россияне не разносят процесс достройки потока и его легализации. В то же время, как мы видим по заявлениям Байдена и по его политике, что для него это абсолютно разные два трека. Как мы видим, до сих пор федеральное правительство Германии не дало разрешения крупным страховым компаниям работать с Северным потоком-2. То же самое касается больших банков. А как мы помним, по документальным процедурам Европейского Союза для сертификации такого проекта необходима и страховая компания, которая будет сотрудничать, и банк, который предоставляет лизинговые услуги. А самое главное, проект должен соответствовать двум крупным документальным изложениям, а именно третьему энергопакету Европейского Союза и новому зеленому договору Европейского Союза. И тут возникают две большие проблемы для России. Третий энергопакет в свое время загубил проект Южного потока. Как мы помним, из 4 веток, которые тянули из Южной России, протянули только 2. Одну из них фактически полностью взяла под себя Турция, благодаря своему более дешевому газу. А остальная, последняя ветка, 4-я, так и не окупила себя за все эти 10 лет, что она работает, так как благодаря третьему энергопакету ей пришлось торговать газом, ей, России, по ценам Европейского Союза.
А тут она не может конкурировать, так как намного дороже выходит и транспортировка, и добыча, и все остальное. Чем нам еще интересно зеленый договор Европейского Союза? Тем, что Северный поток никак в него не вписывается. И этот вопрос не поднимался на моменте постройки, потому что, опять-таки, европейцы разносят вопрос постройки, потока, ну вообще любого энерготрубы, да, и его запуска. Опять-таки, в соответствии с третьим энергопакетом, это разделение ответственности. То есть, кто добывает, кто перевозит, кто продает. Кто добывает и кто перевозит, европейцы этот вопрос закрыли, они дали достроить поток. Теперь вопрос, кто продает. И именно на этом моменте они как раз могут этот проект все еще остановить и как-то использовать в свою сторону. То же самое касается НАТО. Нам бы хотелось все это воспринимать очень прямолинейно. Что вот Байден выйдет, скажет, все, Украина в НАТО, решено, никаких вопросов. Россия что-то начинает делать, мы ее остановим, у нас есть истребители, силы. На самом деле Байден играет намного мягче. Байден играет намного в стиле 80-х, я бы сказал. Вспомним, что было у нас в 80-х. У нас было наращивание ядерного арсенала. Что мы видим, кстати, сейчас? Байден намного увеличил финансирование, наращивание ракет наземного базирования для глобального сдерживания. То же самое мы видим у британцев. На треть увеличивается ядерный арсенал. Впервые с времен Холодной войны. И при этом мы продолжаем говорить со страной-агрессором на мягкие темы. Мы приглашаем их на саммит по экологии. Мы один раз можем встретиться с их президентом на нейтральной территории в Швейцарии и просто сказать, что относительно все хорошо. Мы можем попробовать затронуть темы политической свободы и прав человека, но не более. И эти встречи не заканчивают санкции. Эти встречи не отменяют наращивание вооружений, и эти встречи не отменяют внешнего давления. Мы имеем дело с многовекторной игрой, где на одном векторе могут идти поступки, на другом векторе начинается сильнее давление. Примерно так я бы рассматривал вопрос вступления Украины в НАТО. И то есть, продолжая вашу тему, я с вами согласен, что тут возможны определенные проблемы. Но главная проблема в том, нам нужно понять, где будут уступки, а где будет продвижение. Я не думаю, что уступки будут по самому вопросу вступления Украины в НАТО. Поэтому нам нужно разобраться, чем именно Америка готова, где она готова отступить для того, чтобы продавить вопрос Украины в НАТО. Давайте перейдем к другой теме. Сейчас активно идет подготовка к саммиту Крымской платформы. Прошел форум с экспертами. И вот один из них с нами на связи. Это Евгений Ярошенко, правозащитник из Крымсос. Я приветствую вас. Добрый день. К сожалению, мы вас, Евгений, не слышим. Давайте... Вы меня слышите, Евгений? Да, я вас слышу отлично. Да, все отлично, сейчас есть звук. Да. Расскажите о итогах этого форума. Вот какие у вас впечатления остались о нем? Да, нужно отметить, что в ближайшую пятницу был официально дан старт Крымской платформе. В пятницу было первое заседание экспертной мережи Крымской платформы. Что это такое? Крымская платформа из 4 уровней состоит. Наивысший уровень, там где президенты и премьер-министры, уровень министров иностранных дел, межпарламентский уровень, есть экспертный уровень. Так вот, это была экспертная мережа, в которую входят около 180 украинских и иностранных экспертов. И эти эксперты в разных тематических группах будут обсуждать какие-то вопросы, связанные с деоккупацией Крыма. Это вопросы безопасности в Черноморском регионе, вопросы экологии, прав человека и так далее. И в эту пятницу официально был дан старт экспертной мережи, поскольку все понимают, и дипломаты, и иностранные партнеры, что без качественной экспертизы, без качественной аналитики трудно как-то координировать международные усилия по деоккупации полуострова. У вас уже есть примерное понимание, что удалось наработать, что будет использовано на саммите? Вот на уровне экспертов. По состоянию на сегодня можно сказать, что есть 7 экспертных групп разных тематических. Каждая из групп выработала общее представление проблематики. Ну, например, проблематика экологии Крыма.
и разработан ряд предложений, как нужно действовать, на что акцентировать внимание Украине, другим государствам, международным организациям для того, чтобы общие усилия были более эффективны. Ну и ожидается, что эксперты 23 августа смогут представить заключительный документ в виде общего заявления экспертной группы. Расскажите о работе в вашей группе. О чем вы договаривались, какие темы поднимали? Да. Я являюсь одним из участников группы, которая называется «Экономика и экология». Мы рассматривали такие проблемы, которые возникли в ходе оккупации Крыма Российской Федерацией, или те, которые долгое время не решались, но обострились за последние годы. Это, например, вопрос загрязнения Черного моря разными веществами. Это угроза потери биоразнообразия. Например, в Керченском проливе водятся редкие дельфины. Из-за строительства печально известного Керченского моста эти дельфины теперь под угрозой исчезновения. Или же рыбы в таких горных реках, как Бию-Карасу, которым угрожает угроза существования из-за авантюрных решений по перекрытию рек, по перебрасыванию воды из разных горных рек в водохранилища. Также нельзя не отметить то, насколько вопрос ухудшения экологии влияет на права человека. Ведь это затрагивает ухудшение воздуха, окружающей среды на всех людей, независимо от их этнического происхождения, от их социального происхождения или от их каких-то политических взглядов. Ведь все это отражается так или иначе на их здоровье, на их уровне жизни, ну и на других составляющих. Ну и также, конечно же, мы поднимаем вопрос о том, как нужно координировать усилия, чтобы привлечь Россию и должностных лиц оккупационной администрации к ответственности за уничтожение окружающей среды Крыма. Например, за уничтожение заповедников, уничтожение Бакальской косы, Керченский мост и другие проекты. И у вас уже есть ответ, как привлечь? Можно сказать, что привлечение к ответственности должно быть многоплановое, многоуровневое. Для этого требуется искать международный опыт того, как в разных вооруженных конфликтах, какая норма международного права была использована для того, чтобы привлечь то или иное должностное лицо к уголовной ответственности за эти вещи. Эта задача осложняется тем, что в условиях мира на данный момент очень редко были случаи, когда удавалось именно к уголовной ответственности за уничтожение экологии привлечь кого-то. Да, можно было за геноцид, можно было за преступление против человечности, за пытки, за насильственное исчезновение, но вот именно за экологию пока трудно. Поэтому есть предложение применять другие нормы, которые так или иначе тоже затрагивают экологию и нарушают другие права человека. Ну и точно так же есть предложение присоединить к одной из жалоб Украины в ЕСПЧ, присоединить экологическую составляющую. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Евгений Ярошенко, правозащитник Крымсос. Благодарю вас. Вы тоже, да, были одним из организаторов этого экспертного совета? Да, я скромно присоединился к административной части организации этого. Вот расскажите нам инсайды, вот что там происходило, что интересно. В общем, зачем вообще нам нужен был инаугурационный форум, как мы его называли, крымской экспертной сети Крымской платформы? Мы заметили, что среди наших... Громкое такое название. Инаугурационный. Потому что это действительно был официальный старт нашей работы. На самом деле экспертная сеть, группа по созданию экспертной сети работала уже несколько месяцев. Прорабатывались модели сотрудничества с иностранными экспертами, с органами государственной власти в Украине, с парламентами и так далее. Нарабатывались контакты тех экспертов, которых мы в конце концов пригласили.
Зачем нужен был этот форум? Какая основная цель вообще экспертной сети? Мы заметили большой интерес от наших иностранных партнеров и на экспертном уровне, и на дипломатическом конкретно к этому измерению работы. Потому что в отличие от более высоких уровней, скажем, как упоминал Евгений, уровень глав государств парламентов, уровень министерств, уровень парламентов, уровень экспертной сети, он более свободен, что ли, в своих позициях, в своих высказываниях и в своем подходе к решению вопроса. То есть даже эксперты из тех стран, которым сложно напрямую выступать против России, в формате этой сети действительно могут заниматься проектами по противодействию российской агрессии, действительно могут каким-то образом продвигать определенные решения. И в конце концов, благодаря продуктам нашей сети, мы действительно сможем влиять на определенные решения на высоком уровне, так как уже есть определенное понимание того, что продукты экспертной сети будут основой стратегии и основой решений, принятых на самом высоком уровне. Фактически приятно в этом случае отметить и поддержку иностранных посольств, и интерес иностранных дипломатов к этому, что в принципе показывает, что не только в Украине, но и среди стран-партнеров есть понимание важности экспертного измерения и есть понимание того, что именно экспертное измерение даст основной, скажем, интеллектуальный продукт существования Крымской платформы как таковой. А вот что это за продукт? Его уже можно пощупать? В перспективе то, что планируется, это действительно абсолютно точный и измеряемый в показателях план по деоккупации и дальнейшей реинтеграции полуострова Крым. На данном этапе разрабатываются подходы к нему. То есть, вот как говорил Евгений, есть экологическая группа, есть группа, занимающаяся санкциями, группа по безопасности, по гуманитарным вопросам, по международному праву, группа по культурному наследию. Каждая из них со своей стороны ищет определенный подход. Какие инструменты будут самые эффективные, с чего надо начинать, какие страны, какие альянсы, какие нужно применять силы политические. И таким образом, когда мы увидим общую картину нашего взгляда на этот вопрос, когда мы поймем, насколько влиятельной является экспертная продукция нашей сети, тогда мы сможем действительно перейти к составлению единой общей национальной международной стратегии. Чтобы это просто не затянулось в какой-то бесконечном процессе производства, потому что и про план деоккупации мы уже тоже слышим, вроде как стратегия даже появилась. А это будет дополнение к ней или что? Это скорее будут уже практические шаги. То есть мы понимаем, что та стратегия деоккупации, которая есть, она также предполагает определенное движение. То есть что не просто мы должны деоккупировать, а это действительно определенные шаги. Каждый из этих шагов сопряжен с определенными рисками, с определенными новыми вызовами и новыми задачами. Например? Например, и как только начинается международное давление, то есть не только санкционное, а политическое, то есть один из первых шагов – это усиление международного давления, сразу возникает вопрос, по каким сферам это давление нужно идти, какие инструменты использовать, если мы видим, что санкции не настолько действенны. Начинается противодействие России. Соответственно, встает вопрос, как это противодействие нивелировать так, чтобы этот кейс правильно донести и правильно сформулировать. На каждом этом этапе нужны, соответственно, новые инструменты, нужно, соответственно, новые типы реагирования. И фактически работа экспертной сети будет зависеть и проявляться как раз в том, что на каждом этом этапе мы будем иметь дело не просто с политической импровизацией, а с действительно каким-то продуманным нормальным подходом. И по поводу вашего вопроса, насколько это затянется, вопрос абсолютно правильный, но фактически наличие вот этой государственной стратегии реинтеграции и планомерное ее исполнение будет таким временным фреймом, который будет держать и нас также в определенных рамках. Это не какая-то аналитика к саммиту, нет? Скажем так, это далеко не основная часть нашей работы. То есть, да, действительно, к саммиту мы также готовим определенные документы, определенные заявления, определенные позиции. Но в отличие от саммита общего, который будет проходить раз в год, раз в 2 года, экспертная сеть будет работать постоянно. Как я говорил, мы более свободны в своей работе, мы не ограничены рамками определенных саммитов или определенных форматов работы министерства. Наши рабочие группы независимы, они работают по своим определенным паттернам, но при этом они постоянно отчитываются о результативности своей работы, о том, как она воплощается и где она проявляется. То есть экспертная сеть будет работать постоянно, круглогодично, и практически постоянно будет поддерживать решения правительства и Украины, и других правительств собственными стратегиями, собственными подходами и собственным анализом ситуации. А если говорить об экспертах, что это за эксперты? Какого рода? Это всевозможные эксперты, начиная от людей, которые занимались крымской проблематикой, начиная с 2014 года. Это эксперты из Крыма, это эксперты
по очень разным областям. Это также люди, которые только начинают заниматься этой проблематикой, хотят действительно помочь этому движению, хотят действительно помочь крымской платформе. И они только начинают с этим работать, они также вовлекаются в процесс. Потому что экспертная сеть – это не только новые наработки, это какие-то новые решения. Это также огромный конгломерат, огромная библиотека данных, знаний и экспертных оценок, которые мы накапливали, начиная с 2014 года. Это также гигантская экспертиза отдельных наших членов, которые действительно могут подготовить и новое поколение экспертов, и помочь уже сейчас работающим коллегам войти в этот контекст. Это один, кстати, из тех запросов, которые мы много слышали от наших западных коллег из экспертных кругов. Им просто не хватает информации. У них ее фактически нет. Та информация, которую они добывают из общедоступных источников, или создана россиянами, или ими редактируется, или каким-то образом является очень ограниченной. И потому еще одна цель, такая более неформальная цель экспертной сети, это именно информирование профессиональных кругов за рубежом, информирование наших коллег о том, что действительно происходит, где можно взять точные данные, где можно взять адекватную информацию о том, что происходит в Крыму и вокруг крымской проблемы, и, соответственно, лучше и качественнее подходить к работе с этим кейсом. А как представлены в этом экспертном обществе коренные народы? Мы очень тесно сотрудничаем с Меджлисом крымско-татарского народа. Мы очень активно сотрудничаем с представителями крымского правозащитного общества. Мы сотрудничаем с экспертами из Крыма, в том числе с экспертами среди крымских татар. Фактически у нас в последние недели создалась отдельная группа по защите прав коренных народов Крыма, которая также имеет свою повестку, имеет свои документы и уже проводит первые рабочие встречи и выдает первые документы. То есть... А если можно поподробнее, что за группа, кто участвует, какие первые документы? Я думаю, они скоро сами смогут нормально огласить о своей деятельности, потому что, ну, как я говорил, мы работаем независимо, скорее мы являемся такой, як це кажуть, парасольковую организацию для этих отдельных рабочих групп. Я бы скорее оставил этот весь вопрос коллегам, потому что я занимаюсь более общими вопросами организации. Окей. Давайте тогда по поводу самого саммита. Какие надежды вы на него возлагаете? Есть ли у вас какая-то информация о представительстве? Вот мы слышим про министра транспорта США, мы слышим, что будут главы государств. Кулеба сегодня заявил, что сегодня еще одна европейская страна добавилась. Теперь их 34. Но у нас до сих пор нет представления, кто эти люди, кто будет участвовать. И, собственно, что, кроме намерений и декларации о намерениях, там будет подписано? Действительно, пока информация ограничена. То есть мы видим, что Министерство иностранных дел перестраховывается. Как сам заявлял Кулеба, очень многие подтвердят свое участие буквально за несколько дней до самого саммита. Потому что мы видим активное противодействие России в этом ключе. Вездесущее и всемогущее получается. К несчастью. Но в этом случае они работают даже очень точково. Представим ситуацию, что некая страна, которая зависит от России энергетически, экономически, политически, заявляет о своем намерении принимать участие в Крымской платформе. Например, сейчас, оставляя 2 недели, условно, 1,5 недели до саммита. За эти 1,5 недели россияне действительно имеют потенциал повлиять каким-то образом, ну, грубо говоря, как любят говорить медиа, перекрыть вентиль трубы, закрыть какие-то кредитные программы, начать какое-то давление через свои партии. Поэтому многие страны действительно перестраховываются и хотят в последние моменты просто об этом объявить. Что там может быть? Первично, действительно, это декларация о намерениях, это определенная стратегия того, как будет работать крымская платформа, и это определенное видение того, каким этот формат будет. Потому что здесь, к несчастью, мы до сих пор имеем некоторые вопросы. Скажем, мы помним заявление заступницы министра иностранных дел Эмине Джапаровой, что, возможно, мы припаркуем крымскую платформу в ООН. В ООН, да, и не сможем ее проводить ежегодно в Крым. Да, возможно, это действительно станет независимым форматом, но это зависит от того, активно ли к нам будут проявлять интерес, и интересно ли будет это именно на уровне глав государств и парламентов. Поэтому это еще один вопрос, который будет решать вот верхние эшелоны саммита, а что это будет, собственно, за платформа. Потому что, возвращаясь к теме экспертной среды, у нас все относительно понятно.
Это вот независимая гигантская экспертная сеть. Сейчас уже около 30-40 стран объявили, ну, эксперты из 30-40 стран объявили о том, что не заинтересованы в участии. Многие страны даже не те, которые заявили о своей готовности участвовать на высоком уровне. Если получится после саммита нам понять, какая структура будет у саммита глав держав и парламентов, у саммита министров иностранных дел и у парламентского уровня, это также буду считать достижением этого первого саммита. Мы должны понимать, что первый саммит – это действительно о том, чтобы установить правила игры, чтобы установить общие принципы работы и установить общие цели, что очень главное. И вот если эти 3 пункта будут выполнены, мы можем считать, что первый саммит прошел успешно. Ну, знаете, как люди воспринимают. Вот ждут больших людей, которые управляют миром, что вот они соберутся, выработают какое-то решение, которое позволит деоккупировать Крым и Донбасс. Вот и эти надежды вот могут просто обмануться в этот момент. К несчастью, да. К несчастью, но до сих пор есть вот такое восприятие, что если группа президентов что-то сказала, на следующий день это вот буквально так выполнено, просто потому что они решили. На самом деле это уже вопрос коммуникации. Каким образом нам прокоммуницировать результаты этого саммита так, чтобы он считался успешным не только на уровне экспертном, не только на уровне медиа, не только на уровне политиков. Тут есть несколько подходов. Общая декларация, которая будет принята, если украинской стороне удастся пропихнуть в этом документе, именно пропихнуть, потому что иначе это не назвать, несколько острых тезисов. Каких? Это может быть... Например, то, о чем всегда говорит Байден, что при наличествующей ситуации мы никогда не признаем Крым российским и никогда не подтвердим адекватность и претензии России ни на восток Украины, ни на временно оккупированный Крым. А почему это нужно пропихивать, если это ключевой момент? Это ключевой момент, но это важно почти в каждом документе утверждать. И почему пропихивать? Потому что мы видим, как постоянно изменяется ситуация и вокруг союзников России, и вокруг тех, кто зависит от России, и вокруг экономичных партнеров России. Чем вам не ситуация с Северным потоком-2? Каждый раз мы должны напоминать другим странам, что подпись ваша под таким заявлением показывает вашу приверженность международному праву и, соответственно, мировому порядку, основанному на международном праве. Почему именно пропихивать? Потому что, опять-таки, как мы с вами уже говорили, Россия не дремлет, Россия работает 24/7 над тем, чтобы установить новый мировой порядок, на том, чтобы не дать ему работать так, как он работал. Потому мы должны это, опять-таки, тут подписать. Что еще может быть важным, что еще может быть таким зычным, скажем, в этой декларации? Например, признание прав коренных народов. Многие страны от этого пока что воздерживались. Например, признание открытости судоходства в территориальных водах Украины. А признание Крыма украинским, соответственно, делает территориальные воды России, как она их сейчас считает, территориальными водами Украины. И такие инциденты, как были с эсминцем Defender, не будут повторяться, или как минимум Россия таким образом будет еще больше всех настраивать против себя. Кроме того, вопрос с бесполетной зоной над Крымом и, в принципе, над контролем неба над Крымом. Сейчас Россия контролирует небо над Крымом незаконно, нелегально, и решение этого вопроса также нанесет удар по российскому авторитету над полуостровом и, наоборот, поднимет, опять-таки, очень сложную проблему по безопасности в Черноморском регионе и очень выгодном для Украины ракурсе. Но не будет ли это констатацией уже существующих фактов? То есть и так весь мир считает Черное море и, по крайней мере, у крымских берегов территориальными водами Украины. И так небо там закрыто, и так никто не признает Крым. Даже Лукашенко и тот не признает Крым российским. Но это будет, не будет ли это просто дублирование, повторение? А вот тут возникает вопрос с дополнительными документами. Потому что в отличие от отдельных, скажем, резолюций ООН, от отдельных заявлений политиков на пресс-брифингах, обычно подобные договоренности на тематических саммитах, а это именно тематический саммит по поводу Крыма, они подкрепляются дополнительными документами. То есть, если мы вспомним любые тематические саммиты, которые проводились еще во времена Холодной войны, а как мы уже говорили, мы понемножку возвращаемся к тем правилам игры, каждый из них поддерживался огромным количеством дополнительных стратегий, дополнительных шагов, дополнительных определенных меморандумов, стратегий, правил и так далее и тому подобное. И поэтому я считаю, что действительно каждый пункт
этого меморандума, каждый пункт заявления по результату саммита Крымской платформы будет эффективным, если он будет поддержан определенной стратегией. Это частично также и работа экспертной среды, это в основном работа, конечно, высокого уровня, но если этот меморандум будет подписан с такими оговорками, с тем, что каждый этот пункт это не просто заявление, что Крым украинский, а это еще, скажем, Крым украинский, а поэтому должно имплементироваться на международном уровне стратегия деоккупации. Да, небо над Крымом остается бесполетным до того момента, как, и дальше целый список требований. Да, территориальные воды вокруг Крыма являются украинскими, а именно потому России возбраняется то. То есть таким образом инструментальным этот документ сделает его неофициальная часть. Благодарю вас за то, что так подробно и профессионально рассказали нам о перспективах, в том числе и Крымской платформы. Но наше время подошло к концу. Гостем моей студии был Александр Краев, эксперт Рады внешней политики «Украинская призма». Я не прощаюсь. Через 5 минут снова увидимся в этой студии. Не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами. Nasıl bir kunlarga kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Gözümüz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik. Vatanға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізді кене бөлелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында düşünce bitmей. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. А мы продолжаем наш эфир. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и мы будем говорить о событиях и темах важных как для оккупированного Крыма, так и для материковой Украины. И я представляю нашего гостя, который будет с нами по скайпу, Сергей Громенко, кандидат исторических наук. Приветствую вас, Сергей. Добрый день. В предыдущем часе мы очень подробно разговаривали об инаугурационном саммите экспертов, посвященном Крымской платформе. Вы участвовали в этой акции? Я принимал участие в стратегической сессии, которая предваряла инаугурационную платформу, потому что инаугурационная платформа, она все-таки больше такое для презентации, для внешнего такого антуража собрания, а конкретная работа на самом деле еще впереди. Тут, конечно, наверное, зрителям, наблюдающим, ждущим какой-то информации, трудно разобраться про все площадки, форумы, инаугурационные, саммиты. Можете нам рассказать, что происходит, где идет работа, какая идет подготовка к самому важному этому саммиту, на который приедут лидеры глав государств? Увы, этот вопрос не ко мне, потому что не я. Расскажите тогда о своем... Я занимаюсь приглашением иностранных гостей. Да, конечно. О своем участии расскажите, пожалуйста. Что вы готовили? Какие материалы? Если очень коротко, потому что одним из условий стратегической сессии, которая состоялась за день до инаугурации, было не представлять конкретных идей и не называть их авторов, по крайней мере, до 23 августа. Но если в самом общем виде, то речь идет о том, что главная цель экспертных сообществ Крымской платформы – это создание какой-то такой устойчивой концепции и видения того, как должен развиваться Крым к 2050 году. На самом деле осталось-то практически 30 лет, и если мы более-менее соглашаемся с тем, каким мы хотим видеть Крым в 2050 году, то тогда, соответственно, нужно подумать и о тех шагах, которые нам следует предпринять для того, чтобы Крым в 2050 году выглядел приблизительно так, как мы хотим. Этому была посвящена стратегическая сессия до начала, и мне представляется, что будет здорово, если и после 23
августа такая работа продолжится, а не закончится пышными церемониями, как у нас, к сожалению, иногда это бывает. Острая ли была дискуссия по поводу видения будущего Крыма? Какие... Я бы не сказал, что она была очень острая, потому что в конечном итоге среди собравшихся абсолютное большинство соглашаются с тем, что Крым — это Украина. Ну, то есть с этим соглашаются все 100%. Ну, это даже не стоит обсуждать, наверное, на этих форумах. Ну, это как бы аксиома. Ну вот, и, соответственно, абсолютное большинство согласно с тем, что необходимо вернуть Крым под полный суверенитет Украины. И я так, опросов, конечно, не было на этот счет, но я думаю, что там не меньше 99% согласны с тем, что в новом Крыму должно быть выстроено не так все, как в предыдущем Крыму до 2014 года, а с учетом тех изменений, которые произошли на материковой Украине, в первую очередь с учетом статуса крымских татар как коренного народа, ну, по части там декоммунизации и тому подобных вещей. Поэтому дискуссия о том, каким мы хотим видеть Крым в 2050 году, она не отличается остротой. Там особенно-то спорить не о чем. Весь вопрос в том, как именно мы дойдем до жизни такой. Как? Уже нашли ответ? Хотел бы я, конечно, вот взять так и сказать. Ну, конечно, мы там собрались 60 человек на один день, поработали, обменялись мнениями, и вот она, программа, которая позволит нам к 2050 году решить все вопросы, завязавшиеся вокруг Крыма за последние 7 лет. Конечно, нет. Мы в конечном итоге определили что-то вроде... Ну, это даже не дорожной карты, это, скажем так, указателя на дорогу, по которой можно двигаться в этом пути, рассмотрели те важнейшие составляющие: экономическую, политическую, военную, экологическую, гуманитарную, из которых будет складываться этот Крым. И да не сказал бы я, что изобрели велосипед, не сказал бы, что пришли к какому-то такому выводу сенсационному, до которого раньше никто не додумывался. Скорее всего, Россия добровольно не откажется от претензий на Крым. Скорее всего, Украина не будет в состоянии военным путем Крым у России отбить. Соответственно, следует усиливать работу на дипломатическом, гуманитарном, экономическом направлениях, делать так, чтобы санкции, вводимые против России, были не просто декларативными, а реально работали. И когда откроется следующее окно возможностей, вот когда бы оно ни открылось, чтобы Украина была готова, потому что есть ощущение, что если оно откроется завтра, то Украина не готова. А что это за окно возможностей? Важнейшим из трендов, вокруг которых можно попытаться выстроить стратегию возвращения, это, конечно, уход Путина. И тут мы должны понимать, что этот уход не сам по себе важен, а важен то, как он происходит. То есть одна ситуация, когда Путин умирает, просто как человек, да? Это в конечном итоге все мы смертные, как говорил по этому поводу Воланд, штука в том, что внезапно смерть. Другое дело, если он отходит от формальной власти, назначает, оставляет своего преемника. Третий вариант, если его свергают насильственным образом. И в зависимости от этого мы можем говорить о том, что та или иная степень дезинтеграции внутри России открывает те или иные возможности для Украины. Может быть, удастся дожить до того момента, до 50-го года, чтобы в России повторился 91 год, а повторение 91 года в России – это важнейший путь к возвращению Крыма без большой войны. Хотя, конечно, тоже нельзя отрицать всякого рода черных лебедей, падения метеорита, ядерного взрыва, пандемии новой лихорадки из Африки или что-нибудь еще такого. Понятно, что, вернее, не то чтобы понятно, да, есть такое убеждение, что история повторяется по спирали, но неужели эти спирали настолько узкие, что 91 год может так быстро повториться? Россия к нему шла чуть ли не столетия. Да, я бы не сказал, что она шла к нему столетия. В конечном итоге надо же понимать, что Россия, советская Россия 50-х годов и советская Россия конца 80-х годов, это же две совершенно большие разницы, да? И всего понадобилось каких-то 40 лет для того, чтобы
страна, даже меньше. На самом деле, вот пик могущества Советской России пришелся на начало 60-х. На водородную бомбу, на паритет по ракетам с Соединенными Штатами, на спутник и на полет человека в космос. И в середине 60-х советская модель, вот то, что мы называем там вторым миром, коммунистический или социалистический лагерь, он охватывал, треть мира по площади и, может быть, даже больше половины по населению. Или не больше, но в любом случае сопоставимые границы были. Вот в это время действительно все опасались того, что за Советским Союзом будущее, и марксистско-ленинская идеология победит капитализм. На этот счет есть вообще замечательный альтернативный сериал «Ради всего человечества», в котором Советский Союз еще, кстати говоря, и гонку лунную выигрывает, и первый человек, советский космонавт, высаживается на Луне. Замечательный сериал. Вот насколько серьезно все было в 60-х. Проходит меньше 30 лет. И что у нас мы видим в конце 80-х? Очереди за хлебом в центре Москвы, массовые бойкоты, поток свинцовых гробов из Афганистана, по всему социалистическому лагерю противоречия. Половина откололась от Советского Союза. Каких-то 30 лет, и от державы номер 2, с перспективой стать номер 1, Советская Россия превращается в инвалида на искусственном жизнеобеспечении. И в конечном итоге я не вижу никаких причин, почему бы эта ситуация не повторилась. Может быть, потому что не совсем корректно сравнивать. Тогда рухнула идеология, а экономика оказалась недееспособной, нерабочей, неэффективной. Сейчас идеологии в России нет, а экономика более-менее рыночная, адаптирована к рынку и к мировой экономике. Я бы не говорил, что в России совсем нет никакой идеологии. Скорее, в общем-то, есть государственничество, сильно приправленное атомным православием. Но тут дело даже не в этом, а в том, что основная причина, по которой Советский Союз почил, потому что его экономика была несообразна с вызовами времени. Вопрос даже не в том, сколько там выплавлялось чугуна. Советский Союз современной России вполне даст фору по этому вопросу. И даже до сегодняшнего дня очень многие развитые государства не выплавляют столько стали, сколько выплавлял Советский Союз, не производят столько электроэнергии, а уж нефти-то сколько у Советского Союза было. В общем-то, она вся досталась вместе с газом России современной. Но советская экономика была неэффективна. И в тех условиях, когда на Западе строился тот капитализм, который есть сегодня, в 80-е, 90-е годы, Вашингтонский консенсус, такой более либеральный подход, Советский Союз оказался в тупике планирования. Современная Россия, конечно, обладает большим запасом гибкости, но она обладает и меньшим запасом здоровья в сравнении с Советским Союзом. И основную массу в поступлениях денег в российский бюджет, процентов около 70, составляют доходы от нефти и газа. И это никак не исправить, это ничем не изменить, потому что никто в России не хочет ничего менять. И как только сложится ситуация, когда нефть и газ перестанут быть настолько востребованными, насколько они являются востребованными сегодня, российская экономика утратит тот стержень, на котором она основана. Это не значит, что у России закончится нефть или газ. Нет, они не закончатся еще очень и очень долго. Вопрос в том, когда, наконец, перестанет быть выгодно продавать ее Западу. А это может случиться в самое ближайшее время по самым разным прикидкам от 5 до 10 лет. 5-10 лет. Тут ученые посчитали, что температура Земли нагревается катастрофическими темпами, уже поднялась на 1,2 градуса. И если не прекратить добычу углеводородов и использование двигателей внутреннего сгорания, то она будет нагреваться до 1,5-2, будет повышаться уровень Мирового океана, начнутся засухи, ливни, наводнения.
И к 50-му году нас ожидает, ну, чуть ли не всемирная катастрофа. По-моему, тут уже можно будет говорить, что все наши, конечно, сейчас нынешние проблемы уйдут на второй план. Вот. Это вполне возможно, но совершенно не обязательно так случится. Я просто напомню зрителям, что из 1,5% катастрофических 1,1% мы уже взяли, потому что расчеты ведутся по 1900 году, а не по 2000. Так что на самом деле, ну не то чтобы не страшно, но не катастрофически в самое ближайшее время. Кроме того, все-таки постепенно в 2020 году мы видели на фоне пандемии замедление промышленного роста и как следствие выбросов парниковых газов. Так что оказывается, что технические возможности у нас есть для того, чтобы избежать этой катастрофы. Весь вопрос, скажем так, в политической воле. Так что, если это случится, ну что ж, где-то будет хуже, где-то лучше. Я думаю, что в этом вопросе Россия где-то выиграет от того, что ее северные территории станут пригодны для жизни и земледелия. Но с другой стороны, надо же понимать, что сотни миллионов китайцев, потерявшие жилье в низинах, на побережье Тихого океана и в долинах Янзы и Хуанхэ, вполне могут перебираться повыше на север, там, где от России, собственно, одно название. Поэтому такого рода вещи, как климатические изменения, они одновременно дают шансы и одновременно производят вызовы. Так что я не готов сейчас сказать, что в 2050 году проблема Крыма будет сама по себе решена глобальным потеплением или, наоборот, зацементируется. Окей. Есть же все-таки, наверное, нюансы, возвращаясь к вашему экспертному сообществу, когда вы говорите, что практически единомышленно или не единогласно вы видите будущее Крыма, но есть нюансы. Вот какие это нюансы? Ну, в первую очередь, как я уже говорил, это вопрос о том, каким образом и в какое время будет возвращен Крым. Потому что от этого слишком сильно зависит то, какое крымское общество достанется Украине после деоккупации. И я, например, отношусь к числу алармистов. Я полагаю, что уже вот даже на сегодняшний день, ну ладно, не на сегодняшний день, но еще в ближайшие там пару лет, к 10-й годовщине аннексии, сложится такая ситуация, когда примерно половина населения Крыма будет считать Украину страной-оккупантом. Вот потому что происходит вот так. Молодое поколение, которое не знает Украину, подрастает. Те, кто за Украину выезжают, из России приезжают, ну вот так вот меняется это все. И с этим надо будет что-то делать. Кто-то со мной согласен в пропорциях, кто-то не согласен, но все понимают, что надо делать. И вот тут уже главный нюанс, потому что часть выступает за более жесткие меры. Ну, условно говоря, их можно назвать реалистами, а я опять же к ним отношусь, и которые полагают, что нужно будет где-то пренебречь международным гуманитарным правом при реинтеграции Крыма. А есть другие, которых можно было бы назвать идеалистами, к которым относится большая часть правозащитников, полагающих, что ни в коем случае нельзя допускать массовых высылок россиян, надо будет как-то решать этот вопрос по-другому, чтобы не нарушать слишком много международных соглашений. Вот на самом деле это сегодня какая-то умозрительная дискуссия. Она может называться нюансом. Но когда Крым снова станет полностью украинским регионом, вокруг этой дискуссии будет проливаться вполне реальная человеческая кровь. А вот меня удивляют, действительно ли есть эксперты, которые считают, что после деоккупации Крыма можно в Крыму оставить завезенных туда россиян? Ну, не то чтобы оставить, но нельзя будет применить массовую высылку, потому что таковая запрещена Европейской конвенцией о правах человека. И, соответственно, нельзя будет строить там фильтрационные лагеря, надо будет выдавать им что-то вроде временных свидетельств о жительстве на данной территории. Ну, вот каким-то таким вот образом. Я как бы не могу говорить за них, потому что я не поддерживаю эту идею. Но в самом общем виде она выглядит так. Массово высылать нельзя, лагеря строить нельзя. Ну, есть, соответственно, те, кто думают, что надо бы делать и то, и другое.
А вы за лагеря? Я, скажем так, против лагерей, потому что эти лагеря Украина нормально не сделает, ей станет только хуже, но массовая высылка в административном порядке, да, не по каждому индивидуально проводить судебное заседание, но приостановить действия конвенции и все-таки сделать, поспособствовать, скажем так, тому, чтобы россияне самостоятельно выбирались с полуострова к себе домой. Но в конечном итоге это та проблема, по которой единого решения нет. И, соответственно, она будет подниматься и в дальнейшем. Так что вот нюансы. Есть и другие нюансы, это не единственное. Да, сейчас о других нюансах поговорим. Просто, мне кажется, так очевидно, когда человек незаконно пересекает границу другого государства, то что с ним делают? Его выдворяют. Причем здесь нарушение каких-то конвенций? Проблема в том, что выдворение иностранца должно проходить в судебном порядке индивидуально. Вот если сегодня кто-нибудь пересечет незаконно украинскую границу, он должен попасть в суд, и потом его выдворят. Понятно, что если попробовать, грубо говоря, 1 миллион человек через суды провести, то процесс очень сильно затянется. Поэтому есть мнение высылать массово в административном порядке. А есть мнение, что нельзя этого делать, потому что это нарушение прав человека. Ну, вот. Это не все так гладко в научном сообществе, как может показаться с первого взгляда. То, что все хотят, чтобы Крым снова стал украинским полностью, это еще ни о чем не говорит. А какие еще нюансы есть, о которых вы сказали? Ну и, соответственно, если уж мы говорим, основная масса всех экспертных несогласий в этом смысле сосредотачивается вокруг путей к достижению украинского Крыма в 2050 году. Например, следует ли ужесточать пропускные режимы, поскольку проблема с Крымом, она же неотделима от проблемы с Донбассом. Стоит ли рыть более широкие и глубокие рвы и ставить более высокие заборы, или наоборот следует облегчать, в какой степени поддерживать выезд проукраинского населения из Крыма. Это, кстати, проблема, по которой не то что решение, по которой даже нормально мнений нет, потому что, с одной стороны, если мы стимулируем переезд молодежи для обучения на материковую Украину, плюсы очевидны. Но есть и очевидный, менее очевидный, но гораздо более серьезный минус в будущем – это уменьшение количества проукраинского населения в Крыму. Поэтому вот как тут делать-то? Вот как поступать? Обучать их в Украине, потом отправлять обратно в Крым? Не будет ли это слишком жестоко по отношению? И вообще, это в принципе нет никакой возможности принудить людей с материковой Украины перебираться в Крым. Вот у этого вопроса нет решения. Он только рассматривается. И таких вот мелких недоразумений, до которых руки еще не доходили, их на самом деле довольно много. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, о работе над стратегией Крымской платформы, над работой экспертного совета. Сама Крымская платформа состоится 23 августа. На нее приедут представители 34 стран, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сегодня он сказал, что добавилась еще одна европейская страна. Мы пока не знаем всех нюансов и подробностей, кто будет какие страны представлять. Известно лишь о том, что Соединенные Штаты будет представлять министр транспорта. Про другие страны наше министерство старается не говорить, потому что очень сильно влияние России на представителей тех стран, которые изъявили желание ехать к нам на Крымскую платформу. Россия пытается применить все возможные средства и силы влияния для того, чтобы сорвать ее проведение, а это говорит о том, что у этой платформы есть шанс на успех. Считает ли так наш следующий эксперт, который подключается к нашему разговору, Андрей Шкирь, народный депутат Верховной Рады Украины 4, 5 и 6 созывов. Приветствую вас. Доброго дня, Романе. Какие у вас надежды на Крымскую платформу?
Я вважаю, і це, напевно, один з найуспішніших останньо сконструйованих майданчиків міжнародних політичних, взагалі структурних таких майданчиків для проведення діалогу, для будівництва солідарності навколо міжнародної солідарності навколо проблеми, яку нам створили в наш східний сусід, тобто Росія окупувала територію, це порушення всіх норм, всіх прав, це всім все зрозуміло, але засоби донесення цієї інформації вони були, скажімо, до створення Кримської платформи, вони були такими, як завжди. Тут новацію запроваджує Україна властиво створенням спеціального інструменту для вирішення проблеми, бо не треба забувати, що зараз проблема існує повернення території, а завтра буде існувати проблема її реінтеграції. Властиво для реінтеграції ця Кримська платформа буде прекрасною структурою для того, щоб це здійснити. Вот только что мы разговаривали с историком Сергеем Громенко и говорили как раз о реинтеграции, о том, что у экспертов есть разные точки зрения, скажем так, нюансы на процесс реинтеграции. Некоторые говорят, что, например, когда Крым вернется под контроль Украины, нельзя будет массово выселять россиян, приехавших за годы оккупации, что нужно искать какие-то варианты их адаптации. Вот що ви думаєте по цьому поводу? Бачите, це все буде залежати від того, яким чином буде реінтеграція відбуватися, яким чином туди повернеться український закон, українська конституція. Якщо це відбудеться так, як це відбулося, скажімо, на Горному Карабасі, це одна історія. Там просто всі, хто міг, покинули територію Нагорного Карабаху. Коли ми будемо на Нагорному Карабаху, коли ми будемо говорити про українську картину, і в мене більше я схильний, що процес відбудеться мирно і в рамках діючих міжнародних законодавств. Коли це відбудеться саме так, то тоді дійсно я вважаю, що необхідно дати тобто поставити на паузу питання, скажімо, людей, яких туди переселила з політичних міркувань Росія. Треба буде вирішити права їхні щодо права брати участь у виборах, там певні обмеження права. Але говорити про відселення, переселення, чи як вжиємо це неприємне слово, викидання чи депортацію, я думаю, що це не та історія, яка має спрацювати в Криму. Но ведь это же фактически очередная бомба замедленного действия. Незаконно приехавшие люди на территорию другого государства с враждебным менталитетом, с враждебной ментальностью, агрессивно и критично, как угодно, настроены к России, к Украине, эти россияне, будут влиять на политическую жизнь полуострова, и Украины в целом. Радше на культурне життя. Коли ми говоримо про право голосувати, обирати і бути обраним, тут є досвід інших країн, наприклад, Латвії, Естонії, коли людей, яких туди переселили з такими ж самими намірами, тобто вони мали бути такими осадниками, які прийшли, принесли з собою, умовно, цей руський мір, і фізично, і матеріально. Не завжди вони були свідомі цього, інколи використовували, інколи приманювали кращими можливостями, ніж, скажімо, в тих територіях, де вони проживали, але тим не менше, вони були частиною імперського інструменту в цих двох прибалтійських державах. І, відповідно, цей інститут ставлення до відповідних персон вартує перенести в Крим. Тобто обмеження в громадянських правах – це одне, відселення, тобто депортація – це зовсім інше. Коли ми обмежуємо людину в правах, вона не має права обирати, бути обраним і брати участь у тому, що називається політичному житті чи України, чи Кримського півострова, чи Криму. Тому це одна картина. Інша картина, коли ми говоримо про законність набування ними майна на території Криму, чи законність перебування в тому майні, в тому що набудували росіянські, це було законно і так далі. Це вже право майнове. Але в будь-якому випадку всі, хто хоче допомогти їм переїхати, всі, хто хоче залишитись, допомогти їм залишитись. Всі, хто думає, допомогти їм подумати правильно. Це оптимальний підхід до цієї ситуації. Бо реінтеграція – це реінтеграція території в державу. І найголовніше буде не стільки розібратися з людьми, які лишились, скільки
забезпечити житлом, нормальними гідними умовами життя тих, хто повернеться. Це найважливіше буде населення, найважливіша частина переселення Криму. Повернути біженців. Це головне завдання. І я думаю, що з цим до цього Україна має вже готуватися зараз. А вже те, яким чином і що робити з людьми, які залишаться, на це питання можна відповідати, чесно кажучи, завтра. Тобто нагальнішим завжди буде питання людей, які втратили майно в Криму, людей повернути їм його, втратили можливість, втратили батьківщину, повернути батьківщину. І це найважливіша частина реінтеграції. И все-таки, неужели вы не видите, или вернее, видите вы или не видите, просто вот вопрос такой то есть без эмоциональной оценки, угрозы все-таки русского мира в головах этих людей? Я не говорю сейчас о крымчанах, которые там жили до оккупации. Я говорю именно о людях, которых заселяют, которые едут из России в Крым после оккупации. Оставлять их — это оставлять русский мир, который все равно будет давать ту же картину Крыма исконно русского. Не видите ли в этом угрозы для целостности страны? Знаєте, треба попрацювати з міфами. Крим російським, я все-таки завжди, знаєте, все дуже відносно. Це легенда, яка була придумана після... Тобто це заміна одної, тобто травми на успіх. Тотальна і достатньо ганебна поразка російської зброї в Криму призвела до того такого, знаєте, бажання сказати, ні, це одвічна земля, ми за неї кров проливали. В принципі, проливали, але так достатньо швидко втекли звідти. Тобто поразка була. Недаремно в Парижі є бульвар Севастополя. Ти спитаєш, що російського туриста, чому так названо? Тому що люблять Севастополь в Парижі, французи люблять. А насправді це данина пам'яті французької зброї. Ось приблизно таким чином треба ставитися до людей, які тут залишилися. Тобто це частина механізму, скажімо так, перетворення Криму, незаконно анексованого, незаконно окупованого, в російську провінцію, в російську частину російської території. І винуватцями за це, звичайно, винуватими є мешканці Кремля. Пряму безпосередню відповідальність за це має нести особисто президент Російської Федерації. А інструменти таким чином, тобто зброя як інструмент, вона вилучається, вона складується, вона списується, і там номери, і з ними передається відповідність. З людьми треба вчинити в той же самий спосіб, тільки по-людському. Тобто допомогти тим, хто хоче поїхати, допомогти залишитися тим, хто хоче залишитися, і посприяти решті зробити вибір. Швидко достатньо. Обмежити часовими рамками, ввести спеціальну посвідку на проживання, яке дає право на соціальні права, але не дає жодних політичних прав. Я ще раз кажу, як це було зроблено в Латвії. Зробити перепис населення, хто прибув в Крим після окупації, і відповідно до них застосувати той самий підхід, який застосовувався в Латвії і в Естонії щодо тих людей, які були переселені, скажімо так, з певним умислом на цій території. І, наприклад, Львова. Львів хто зараз буде вважати, скажімо, частиною російської міра? А туди було переселено дуже велику кількість людей, таку саму, як і в Ригу, таку саму, як і в Талліна, людей, які мали би виконувати функцію таких провідників, носіїв совєтськості, російськості. Все, швидка достатньо асиміляція, лишилися прізвища, але зникла проблема. Во Львові другая немножечко среда, вам не кажется? Згоден. Я звичайно, подібно, не може ідентично, але подібне середовище треба творити в Криму. Крим має одразу стати, я вважаю, що Кримська платформа, властиво, є добрим інструментом, щоб одразу готувати Крим до того, що він стане взірцем. Так треба було зробити. Ми запланували, ми зібрали, скажімо, кошти фахівців, і ми це втілили. Це має бути такою, не люблю це слово, вітриною успіху, але дуже подібним чимось до цього. Всі підстави для цього є. Це курорт, це прекрасна природа, це колоритна, самобутня культура, яка в Крим повернеться разом зі свободою і демократією. Це буде простіше працювати, ніж, наприклад, з Донбасом.
В Донбасі процес реінтеграції на Донбасі буде складнішим. От моя особиста точка зору, складнішим буде, ніж в Криму. Чому? Тому що на Донбасі менше значно людей, які чітко себе ідентифікують, вони вважають умовних донбасців. От це історія. Є кримські татари, є кримі, є кримчаки, для яких це земля рідна, які люблять землю передусім, а не прапор, який на ній стоїть. То, властиво, це також важливий прапор, але це все ж таки от люди, для яких це більше, ніж поняття дому, це рідна земля. Для Донбасу дуже велика проблема ідентифікації тих, хто там залишився. Бо, як на мене, от властиво носії такої специфічної культури, спеціальної, тобто регіональної культури, регіональних таких особливостей донбасських, вони всі покинули Донбас. Тому що вони не могли змиритися з тим, що робилося і сталося з їхньою батьківщиною мовою. І тому їхнє повернення так, це буде дуже важливо, але ті, що люди залишилися, вони люди, які втратили самоідентифікацію. Спочатку була одна, а потім інша, тепер знову повертається. Тобто їм буде дуже складно повернутися в це загальне українське річище, тому що вони не мають власного. Вони все буде складно, як на мене, тому що процес адаптації умовного суспільства, громадянського, національного, завжди, скажімо, менш болісний для його членів, ніж це коли відбувається поодинчо, посімейно. І тому проблеми там будуть серйозні і я впевнений, заворушення, і так званий постзвільнювальний синдром, деокупаційний, скажімо так, деокупаційний синдром на Донбасі буде відчутнішим, ніж в Криму. Плюс, все-таки інфраструктурно. А відродити все, що було на Донбасі, буде неможливо. Тому що так вже сталося. Там треба буде міняти, перепрофільовувати цю частину України. Ні, в Криму цього робити не доведеться. Там тільки розібратися з проблемами, які залишить окупант нам, і все. Властиво люди, яких вони там залишать заручниками ситуації, тобто слід по собі, які вони залишать. Там плюс з Донбасу, звичайно, буде єдиний плюс, що значна частина людей, причетних до злочинів, просто втече. То в Криму таких осіб буде мінімум. Він також втече. Але в Криму немає військової частини чи військових формувань, створених з місцевого населення. На Донбасі це є. І це буде також проблема. Це демілітаризація суспільства має відбуватися на Донбасі. В Криму ні. Це тільки демілітаризація самого півострову від російських військ, яких там на квадратний кілометр, напевно, найгустіше, ніж хіба під Москвою, може, густіше, ніж в Криму. Может быть, конечно, регулярные части и не из местного населения, но все силовые структуры до оккупации как были в СБУ, так и остались в ФСБ. Как были в украинской еще тогда милиции, так и остались в российской полиции. Так що, і це немалий процент населення. Цей процент буде уражений в правах, він не зможе повернутися ніколи до тим, чим він займається. Ілюстрація тут навіть не потрібна, просто береться перелік працівників, все, вони отримують заборону на професію в Криму, принаймні, в Україні, думаю, також, і я знаю, хочуть поїхати в Росію, далі бути там поліцейськими чи працівниками ФСБ, будь ласка, але в Криму це буде їм зробити неможливо. Цей механізм працював і працює на будь-яких деокупованих територіях. Тобто тут ми нічого не придумаємо нового, бо в Криму плюс, на відміну від Донбасу, є прямий окупант. Тобто хоч Україна так і визнає окупанта, але має з цим окупантом дипломатичні стосунки, але тим не менше. Тут, до речі, питання там до кого як воно буде відновлюватися в Криму, ще буде російське. Тому тут буде просто працювати механізм деокупації. Тому що окупація явна, можна її приховувати чи, скажімо так, трошки камуфлювати проведеним під багнетами російської зброї референдумом, але тим не менше окупація є. І тому деокупаційні закони там будуть і правила працювати, вони відомі в світі, і в Україні застосувати треба буде необхідно. І властиво, знов-таки вертаючись до Кримської платформи, треба підтягувати туди, залучати
вже їм слово, залучати фахівців, які будуть одразу напрацьовувати, адаптувати міжнародні закони, напрацьовувати їх можливість втілення в Криму як постокупаційний регламент дії України в Криму. Тобто цей механізм буде тут працювати, я вважаю, достатньо ефективно. По Донбасу тут треба думати, тому що мінський план працює. Я навіть пропонував зробити це Донбасську платформу. Тому що там також потрібно буде вивчати досвід відповідних територій, які були реінтегровані. Тут, до речі, було б не цікаво почути, яким чином буде відбуватися реінтеграція, наприклад, в Нагірному Карабасі. Також цікавить, Україна має це цікавити не з політичних чи з якихось дружніх міркувань, а суто з практичних, тому що як це працює, там всі помилки, плюси, мінуси, де треба підтягнути, де попустити, це також така лабораторна робота, пряма лабораторна дія, робота, участь в лабораторній роботі України саме там. І я би вважав, що вже зараз треба планувати якісь елементи співпраці, щоб були б там представники, спостерігачі, які б, умовно кажучи, переймали досвід, тому що цей досвід нам знадобиться. Вот мы, конечно же, многие аспекты проговорили. Хочется узнать, чего вы ожидаете от самой платформы, от саммита, на который приедут лидеры стран, представители 34 стран. Некоторые страны будут представлять ее лидеры. Вот ждете ли вы каких-то конкретных результатов? Не только политических. Ну, перше, конкретний і не політичний результат – це розголос. Тому що приїдуть люди, які принесуть інформацію і привезуть з собою інформаційні, перебуваючи безпосередньо на Кримській платформі. Це інформаційний дуже потужний буде вибух. Я вважаю позитивно, це позитив, який буде явний 100%. Наступне – це те, що результат. Ніхто з, особливо лідерів держав, не приїде туди з порожніми руками. Ну, ми розуміємо, що ми на увазі. Тобто будуть заготовлені певні пропозиції і одразу ж, а якщо це приїжджає, скажімо, керівник держави, у нього зразу фідбек, що, тобто ми пропонуємо, яким чином ми це будемо допомагати реалізовувати цю пропозицію. Зокрема, то, що я там ловлю, кажуть, в ефірі, те, що в Польщі вже достатньо інтенсивно напрацьовується тема участі Польщі у роботі, не відкритті, не початку роботи, а в пролонгованій, довшій роботі Кримської платформи, яким чином це, що Польща може зробити, в який спосіб повернути інтенсивність стосунків з Україною. Тому що, на превеликий жаль, польсько-українські стосунки зараз, скажімо так, не в найвищій точці своїй. І, власне, ця Кримська платформа дасть можливість, скажімо, цю точку приблизити, підвищити. Далі вважаю, що важливим, тут найважливішим є українським стратегічним партнером Сполучені Штати, представник, це людина медійна, відома, і не вважаю, він відомий медійно не тим, що він колишній журналіст або там колишній мер, а тим, що він абсолютно послідовно відстоює свої переконання, яскраво це робить, чим привертає увагу глядачів і слухачів. Це буде також така достатньо важка артилерія у підтримку Кримського форуму і Кримської платформи. І головне тут присутність такої кількості гостей, вона змінить і покращить співпрацю, покращить співпрацю самої України з Кримською платформою, і для них, для України буде, для гостей буде це зрозуміліше, і позиція України в подальшому, і яким чином контролювати і підтримувати. І Києву буде дуже важливо тепер приділяти максимум уваги Кримській платформі. Тобто подальшій роботи. Еще один вектор нашей борьбы за деоккупацию – это поддержка наших партнеров, в том числе и в США. И вот сейчас ожидается визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Его предваряет, скажем так, комментарий министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он говорит о том, с чем этот связан визит, может быть. Вот у нас есть цитата Дмитрия Кулебы. Давайте послушаем, что он об этом сказал.
У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Как вы думаете, оптимизм, которым пропитаны слова Дмитрия Кулеба, он оправдан? Ні, ну ясно, що виправданий, тому що вони справді підготують, все буде гарно оформлено, відповідні в добрих папках подано, в різнокольорових, там з різними написами, презентація буде добра. Це власне з цього читаю його добрий настрій, а не з того, що ці проекти будуть реалізовані, або у нього є відчуття, що вони реалізовуватимуться. Просто буде привід продемонструвати, що ми все зробили, але далі вже все буде залежати від наших американських стратегічних партнерів, найголовніших, і далі буде вже йти компліменти. Але не треба забувати, що перед тим була така ж сама компліментарна ціла канонада стосовно Китаю, що от Китай головний партнер, 4 тома Сі Цзіньпіня видали, ми там торгівельний партнер номер 1, а не треба забувати, що торгівельним партнером номер 1 Україна стала тільки тому, що Австралія, скажімо так, зайняла таку позицію, після котрої Пекін не зміг торгувати, тобто купляти ті ж самі ячмінь і кукурузу в Австралії, він переключився на Україну. Тому тут ця річ буде все ж таки, м'яч на полі все ж таки Вашингтону. Вашингтон і Джо Байден буде приймати рішення. В який спосіб, як швидко і як довго чекати змін в Україні, щоб активно допомогти. Тут цей баланс, тому що Україна не виконує, скажімо так, наполовину виконує ті домашні завдання, яка сама на себе бере. Ніхто там її не ставить, то ставиться вимоги, вони не виконуються. Бо шкутильгає судову реформу, вона ніяк не прийметься, ніяк не позбавиться Служба безпеки України цього старого пережитого БХСС, економічних злочинів. І взагалі там треба думати щодо слідчих дій інших, крім контррозвідувальних, і лишити СБУ. Це вже картина, та якби вже достатньо відома. Але невідомою картиною є, не чекав ніхто, я думаю, в Вашингтоні, те, що Китай буде використаний як засіб тиску на Сполучені Штати. Мовляв, якщо ви нам не допоможете, то ми тоді будемо звертатися до Китаю. А вы думаете, всерьез США воспринимали заявлення Арахамі? Якби б всерйоз приймали, то невідомо, чи візит взагалі відбувся. Ні, але це ж помітні, коли фокусника трюки помітні, то це не фокус, це вже інша картина. Тобто треба робити, якщо хтось хоче в Офісі президента, чи сам президент Зеленський хоче застосовувати важелі впливу, тиску на Сполучені Штати, які Україна в його уяві має, то навіть це треба робити акуратніше. Але я думаю, що в даних обставинах тут треба попросту якісний діалог, що відбувся між обома президентами. Не знаю, чи буде він якісний без перекладача чи ні. Сподіваюся, що Зеленський підтягнув свою англійську настільки, що він може обійтися, в 4 роки переговорити з президентом Байденом. Але поза тим, тут потрібні стосунки. Тому що настільки все воно можливо, тобто координати можливостей є настільки широкі, що може вийти. Це може бути абсолютно пшикова зустріч, може бути достатньо успішна. А просто вот критерии успешности, с чем мы должны туда приехать? Критерії успішності. Критерії успішності – це не стільки і не тільки економічна співпраця, я не знаю, що мав на увазі пан Кулеба, коли про це говорив, а стратегічна. Це дуже важливо. Тобто Україна має продемонструвати Сполученим Штатам надійність свого партнерства.
Україна надійний партнер, з нею можна ділитися стратегіями, з нею можна ділитися технологіями, з нею можна разом формувати, тобто будувати збройні проекти, тобто будувати там літаки, не знаю, кораблі, підводні човни, тобто, умовно кажучи, тобто вона є повноправний, абсолютно надійний партнер Сполучених Штатів. Це, тобто, не тільки бере, але може і дати, запропонувати Сполученим Штатам в обмін ось такі от речі. Ось якщо тільки буде укладена угода про стратегічне партнерство, можна говорити про успіх. Якщо Україна буде визнана або хоча б означено, що це буде зроблено найближчим часом головним стратегічним партнером в Європі поза НАТО, це буде також дуже сильний, це буде дуже сильний, скажімо, привіт в Москву і дуже великий і відчутний заохочувальний приз для України. Тобто тут Україна мусить цим просто скористатися. Вашингтон ніколи, дуже рідко, таким державам, як Україна, самодостатнім. Це тільки в очах Кремля, це failed state, вона падає, недійсна. В очах Вашингтону все гаразд, треба підтримувати, допомагати, але не брати на себе за щось відповідальність. Тобто буде потрібно українській владі продемонструвати свою можливість відповідати за слова. Даруйте за такі само відповідальність слів. Сказано, зроблено. Якщо не зроблено сьогодні, то називається дата, коли це точно буде зроблено. Властиво, такий діалог може привести до зміни статусу України, статусності України стосовно Сполучених Штатів. Це буде успіхом. Буде також успіхом, я вважаю, те, що якщо Сполучені Штати запропонують або безпосередньо формат своєї участі у мінському процесі, нормандському форматі, наприклад, Кримській платформі, тобто вони або приймуть до розгляду і оголосять про це публічно оголосять про те, що це так сталося, зроблено, і це буде робитися. Тут дуже ще важливим є те, яким чином відбудеться перед візитом до Сполучених Штатів, яким відбудеться візит пані Меркель, яка буде розмова Меркель з Зеленським, яким чином буде стояти, чи відбудеться діалог і обмін пропозиціями, чи це буде просто куртуазна зустріч для того, щоб прийняти запропонований попередньо пакет $1 мільярд покриття збитків за зупинку газотранспортної системи, яка постачає російський газ в Європу. Бо ми всі чудово розуміють, що тут не стільки питання фінансів, та напевно зовсім не питання фінансів для України. Можливо, для окремих чинників в Україні це важливо. А для України це безпека, це гарантії того, що Росія там двічі подумає, ніж застосувати авіацію проти України в тій чи іншій конфліктній ситуації, чи при нападові на Україні, наприклад, чи фронтальній атаці. Вони будуть думати над цим. Тобто це елемент безпеки. Замість цього елементу безпеки, якщо Німеччина хоче більше заробити і забрати цей елемент безпеки від України, то вона має запропонувати інший. Наприклад, артикулювати своє бажання підтримати Україні надання ПДЧ, підтримку членства НАТО. Буквально на найближчій сесії вона буде за півроку. Там, каже Німеччина. Якщо це заява буде зроблена публічно, повірте, це змінить статус України, змінить дуже багато процесів, які і в самій Україні відбуваються, і за її межами. В різних столицях це буде дуже добре почуто і дуже якісно, дуже зрозуміло. Абсолютно прозоро все буде прочитано, так як це і буде сказано. Але якщо ця зустріч завершиться, я ж кажу, обміном папок, ось вам трошки грошей, ось вам дякую, але це не дуже гарно з вашого боку, що ви у нас забираєте прибуток, чи щось там. Якщо це буде формальний куртуазна зустріч, то дуже ймовірно, що і американська зустріч відбудеться за куртуазним формальним сценарієм. А можно ли говорить про ПДЧ на том фоне заявлений как и посла Британии, так и временного поверенного США по делам Украины, о том, что как бы вопрос нету, будет ли Украина членом НАТО, но вот есть вопрос о той работе, которую она должна сделать. И вот эта работа, связанная с реформами, как и в самой сфере обороны,
так и во внутренних, там, судебная, в том числе, да, реформа должна быть. Вот ведь это же как раз основной камень преткновения. Или нет? Абсолютно, тут я згоден, і це зрозуміло. А как эта работа сделана? Можно ли говорить, что нас как-то поощрят ПДЧ? Дивіться, я завжди люблю проводити приклад МВФ. МВФ приїздить в Україну представник МВФ і починає: треба тут підтягнути бюджет, треба зробити певні обрізання бюджету. Тобто секвест. Ведеться діалог. І діалог всі знають для чого десь, тому що є чітка пропозиція. Там стільки-то, там 2,5 мільярда євро. І воно поступить або зараз, або якщо ми цього не зробимо в Україну, ніколи. З ПДЧ подібна ситуація. Коли називається, що ви вже на шляху до НАТО. Ви на фінішній пробіг. Треба тільки добігти з рівною спиною і щоб не збилося дихання. Повірте, що таке реформа? Реформація суспільства – це завжди дискомфорт для її мешканців. Як би там не було. В Україні, правда, це більше для влади дискомфорт, в основному, але для мешканців також. Влада зуміє, якщо вони там ще й не вдало буде щось проведено, цей дискомфорт буде відчутний. Але коли є мета, ця мета чітко означена, суспільство сприймається, розуміє, що відбувається. Чому, скажімо так, не дуже комфортно? Тому що держава має виконати зобов'язання, яке вона взяла перед собою. І люди трошки там підтерплять, скажімо, перечекають, дадуть можливість, дають аванс владі. І це прискорить процес. Просто зараз є добра воля суспільства, добра воля влади на членство НАТО, але і в суспільстві не дуже багато доброї волі, і влади зовсім мало і на те, щоб реформувати в дорозі до НАТО українську армію, українські суди, українську правоохоронну систему. Багато що треба реформувати для того, щоб бути не тільки споживачем безпеки, але й надавачем. Але тим не менше, плюс 50 це ще ж НАТО, але тим не менше, коли є чіткий, 100 метрів, коли ти біжиш кілометр, то 100 метрів всім легше добігати. Україна вже пробігла своїх 900 метрів, але треба чітко знати, що через 100 метрів буде фініш. Все. Тут не можна вже там сказати, що ми побіжимо там завтра, добіжимо пізніше. Тобто тут буде зрозумілі точки координат. І це дуже сприятиме, власне, це як сприяло, наприклад, ті самі Чорногорії, подивіться, в Албанії все не йшло, і все було настільки неякісно і розповзалося буквально в руках, але коли була визначена дата, приблизно, там, вона ж не визначалася там на 100%, але там рік, все. Буквально ентузіазм з'явився не тільки у влади, але й у суспільства, яке цю владу може і не дуже і підтримувало, може і за інших голосувало, можливо там не дуже і сприймало, але заради держави, заради майбутнього, заради власних дітей і онуків консолідація відбулась. Бо в Україні зараз брак властиво консолідації внутрішньої. Не взагалі там абстрактної, там давайте жити дружно, давайте всіх підтримувати і любити, ні, або давайте когось не любити всі разом. Ні, консолідація на виконання певних необхідних речей, які формують державу, формують державність, формують її майбутнє. Не так, відповідати і на цьогохвилинні такі раптові виклики також треба, необхідно, але все ж таки головним завданням всім українським елітам, всій українській еліті, це проявити консолідацію в конкретному напрямку. Рух на захід – це рух до свободи. У нас всі наші вказівники свобода, рівність, як кажуть, і братерство, всі вказують на захід. Туди захід, абстрактний, ж ми розуміємо. Хоч він і географічно приблизно там розташований, це воно і є. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. А наше время подошло к концу. Подписывайтесь на нас на наш YouTube-канале, на наш Patreon. И смотрите нас в эфире. Я с вами прощаюсь. В следующем часе встречайте Гульсум Халилову. Спасибо, что были с нами.
дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Віктор Трегубов, співзасновник партії «Демократична Сокера», публіцист, громадський діяч. Пане Викторе, вітаємо вас. Селям алейкум. Валикум салям. Да, я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Украинская делегация на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по поддержанию международного мира и безопасности на море заявила о непрекращающемся наращивании со стороны России военного потенциала в Азово-Черноморском регионе и призвала прекратить ограничивать там свободное судоходство. Так, украинская сторона напомнила решение России закрыть до октября 2021 года часть Черного моря в направлении Керченского пролива под предлогом военной подготовки. По мнению украинской стороны, это представляет собой вопиющее нарушение принципов свободы мирного судоходства. Давайте послушаем квинтэссенцию заявления украинской делегации. На тлі продовження нарощування військової потужності уздовж державного кордону України Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні. Зокрема, за рахунок збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю. Росія не повинна перешкоджати транзитному проходу суден через міжнародну протоку і через порти Азовського моря. Росія повинна припинити агресію проти України і відновити повагу до суверенітету і цілісності території України в межах міжнародно визнаних кордонів. А тем временем в Министерстве обороны Украины сообщают, что фиксируют постоянное перемещение подразделений российских войск в оккупированном ею Крыму. Наряду с этим, как указал глава ведомства Андрей Таран, в Украине начались масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны. Давайте послушаем уведомление Министерства обороны Украины. За словами Андрія Тарана, відпрацювання питань широкомасштабної оборони України сьогодні особливо актуальне. Міністерство оборони України фіксує постійні переміщення та активізацію підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, зараз на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та на російських військових базах у Вірменії і анексованих регіонах Грузії, Абхазії та Південній Осетії, на полігонах південних регіонів Росія проводить масштабні навчання. Пане Викторе, насколько учения со стороны Украины масштабные и какой они месседж несут России оккупантам, которые не прекращают милитаризировать оккупированный Крым? Учения достаточно масштабные, и в наших интересах сейчас просто показать, что мы можем ответить, мы готовы ответить, у нас есть чем отвечать. В связи с этим мы и должны показывать и учения, мы и должны показывать и новые образцы техники, мы и должны демонстрировать, что у нас происходят какие-то качественные изменения в нашем военном строительстве. Ну, в частности, речь идет о новых назначениях, собственно, в войсках и в Минобороны. Вот там достаточно серьезные пошли изменения, которых я, честно говоря, даже не ожидал. Это хорошо, вот кадровые изменения в сфере обороны? Да, достаточно кратко и однозначно да, потому что там действительно просто пошли действительно люди. Во-первых, это боевые офицеры, то есть это не люди, которые сиделись в свое время на каких-нибудь кафедрах, а это действительно боевые офицеры с хорошим опытом, и в принципе это даже несколько неожиданно. Вот, то есть я не ожидал, что вот после, ну, если брать вот именно каденцию Зеленского, то после 2 лет такого достаточно неуверенной, двузначной, иногда вялой оборонной и военной политики в целом, и дипломатии, и политики в целом, вот,
тут внезапно, вот в течение нескольких месяцев, ряд боевых офицеров, прекрасных, уважаемых в войсках, уважаемых ветеранами, вот, заходят на разные командные должности. Это хорошо. Ну, то есть они не, при всей моей критичности например, к политике Офиса президента международной, вот к господину Ермаку, например, я не могу не оценить то, что объективно хорошо. Это хорошо. К международной политике, к внешней политике нашей страны мы еще обязательно вернемся. Я предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру Андрія Роженко, капітана першого рангу, експерта Центру оборонних стратегій. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Салам алейкум, салам. Пане Андрею, какой месседж несут сегодняшние учения, военные учения Украины, которые проводят, что они для нас означают? Ну, я думаю, що це дуже важливе для нас навчання, тому що оця квітнева ескалація, яка відбулася на півдні України, і не тільки на півдні, вона показала, що ми не дуже готові до цього, особливо з морського напрямку. Особливо уразливий був цей остров Зміїний, який зараз він таки притягнув увагу і вищого політичного, і військового керівництва України. І це нормально, тому що це дійсно слабке місце. І якщо ми втратимо остров Зміїний, це не буде дуже погано. Це фактично позбавить нас доступу до Чорного моря. І наші основні порти – це Південний, це Одеса, це Чорноморськ, Очаків. Вони будуть фактично заблоковані. А я хочу сказати, що ця морська економіка – це дуже серйозна складова української економіки, і вона важлива для нас, для нашого українського експорту, для імпорту. І оці якраз навчання, вони показують, що у нас є певне намагання того, щоб оці м'язи свої на морі наростити і на півдні України також. Зараз дуже важливо, щоб якраз стосовно військово-морської складової, щоб основним пріоритетом для держави стало якраз нарощування бойових спроможностей на морі. Це має бути єдиним і основним пріоритетом роботи країни в найближчі роки. От якраз на цей перший етап стратегії ВМС 2035. Всі інші додаткові позиції, такі як, наприклад, там розвиток чи сприяння національному військово-промисловому комплексу, це вже вторичне завдання. А зараз треба з'ясувати обстановку точно і спланувати такий чіткий, прагматичний план, як ми можемо наростити наші спроможності на морі, для захисту з морського напрямку за власними силами і за допомогою партнерів. Я знаю, що таке бажання є допомогти, але іноді ми неправильно розставляємо акценти, я б сказав. Если мы говорим о потенциале, о возможности усилия военно-морских сил Украины, сухопутных и так далее, готова ли Украина в случае чего дать отпор и противодействовать возможной российской агрессии? Це вірне запитання, але воно трошки емоційне, розумієте? Я можу сказати, при будь-яких розкладах не можна сказати однозначно так чи ні. Я вважаю, що дійсно у нас є певний потенціал для захисту з моря. А цей потенціал набагато більше, ніж був у нас у 2014 році. Але я можу сказати однозначно, що у нас недостатньо сил для того, щоб стримати якраз значно більшого супротивника. Особливо на відстані більш ніж 20-25 кілометрів від нашого узбережжя. Тому що у нас немає засобів, які могли би їх стримувати. Оце якраз ця спроможність називається CDNI Витівіка. Називається CDNI Capability. Її якраз немає. На жаль, це так. Сегодня вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Он сказал, что украинская сторона с этим очень обеспокоена. Давайте послушаем его цитату и продолжим нашу беседу. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України. У першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє.
Да, но до этого и в 2015-2016 году говорили о том, что уже Россия готовит некую инфраструктуру для размещения ядерного оружия в Крыму. То есть можем ли мы сегодня уже с уверенностью утверждать, что действительно Россия завозит или уже даже установила там ядерные боеголовки? Ну, дивіться, Крим історично, ще з радянських часів, там було дуже багато таких структур, сховищ для ядерної зброї. Їх було дуже багато. Я знаю, що під час перебування вже Криму під прапором Незалежної України в 90-х, на початку 2000-х, ці сховища вони були законсервовані. Але я думаю, що не вимагає багато часу і ресурсів їх розконсервувати. І там дійсно дуже багато цих сховищ. Це перше. По-друге, ніщо не зупиняє, наприклад, Російську Федерацію проти того, щоб алло. Там ми вас чуємо, будь ласка. Да, нічого не зупиняє Російську Федерацію проти того, щоб ядерну зброю мати на борту кораблів і літаків підводних човнів. Вона штатно може там знаходитись. Це штатно, ці кораблі були для цього розроблені. І тому через це така ситуація, що значить, ядерна зброя там може бути. І саме таке небезпечне для України, для партнерів, то що ці ракети «Калібр», вони можуть знаходитись на борту підводних човнів, знаходження яких може бути невідомо, якщо вони знаходяться в морі в підводному положенні. Тому це заява політична. Я думаю, що дійсно віце-прем'єр мав таке підґрунтя, яке готувала спеціальні служби України, і така інформація є. Але я скажу, що, опять же, що таких установ, таких сховищ багато в Криму, вони були, і їх треба тільки реанімувати. А скажите, на кого, вот если мы говорим о милитаризации Крыма, о наращивании военного российского контингента в оккупированном Крыму, размещении ядерного оружия, размещении зенитно-ракетных комплексов и так далее, вот на кого это нацелено, кому кидает вызов Россия, и, собственно, вот эти действия угрожают ли коллективной безопасности в Черном, Средиземном морях и на Ближнем Востоке в целом? Якщо взяти радіус, перш за все, всі сили, військові сили, які знаходяться в Криму, в основному вони генеруються для того, щоб подалі їх проєктувати поза межі Чорного моря. Це в першу чергу Східне Середземномор'я, це Атлантичний океан. Це основна така зона дій оцих якраз сил, які концентруються зараз в Криму. І це неодноразово підтверджується тими навчаннями, тими заходами, які проводяться. Це такий force generator, генератор сили. Це було, до речі, так і в Радянському Союзі. Але я хочу сказати, що, в принципі, зараз оцей розвиток технологій, він дозволяє окремим платформам, таким, наприклад, як підводні човни, чи навіть надводні кораблі, вони можуть застосовувати свої ракети «Калібр» з радіусом дії понад 2000 кілометрів з Чорного моря. І якщо ви подивитесь на карту, то цей радіус дуже такий значний. Він покриває значно практично всі країни Західної Європи. Тобто, в принципі, зараз для цього дійсно там треба цілевказання, але, як правило, така специфічна зброя, як ядерна, вона застосовується по нерухомим об'єктам. Тобто це великі міста, це таким якісь там установи і так далі. Тобто для цього це не вимагає додатково якось там до пошуку цілей, як це потрібно, наприклад, для стрільби по морській цілі, яка знаходиться, постійно рухається. Тобто це визначені місця. І в цьому дуже така велика небезпека, що ця зброя, вона є, і вона дійсно може бути застосована з таких позицій, які не можуть контролюватися зараз ні Україною, ні нашими партнерами. Я хочу сказати, що проти України є другі системи, які знаходяться в Криму, там не тільки «Калібр», «Калібр» це стріляють далеко, там є інші ракетні системи. Опять же, з технологічної точки зору,
багато зброї вони можуть, ракетні зброї, вона може нести як варіант звичайної бойової частини, так і варіант бойової частини з ядерною бойовою ловушкою. Пане Андрею, и вот мы вместе с вами послушали цитату вице-премьера, министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова. И также ключевое в его тезисе это было то, что он допустил размещение войск Соединенных Штатов Америки в Украине для обеспечения безопасности. Насколько это реально, насколько это необходимо и насколько это как раз повлияет на обеспечение безопасности? Це політичне питання. Я думаю, що якщо віце-прем'єр таке питання зараз підняв, то я думаю, у нього була підстава про це казати. Відповідно до Конституції України, розміщення іноземних військових баз на території України заборонено. Ми знаємо, що було тільки одне виключення стосовно цього. Це стосувалося якраз військових баз Російської Федерації в Криму, які були здані в оренду відповідно до угоди 97-го року на 20 років. Чим закінчилось, ми знаємо. Але я можу сказати, що є механізми, які дозволяють знаходитись, наприклад, на тимчасовій основі якимось тренувальним місіям чи іншим місіям, які, наприклад, необхідні державі для виконання завдань оборони чи для збільшення військового потенціалу, для забезпечення державного суверенітету. Резников, в частности, говорит о развертывании сил ПВО. Якщо він каже, то мають бути аргументи. Я не знаю, ПВО також це військовий підрозділ. Як мінімум, я так розумію, що це може бути, видимо, є якісь такі параметри, які передбачають якраз прибуття цього підрозділу на територію України. Це можливо, тимчасово для цього потрібна згода Верховної Ради України. Ми знаємо, що підрозділи іноземних країн, які беруть участь в військових заходах на території України, в навчання в тому числі, вони схвалюються рішенням Верховної Ради. Ми знаємо, що таке відбувається на початку кожного року. Я так думаю, що можливо і таке рішення. І навпаки, якщо ми направляємо свої підрозділи, то також це робить Верховна Рада. Якщо ми кажемо про військову базу, тобто такий довготерміновий крок, я думаю, що це якісь інші такі політичні перемовини і інший формат. Опять же, політики вони можуть ці питання вирішити разом нам взаємодії в законодавчій і виконавчій владі. Дякую вам дуже, пане Андрію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку, капітан першого рангу, експерт Центру оборонних стратегий. Относительно размещения американских военных подразделений на территории Украины, насколько это реально, действительно, как говорит пан Андрей, не противоречит ли это украинскому законодательству, нашей Конституции? Теоретически можно найти какой-то способ обойти конституционный запрет, например, назвать это длинновременными учениями и просто получить разрешение Верховной Рады и разместить их на украинских базах, не создавая иностранных баз. То есть тут теоретически это же законодательство. Простор для диалектики и трактовок всегда очень широкий. Но тут в другом проблема. Что-то мне не верится, что Соединенные Штаты на это пойдут. Так, почему? Например, потому что они на это не пошли в 2014 году. Например, потому что никогда со стороны наших западных партнеров ни в рамках Будапештского меморандума, ни в рамках каких-то переговоров в принципе не шла речь о том, чтобы отправлять непосредственно американских или еще каких-либо иностранных военнослужащих, за исключением инструкторов. С 2014 года многое изменилось, уже два президента США. И теперь бывший вице-президент, который был в 2014 году, стал президентом. И более того, сейчас он выбрал скорее осторожно примирительную риторику в отношении Российской Федерации, что меня очень расстраивает. И ничто не указывает на то, нам бы хотя бы сейчас летальное оружие получать, получаем, слава богу. А говорить о том, что там пошлют американских солдат, сомневаюсь. Опять-таки, нам бы действительно не помешало те же самые комплексы ПВО «Патриот». Действительно, ПВО — это
то место, которое союзники могли бы помочь нам усилить. И это то, что нужно действительно уже достаточно срочно, и это то, что, в принципе, помогло бы нам себя прикрыть. Ну, кстати, по поводу Патриота мы ведь не в первый раз говорит об этом украинское руководство. Да, просто он стоит сумасшедших денег. Вот. И Соединенные Штаты, в принципе, не очень любят так просто его раздавать, и я их прекрасно понимаю в этом плане. Поэтому тут вопрос... Вы про Турцию? Да нет, в принципе. И про Турцию в том числе, кстати. Вот. Ну и тут вопрос в том, насколько мы сумеем их уговорить. Поскольку в последнее время как-то взаимоотношения Украины и США не настолько гладкие, не настолько идеальны, как могли бы. Вот мы помним, это хорошо проявилось и в том, что фактически Украину обсуждали без Украины на встрече Путина и Байдена. Не состоялась встреча Байдена и Зеленского до этого. Вот она уже будет, да, но она нужна была все-таки до встречи. Ну, мы вернемся еще к предстоящему визиту президента США. Вашингтон, пане Вікторе, я предлагаю підключити к нашому ефіру Віктора Тарана, історика-політолога та голови Центру політичних студій та аналітики ЕТОС. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю вас. Да, пане Викторе, сейчас мы как раз с паном Виктором Трегубовым обсуждаем последнее заявление Алексея Резникова, который допустил возможность размещения американских ПВО на территории Украины для обеспечения нашей безопасности. Вот на ваш взгляд, это такое просто политическое заявление, либо же за ним стоят какие-то, возможно, конкретные договоренности? Особисто мені здається, що ця заява – це намагання української влади підняти ставки перед візитом Зеленського до Вашингтону. Тобто, по суті, ми устами тих чи інших спікерів ми починаємо такі, знаєте, так прощупувати ґрунт, да? А яка заява може піти, а яка заява може спрацювати. От буде цікаво подивитися, от Резніков сказав, от мені цікаво подивитися, як, наприклад, завтра на це зреагують американські ЗМІ, як на це зреагують демократи або республіканці. Якщо ми отримаємо певний ступінь підтримки з точки зору істеблішменту чи суспільної думки, ну, відповідно, тоді Зеленський зможе цю тезу просувати на зустрічі з Байденом. Ну, а якщо буде різкий спротив, ну, тоді, відповідно, почекаємо. Власне, якщо подивитися на тактику Офісу Президента, вони дуже часто цим грішать, коли таку, знаєте, запускають таку бомбардування різними меседжами, дивляться, як на це реагують ті чи інші політичні опоненти. Але, знову ж таки, хотіти і могти – це різні речі, тому мені здається, що набагато ефективніше треба говорити не про розміщення баз, а про те, щоб Україна отримала статус військового союзника, такий же статус, як, наприклад, має держава Ізраїль, яка, нагадаю, отримує кожного року військову підтримку на суму від 5 до 7 мільярдів доларів. Ну, порівняйте з тим, що зараз отримує Україна, там 200-300 мільйонів доларів. Це різні речі. І от те, що Офіс про це не наполягає, це, на мене, це недопрацювання, це помилка. Пан Трегубов довольно со скепсисом относится к возможности размещения американских ПВО на нашей территории. Это связано непосредственно с желанием США в связи с последней сложившейся международной конъюнктурой. Есть ли жизнь? Вот согласны ли вы с паном Трегубовым в этом вопросе? Если возможно ли, что у Соединенных Штатов Америки появится такое желание? Или же все-таки, смотря на нынешнюю международную конъюнктуру, это нереально? Ну, я повністю погоджуюся з Віктором, тому що, по-перше, є обмеження в Українській Конституції, які забороняють розміщення іноземних баз на території України. Це перше обмеження. І без змін до Конституції розмістити це неможливо. Тому, повторююсь, заяви робити можна, але це таки треба виходити в конструктивну реальну площину. А конструктивна реальна площина – це статус спеціального союзника. Пане Виктора, а статус основного союзника США вне НАТО, что он дает Украине, что он даст Украине? Ну, фактически, это и политический, и военный шаг одновременно. Он действительно откроет нам возможность получать помощь. Он откроет, в первую очередь, для тех сил в Соединенных Штатах, которые настаивают
на предоставление нам этой помощи политические возможности более широкие. То есть мы уже будем не просто одной из стран бывшего Восточного блока, а страной, которая обозначена как одно из приоритетных направлений для обеспечения безопасности США. То есть фактически обеспечение безопасности Украины будет считаться частью обеспечения безопасности США. Я, безусловно, не могу надеяться на то, что мы вот действительно выйдем на те показатели взаимодействия США, которые имеет Израиль. В конце концов, у нас просто недостаточно для этого евреев, но так не выйдет. Оно может выйти по-другому. Может выйти, по крайней мере, так, что мы получим достаточную поддержку. Нам же, в принципе, от Соединенных Штатов нужно не так много. Нам не нужно действительно, чтобы там вот американские солдаты погибали за Украину. Мы, в принципе, во многих моментах справляемся сами. У нас есть ряд направлений, которые нам необходимо закрыть. Вот в частности, направление ПВО. В частности, нам нужно закрыть сейчас флот, потому что флот после Крыма у нас находится в состоянии раздрая. В частности, нам нужно закрыть, вот я, кстати, вот затрудняюсь ответить, может быть, уже лучше с этим, чем было раньше. Вот последние несколько лет были проблемы с связью, закрытой связью. В частности, нам нужно закрывать направление тех же самых дронов. Ну, тут нам помогла кооперация с Турцией. А вот поэтому есть ряд направлений. Ну, естественно, авиация. Вот, потому что авиация у нас тоже уже просто подходит к концу все сроки. У нас истребительная авиация просто скоро помрет, несмотря на модернизацию, просто по возрасту старенькая она. Поэтому вот эти направления нужно закрывать. Но нам, например, не нужно там сильно закрывать, помогать с танками, например. Ну, у нас они есть. Нам не нужно сильно помогать там воевать за нас, потому что у нас достаточно многочисленные, на самом деле, сбройные силы Украины. Вот другое дело, что их надо помочь обучить, их нужно помочь перевести их на более цивилизованные стандарты во многом. Но это не тот вопрос немножечко. Это не то, чтобы за нас вот именно нужно воевать, как, не знаю, высадиться как в Кувейте и выбросить Саддама из Кувейта. Нет, речь не об этом. Речь о том, что нам нужно помочь по ряду направлений. И, в частности, этот статус дал бы такую возможность, открыл бы более широкие возможности для получения такой помощи. А, пане Таране, какие Украина должна приводить аргументы нашим западным партнерам, в данном случае Соединенным Штатам Америки, чтобы они предоставили такую помощь Украине? Аргумент є, але діючій владі буде це дуже важко зараз просувати, особливо зважаючи на ті дипломатичні загравання, які Україна робить з Китаєм останні декілька місяців. І на фоні цих загравань ми дійсно виступаємо перед США таким, знаєте, ненадійним партнером. Окрім того, хочу нагадати, що після дуже скандальної ситуації довкола справи вагнерівців, зараз навпаки з Україною відбувається скорочення співпраці. Я нагадаю, що якщо нещодавно була заява, я не знаю, чи ви про це говорили, якщо ще нещодавно з нами обмінювалися радіопередачами та радіоінформаційним простором наші колеги із військово-морського флоту США, зокрема 6-го флоту, то останнім часом вони припинили цю співпрацю, і дехто це пов'язує з тим, що наші партнери просто бояться, що та інформація, яка проходить, вона буде просто, перепрошую, зливатися Росії. Да? Тобто американці дуже обережно до цього ставляться. І вони дуже бояться, що тих технологій та зброї, яку вони передають Україні, вона може випадково опинитися за перебріком. Тому тут дуже важливо показати дійсно, що ми надійний партнер і модернізуємо армію. Але про яку модернізацію можна говорити, якщо в цьому році повністю зірване оборонне замовлення? Тут Віктор правильно говорить, що українці, ми багаточисельна армія, є нам ким і чим воювати, але вибачте, ми в цьому році не купили елементарні берці, ми в цьому році не купили елементарно для мотопіхоти багато обладнання, ми зірвали закупку снарядів, Нептун, який ми так хвастаємося, ми до цього часу, це ракетна протиморська оборона, ми до цього часу не поставили її на потік. Тобто дуже є багато питань, які ми самі не допрацьовуємо. І от якби Україна продемонструвала, що ми самі вкладаємо кошти на модернізацію армії, то, звичайно, було б легше апелювати до наших американських союзників. Тому я сподіваюся, що останні зміни, які відбуваються в Міністерстві оборони, вони підуть на користь, але я сподіваюся, що вони будуть стосуватися не тільки скандальних заступників міністра оборони, але торкнути безпосередньо міністра оборони, пана Тарана, який там не друг і не родич, це просто. Я думаю, таким чином, ну і звичайно, необхідно міняти законодавчу базу. Тобто
І тоді можна піднімати питання. А простим словам, уже повірте, вже на Заході ніхто не вірить. Україна дуже багато казала пустих слів і робила дуже мало. І в цьому контексті американці, як прагматичні, наші союзники, вони хочуть побачити конкретний результат. Як ми можемо стати їхнім форпостом у протиставленні і Росії, і Китаю? Пане Трегоба, а вы как считаете, вот это заигрывание с Китаем, оно действительно очень плохо отражается на наших взаимоотношениях с Западом? Глупость. Вот это Ну и насколько вообще это можно называть заигрыванием? Вот эти заявления Арахами и некоторых народных депутатов слуги народа, неужели в овальном кабинете сидят и вот слушают, о чем они говорят? Есть такая категория людей, вот очень любят таксисты иногда о политике поговорить, причем иногда говорят такие вещи достаточно наивные, ну, потому что они, дескать, люди неопытные в этом плане и говорят наивные вещи. Это нормально, потому что они таксисты. А это тот случай, когда такой таксист избрался в Верховную Раду и продолжает говорить такие же наивные вещи в рамках достаточно наивного миропонимания. Вот, из серии, ну, раз нас в Америке не любят, давайте попробуем позаигрывать с Китаем. Но это такое очень наивное понимание. Вот, потому что, во-первых, Китай... Как обиженный ребенок. Да, сложно, во-первых, сопоставлять США и Китай по типу взаимодействия Китая и можно легко убедиться на примере Африки, на примере разных стран Балкан, что Китай не очень склонен помогать каким-либо странам. Он склонен из этих стран, с которыми сотрудничает, выжимать все соки. Это не те люди, которые будут вам давать деньги просто потому, что вы, дескать, идеологически близки. Нет, это люди, которые у вас будут, не знаю, финансировать собственные проекты, завозить на их строительство китайцев же, брать вот это строительство, кредиты в китайских же банках, которые вы потом будете отдавать. Вот Черногория в последнее время может много очень интересного рассказать о китайских инфраструктурных проектах. Вся страна в долгах по итогам нескольких взаимодействий. Поэтому Китай — это немножечко не та страна. Взаимодействие с Китаем, ну, африканские страны на него идут от безысходности, некоторые больше несколько. Вот, или им все равно. У нас есть одно направление интеграции, оно у нас и конституционно было закреплено, это евроатлантическое. Любые взаимодействия с Китаем ему противоречат. Более того, Китай сейчас, к сожалению, государство, которое совершает вещи, которые нервируют и которые объективно очень тяжело воспринимаются мировым сообществом. Я имею в виду и Гонконг, и ситуацию в Синьцзян-Уйгурском районе. Да. И вот сейчас вот кидаться к ним в объятия и махать ручкой, это не поможет нам улучшить взаимоотношения с Китаем, потому что Китаю недостаточно помахать ручкой, чтобы стать его партнером. Китаю надо... Не хочу прибегать к некорректным аналогиям, но Китаю надо продаться. Вот. А, соответственно, с Европой и США нас это, безусловно, рассорит и подарит аргументы вот, тем, кто будет, собственно, рассказывать, что с украинцами нечего взаимодействовать. Ну, в конце концов, возвращаемся к теме Крыма, возвращаемся к теме крымских татар. Если у нас одна из наших сильных позиций – это обвинение Российской Федерации в репрессиях по отношению к крымским татарам. Нарушение прав человека, да, безусловно. И теперь мы бежим к Китаю, который в Синьцзян-Уйгурском районе делает то же самое с уйгурами, только в значительно больших масштабах. И мы отзываем свой голос. Да. И как нам после этого о чем-то разговаривать с цивилизованными людьми? Не то, что в глаза смотреть, как с ними общаться, как нам о чем-то просить после этого. Но если цена нашему голосу, это китайцам подмигнуть. Ну, раз мы заговорили про Китай, пана Виктора, насколько возможно участие Китая на саммите Крымской платформы как страны, которая присоединилась в качестве наблюдателя к Будапештскому меморандуму? Или все-таки Китай ждать на Кримській платформі не стоїть? Ну, якщо ми подивимося, як Китай голосує за резолюції, які Україна виносить на Радбез ООН щодо Криму, то ми побачимо, що Китай, як правило, утримується і не підтримує разом із Росією та країнами, те, що ми називаємо пострадянського блоку, і тих, яких ми відносимо до авторитарної частини світу. Чому все дуже просто? Вони не хочуть сваритися з Росією, для яких... Чому? Бо Росія станом на сьогодні для них один із найбільших партнерів, який постачає ресурси, і, власне, на цьому тримається в тому числі їхня економіка. Очевидно, що вони не хочуть погіршити відносини із Росією, тому шанси, що вони приймуть участь у платформі, мінімальні.
Звісно, можливо, щось поміняється. Звісно, можливо, якийсь їхній представник чи дипломат може прийти на роботу платформи в якості спостерігача. Але щодо офіційного гостя, я в цьому маю дуже великий сумнів. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 37 стран приедут, представители 37 стран приедут на саммит Крымской платформы. Цитирую, сегодня сразу 3 европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений. Конец цитаты. Есть ли у нас понимание уже, кто именно, какие именно это страны, ну или хотя бы предположение, кто это может быть, 37 стран, какие представительства. Вот, допустим, США, мы знаем, что приедет министр транспорта Пит Бутиджич, а как же насчет других? Такого питання? Да, пана Віктора Тарана, будь ласка. Ну, 2 Віктора, Я теж сподіваюся. Будь ласка. Да, дивіться, ну теоретично ми можемо спрогнозувати, що це країни Балтії, це Польща, це Грузія, це наші надійні союзники. З великою вірогідністю це представники скандинавського блоку, тому що ми знаємо, що і Швеція нас підтримує в наших усіх діях. Мабуть, це будуть країни Центральної Європи, і Чехія, от я думаю, от Хорватія. Ну, знову ж таки, це прогнозування. Да, Канада однозначно повинна приїхати, яка нас так само підтримує. Тобто це наші союзники, ті, які нас багато років підтримують. Але, звісно, чекаємо остаточного списку, який оприлюднить МЗС. В Министерстве иностранных дел Украины говорят о том, что Россия продолжает угрожать и шантажировать различным странам, чтобы те не принимали участие на саммите Крымской платформы. Вот насколько эти успехи России в отношении определенных стран могут увенчаться успехом, насколько, вот, допустим, те страны, которые приедут или не приедут, могут отказываться поставить свою подпись под той же Крымской декларацией по итогам саммита, которую должны принять? Ні, ну ті країни, які залежать від Росії, вони, звісно, підуть на цей шантаж. Вони, я не знаю, чи приїде Вірменія, але, можливо, на Вірменію вони можуть натиснути, на, само собою, Білорусь. От, тобто, ми вже поговорили в тему Китаю. Але ті країни, які є самодостатніми, сильними, які не бояться цього шантажу, вони, звичайно, приїдуть. Тобто, я не уявляю, як вони мають шантажувати умовно ту саму, наприклад, Францію, наприклад. Да? Якщо Франція прийме політичне рішення, що необхідно приїхати, то вони приїдуть. Інше питання – статусність. Тобто, розумієте, може приїхати міністр оборони, а може приїхати, не знаю, 5-й чиновник Міністерства закордонних справ. Тут теж дуже багато що означає. А це важливо? Це повлияє на ефективність роботи? Статус? Звичайно, тому що, ви розумієте, якщо ви дуже правильно задали питання, хто підпише цей документ? От, наприклад, якщо приїде 5-й чиновник з Міністерства закордонних справ Франції, він може просто сказати, от така класна декларація, нам все подобається, у мене немає повноважень підписувати політичний документ. От Франція була б і за, але я не можу. Розумієте, тому тут теж статус має значення. Кстати, вот интересный вопрос. Вчера стало известно, что 22 августа, то есть за день до Крымской платформы, Украину посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Соответственно, Ангелы Меркель на Крымской платформе не будет, я правильно понимаю? И что означает этот визит, на ваш взгляд, пана Віктора Тарана? Дивіться, я думаю, що вона навряд чи буде. Але цей візит, він означає трошечки інше. Мені здається, що цей візит треба вже пов'язувати з майбутнім візитом Зеленського до США. І мені здається, що Меркель буде вмовляти Зеленського або давати якісь ті чи інші аргументи, щоб Зеленський не займав категоричної позиції під час переговорів з Байденом, зокрема по Північному потоку-2. Інше питання, що Зеленський повинен, сподіваюсь, я на це дуже сподіваюся, що оточення Зеленського пояснить йому, що пані Меркель – це вже те, що називають політики хромая утка, да, кульгава качка. Вона через 1,5 місяці вже не буде канцлером. І силу її обіцянки, вона така досить ефемерна. І що б вона не пообіцяла, на факт, що вона зможе це витримати.
Тому це буде намагання тиску, переговорів, але я сподіваюсь, хоча в мене, скажімо так, є певний скепсис, що Офіс Зеленського не піде на якісь там ефемерні обіцянки. Ну і, звісно, Меркель буде наполягати, щоб Україна має осінню імплементувати формулу Штайнмайєра. Вона про це заявляла місяць назад в Берліні. Після цього була заява міністра закордонних справ Німеччини. Я думаю, що вона так само буде наполягати на тому, аби осінню Україна в Верховній Раді імплементувала в українське законодавство цей документ. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Віктор Таран був з нами на прямому зв'язку. Історик, політолог, голова Центру політичних студій та аналітики Эйдос. Пане Викторе, если мы говорим о саммите Крымской платформы, об инаугурационном ее саммите, а вот что дальше? Как вы видите дальнейшее развитие Крымской платформы? В Министерстве иностранных дел Украины уже допустили, что Крымскую платформу, так сказать, припаркуют к Организации Объединенных Наций или какой-то другой международной площадке. Насколько в дальнейшем ее работа может быть эффективной в таком формате? Ну, в принципе, само наличие такой площадки уже хорошо. Очень долгое время крымская тема, она пребывала как-то более-менее в тени донбасской темы и, в принципе, в тени. В свое время меня жутко бесило, вот просто до коликов, когда, если помните, вот когда еще в самом год назад где-то и Зеленский, и Ермак, особенно Ермак, очень часто любили говорить, что вот мы надеемся провести выборы, в том числе на оккупированных территориях, имея в виду под оккупированными территориями, естественно, Донецк и Луганск. Естественно, они не имели в виду Крым, потому что речь об этом не шла. Просто... Ну, вообще, 1,5 года назад риторика была другая. И, то есть, какая разница, там договориться, мир в глазах. Забывают о том, что у нас помимо Донецка и Луганска есть еще третья оккупированная территория. Вот это просто символ того, как вообще построено мышление, как построено видение ситуации в стране. Слава Богу, о Крыме вспомнили. Слава Богу, эту платформу начали. Слава Богу, на нее привлекли действительно много стран. Ну, опять-таки, действительно, это вопрос уровня представительства, и это важно. Вот, но это уже хорошо. То есть уже то, что крымская проблематика будет регулярно обсуждаться, это становится на пути плана в России заставить мир смириться с тем, что Крым оккупирован и аннексирован. А Россия же надеется, знаете, стерпится, слюбится. Вот, дескать, ну, через некоторое время они все привыкнут, вот, потом туда начнут ездить депутаты, потом туда начнут там ездить бизнес, потом снимут санкции, и все смирятся. А Крымская платформа стоит на пути у этих планов. Крымская платформа постоянно заставляет напоминать о том, что Крым оккупирован, и это хорошо. Это, безусловно, с другой стороны, нет ли у вас опасения, что это будет, в принципе, дублированием вот и констатации уже тех фактов, о которых говорят на протяжении 7 лет на различных международных платформах, и страны, которые нас постоянно поддерживают это в этом вопросе? Это зависит от того, какой повесткой Украина, собственно, загрузит эту платформу. Потому что это все-таки в данном вопросе мяч на стороне Украины. Что мы там будем обсуждать? Наполнение. Да, как мы там будем обсуждать, что мы там будем просить или требовать, или предлагать. Вот это, безусловно, мяч сейчас на стороне нашего Министерства иностранных дел в частности. Дмитрий Кулеба сказал, что это не будет просто разговор и так далее, а будет вот четкий механизм деоккупации Крыма, который будет там разработан с нашими западными партнерами в кооперации и так далее. Вот интересно, а что это могут быть за механизмы? Какая это может быть скооперированная работа? Честно скажу, не представляю. Если у Кулебы есть какой-то план, ну хорошо бы, если бы он его презентовал. Хотя, возможно, бывает так, что презентовать его еще не время, потому что будем знать по ходу. Звучит многообещающе, но, опять-таки, мало ли что, как звучит. Вот, хотелось бы все-таки как-то уже понять, но я боюсь, что мы поймем только уже по итогам непосредственно вот первой встречи Крымской платформы, что она на самом деле означает и каким содержанием она может быть наполнена. А вот постфактум визита президента Украины Зеленского в Вашингтон, Крымской платформы, это хорошо или плохо? Я, честно говоря, даже не оценивал с такой стороны. Мне кажется, что это нормально, что это ожидаемо. Что в конце концов сначала сам визит в Вашингтон поможет
прояснить некоторые позиции, которые неплохо было бы прояснить до начала, собственно, этой встречи. В частности, ну, безусловно, позицию Соединенных Штатов, вообще готовность Соединенных Штатов сейчас на данном историческом этапе вовлекаться и в Крымскую платформу, и в принципе в защиту территориальной целостности Украины. Возможны разные варианты. Возможно, США действительно устали от украинской темы. Возможно, США действительно несколько раздосадованы тем, куда пошли реформы в Украине. И это правда, потому что по ряду направлений Украина и Соединенные Штаты, и, в принципе, международных партнеров подставила. Это правда. Ну и насколько это сказалось на их готовности нам помогать, вот мы узнаем по итогам визита. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки открыты сейчас для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины, и участие в нормандском формате – это только одна из них. Давайте послушаем его цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Зараз з нами на прямому зв'язку Вадим Тюхан, член громадської ради при Міністерстві інформполітики України 17-19 роках, політичний аналітик. Пане Вадиме, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня, студія. Пане Вадиме, чего вы ожидаете от визита президента Украины Зеленского в Вашингтон? Стоит ли нам ждать в Украине каких-то прорывных решений, двухсторонних соглашений? Ну или вот сегодня мы в студии обсуждали возможность получения статуса основного союзника США при НАТО. Насколько этот вариант вероятен? Ну, ви знаєте, було б наївно очікувати, що протягом одного візиту вдасться вийти на якийсь серйозний прорив. Це дійсно наївно. Разом з тим, я особисто очікую, що оцей перший контакт президента Зеленського з президентом Байденом закладе такі підвалини відновлення довіри між Україною і Сполученими Штатами Америки. І, відповідно, між Джо Байденом і Володимиром Зеленським особисто. Це дуже важливо, бо з моменту, коли ще за минулого президента відбувся факт, певного такого втручання в вибори президента, а потім, коли був такий собі дубль 2, коли була спроба через плівки Деркача, ще під різними соусами повторити той такий неприємний досвід, то довіра з боку американської сторони до України, вона фактично за всю історію незалежності України впала до найнижчої точки. І от саме над відновленням довіри президенту Зеленському треба буде дуже серйозно попрацювати. Спробувати вийти на якусь таку хімію, щоб відбувся особистий контакт з Джо Байденом. Це один момент, це теж стосується таких суб'єктивних, таких стратегічних речей. А далі там є дуже багато прагматичних тем, які президент Зеленський буде говорити з президентом Джо Байденом. І те, що говорив Кулеба, що там буде 3 блока питань. Питання відновлення територіальної цілісності України і, військово-технічна співпраця, військово-економічна, інвестиційна співпраця. Ці 3 ключові теми, вони архіважливі. І я не беруся зараз стверджувати, що ми отримаємо, наприклад, той же статус ключового головного партнера США поза НАТО, але принаймні ми маємо вийти на безпекову угоду, причому сильну безпекову угоду. Не якийсь там меморандум а-ля Будапешт 2.0, а сильну безпекову угоду, за якою США візьмуть конкретні зобов'язання стосовно розвитку військово-технічної співпраці, військової співпраці з Україною. Плюс відновлення, можливо, роботи по типу, як колись була Кучма-Гор, торгово-економічна комісія. Нам конче необхідні інвестиції Сполучених Штатів Америки. Нам потрібно, щоб американський бізнес був на постійній основі присутній в Україні. Пане Викторе, а как вы считаете, вот Дмитрий Кулеба говорит о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки открыты для обсуждения любых вопросов, связанных с прекращением российской агрессии, и присоединение США к нормандскому формату не исключение, сказал Кулеба. Насколько возможно присоединение США к нормандскому формату? В чем здесь может быть их интерес? Ну, это действительно возможно. В
почему бы и нет. Другое дело, что я пока не вижу к этому ни предпосылок, ни какой-то необходимости. Тут же вопрос даже не в составе участников, а в новом наполнении того же самого нормандского формата. У нас буксуют и минский формат, и нормандский формат. У нас сейчас на фронте фактически официально перемирие, реально полноценные боевые действия с артиллерией и с ежедневными смертями. Перемирия нет. Вот сейчас прошла новость. Сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе 3 украинских военных получили ранения. Пострадавших военных уже госпитализировали. Цитирую, в результате обстрела 3 военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, 2 удовлетворительное. То есть мы можем констатировать, что никакого перемирия на Востоке нет? Нет. Ну, официально оно продолжается. Реально там идут те же самые позиционные вялотекущие боевые действия и, в принципе, с использованием в том числе вооружений, которые не предусмотрены Минскими соглашениями. Ну, простите, у нас тут за последний месяц и 152 миллиметра тоже включались и утюжили. То есть фактически у нас на бумаге одно, в реальности другое. Большинство телеканалов, официальные медиа позиционируют происходящее как мир, но в результате этого мира летают, собственно, снаряды невиданных калибров. И это действительно неправильно, и вопрос в том, хорошо, допустим, тут решение о формате переговоров, не о том, кто примет в них участие, а о том, какое новое наполнение для них может быть через 7 лет этого конфликта. О чем будем говорить? Что будем фиксировать? Ну, есть ОБСЕ. И ОБСЕ фиксирует эти обстрелы. Дай бог им здоровья, дальше что? Это ни на что не влияет. Пане Вадиме, а как вы видите выход из этой ситуации? Может, действительно уже стоит начать называть вещи своими именами? Что войну войной, что перемирия на Востоке нет, что Минские соглашения в том виде, которые сегодня есть, их имплементировать невозможно и нельзя, потому что это противоречит нашим национальным интересам. Как думаете? Та не в цьому проблема, пані Гульсун. Говорять наші експерти, багато політиків, навіть президент Зеленський, на моє здивування, трансформував свою позицію про те, що мінські домовленості не дієздатні, що вони свою роль виконали. Говорять про те, що треба щось змінювати, говорять про некий план Б, який ніхто ніколи не бачив, правда. Тут питання в іншому. Сполучені Штати Америки – це не та потуга, яка до чогось приєднується. Вони або перуться і самі врегульовують кризу, або ж вони взагалі в неї не входять. Як було при тих же ж Балканських війнах, я люблю цей приклад повторювати, досить тривалий час, там біля 4 років, американці не хотіли ним займатися. Вони віддали це на відкуп європейцям. Але коли ситуація зайшла в глухий кут, коли там побачили, що вже кроваві там такі бані і кількість загиблих перебільшила там цифру 250 тисяч, тоді американці зайнялися. І Річард Холбрук, відомий американський дипломат, вже нині покійний, в ранзі спеціального представника президента, тоді фактично сконструював так звані Дейтонські угоди, які працюють вже 26 років. Да? Яка там зараз Боснія-Герцеговина, це інше питання, але тим не менше мир там вдалося встановити. Так само і тут. Якщо буде політична воля, якщо Джо Байден вирішить, окей, ми будемо посередником, чи ми будемо модератором переговорів з росіянами стосовно відновлення територіальної цілісності, хоча б те, що стосується Донбасу, то вони вийдуть на результат, тому що там є інструменти тиску. У європейців інструментів тиску немає. Більше того, немає зараз консолідованої позиції, яка би дозволяла розширювати навіть санкційний режим. Ледве той, що є, зараз вдається утримати. Тому американці можуть на це піти, але якщо захочуть. У мене таке враження, що зараз якийсь такий, знаєте, варіант середини між бажанням вийти на перезапуск відносин з Росією, да? В Білому домі я маю на увазі, і бажанням стримувати Росію. Щось таке серединне. І не стримування, і не перезавантаження. Щось посередині. Да? І от Зеленському буде архіскладно переконати Джо Байдена в тому, що ніяке перезавантаження там неможливо. Ні Різьот, ні будь-яке інше. Те, що було при Клінтон. Да? Це архіскладне завдання, але треба на неї йти. І останнє. Ви говорите, пані Гульсун, що не час уже називати, як то кажуть, речі своїми іменами. Ну а вже, да, дійсно час. Вже ми навіть пропустили цей час. 8-й рік війни. Тому треба вже виходити на якісь інші альтернативні механізми, зокрема піднімати той же Будапештський меморандум, відповідно до нього вимагати, не просити, а вимагати консультації з підписантами, да? І намагатися все-таки вийти на реальний план Б.
замінник мінських домовленостей, які насправді не спрацювали. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Вадим Тюхан був з нами на прямому зв'язку, дипломат, політичний аналитик. А спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович заявил, что после снятия карантинных ограничений первым будет рассматриваться вопрос переноса заседания ТКГ из Минска. Переговоры офлайн нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог с так называемыми представителями ОРДЛО. По его словам, Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта. Давайте его послушаем. Чи зможе Мінськ утримати статус посередника – це вже дуже велике питання. Враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі і відмовили йому у праві представляти білоруський народ. Тому мова з досить великою часткою ймовірності піде про перенесення переговорів з Мінська. А це ще одна дуже довга процедура. Так, а что это может быть за площадь? Что это может быть за страна? Куда могут перенести? Знаете, сложно сейчас гадать. То есть нам действительно необходима какая-то нейтральная страна. Безусловно, Беларусь уже не подходит, потому что Беларусь сейчас фактически оккупирована Лукашенко. Лукашенко действительно не является легитимным президентом. И более того, Лукашенко сейчас крайне агрессивно настроен относительно Украины и относительно Евросоюза. И, в принципе, честно говоря, дедушка с ума сошел. С ума сошел? Ну, да, то есть иначе это очень сложно трактовать. Потому что и то, что сейчас происходит, то, что он делает в отношении стран Балтии, и его агрессивные эскапады в отношении Украины, его недавнее заявление о том, что если, дескать, он в Украину просто войдет, то 90% населения Украины к нему присоединится и свергнет украинскую власть, ну, поплыл совсем на старости лет. Бывает, нервная работа. Вот. Поэтому, наверное, лучше перенести переговорную площадку к кому-то, кто не психопат. Кто это может быть, очень сложно, потому что сейчас... Но для этого ведь нужно согласие всех сторон. Пойдет ли на это Россия? Да, во-первых. Но, опять-таки, иначе переговорная площадка будет просто парализована. Ну, то есть, не будем приезжать в Минск. Что они нам, простите, 3 гола засчитают за неявку? Тут тоже это так не работает. А найти какую-то другую площадку, это надо сильно поискать и хорошо подумать, потому что по-хорошему за 7-8 лет конфликта страны уже разделились на те или иные позиции, каких-то нейтралов, которые и вашим, и нашим, но их практически в мире уже не осталось. Я пока навскидку назвать-то не могу. То есть тут приходится согласиться, что действительно этот процесс будет очень сложный, он будет очень затянут сам по себе. И сейчас, скорее всего, именно Минская площадка будет просто пробуксовывать. Ну и в принципе я не могу сказать, что это плохо, потому что она не работала, но и продолжает не работать. Целью Минской площадки изначально для России было навязать свою повестку, для Украины затянуть время. Но время тянется до сих пор. Свою повестку Россия не навязала. А нет ли у вас ощущения, что нам сегодня и другие страны, которые принимают участие в нормандском формате, навязывают формулу Штайнмайера? Есть такое действительно впечатление. Они действительно это делают, возможно, потому что уже в принципе хотят как-то скинуть этот конфликт, как-то его... возможно, разрулить, и, возможно, в том, что в Украине сменилась власть, они увидели шанс. Дескать, новая украинская власть может быть более податлива в этом вопросе. Но, в принципе, скорее всего, нет. Мне кажется, что это, опять-таки, у нас стандартный спор о трактовках. Либо Россия хочет, и на самом деле речь же не идет о том, где будет ОРДЛО, и Россия хочет втюхать эти ОРДЛО в тело Украины просто на своих условиях, именно в состоянии ОРДЛО. Не как часть Луганской и Донецкой областей, а именно в этом состоянии. Что это даст России? Это даст России возможность всегда шантажировать Украину. То есть в какой-то мере Россия Крым еще до аннексии рассматривала как такой свой шип. Украине возможность влиять на внутриукраинскую повестку. После аннексии ей нужен новый такой шип. И она хочет такой шип сделать из этих районов. Она хочет, чтобы в этих районах за украинский бюджет, за украинские деньги сидели пророссийские прокси, которые фактически будут проводить российскую политику, блокировать украинскую, любые украинские внешние инициативы, если не политическим образом, то безопасническим образом, то просто будут устраивать провокации. То есть создать у нас такую свою, условную, как у них сейчас Чечня, такой в теле России очень странный элемент. Только она еще будет под российским контролем. Естественно, Украина на это не хочет идти, и, естественно, со стороны Украины, в принципе, здесь можно просто встать и упереться рогом. Что, в принципе, и произошло.
Соответственно, сейчас вот эта территория существует в рамках, ну, как серая зона. Россия не хочет ее аннексировать. России нет смысла ее аннексировать, потому что Россия за это получит? Формальное приращивание территорий, но это уже не та история. Это не та история, что с Крымом, который продавался, там еще десятилетиями продавался как исконная русская земля, сакральная Сталевали. Что они получат? Абсолютно уничтоженный Донецк? Торез, который уже, в принципе, сейчас похож на что-то среднее между вокзальным туалетом и разбомбленной степью. Зачем оно им? Кормить миллион человек за счет дотаций и внедрять в тело России то, что уже сами превратили в такую себе, ну, как, не знаю, как Приднестровье, то есть фактически в полумафиозный, полукриминальный анклав с кучей народу, который уже ничего не умеет делать, кроме как людей убивать? Ну, а зачем? Пане Вікторе, я предлагаю сейчас подключить к нашій бесіді Віктора Толочка, полковника комбата 1-го батальйону МГУ імені Кульчицького в 14-20 роках. Він зараз нас чує. Пане Вікторе, вітаємо вас. Салям алейкум. Да, доброго. Да. Пане Виктора, вот сейчас мы как раз обсуждали заявление Алексея Арестовича, который сказал, что после снятия ковидных ограничений стоит рассматривать вопрос переноса трехсторонней контактной группы из Минска. Есть ли какая-то, на ваш взгляд, альтернатива, куда могут перенести эту площадку, и будет ли обоюдное согласие всех сторон? Ну, я думаю, враховуючи політичну ситуацію, яка сталася в Білорусі. З приводу того, куди перенести, у нас є союзні країни, дружні країни, країни Балтії. І тому спочатку переносу переговорного процесу можна було зробити і всі країни. Вот раз уж мы говорим о Беларуси, известно, что совсем скоро, в сентябре месяца этого года, должны состояться военные учения «Запад-2021». Скажите, несет ли эти учения какие-то угрозы нашей стране, если мы, конечно же, еще вспомним последнюю враждебную риторику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко против нашей страны? Ну, я думаю, що тут панікувати не потрібно. Такі навчання практично російськими військами в Білорусі проходять майже щорічно. Загрозу перспективи дав. На момент проведення навчання, думаю, загрози для нашої країни, це в плані вторгнення зі сторони Білорусі, я думаю, це навряд чи, мало можливо. Относительно Минска и формулы Штайнмайера еще вот такой вопрос. Нам стало известно вчера, что в Украину приедет канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа. И вот многие аналитические эксперты допустили, что она будет говорить и настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Вот как вы думаете, насколько это реально? Какие угрозы сегодня несет формула Штайнмайера нашей стране? Що скажімо, захід країн, так яка була запропонована, одна формула – це відповідно нашого уряду, і третій формула, чи, ну, скажімо, варіант вирішення цього питання – це із пропозиції Російської Федерації. Звичайно, якщо ця формула буде впроваджувати законодавство відповідно тих вимог і того плану, який був запропонований Україною, це було б для нас непогано. Варіанти, які пропонують як західні країни, так і Російська Федерація, вони для нас, на жаль, взагалі неприйнятні. Тому що це однозначно втрата, скажімо, частини своєї незалежності зі сторони Російської Федерації. Ну, це ті політичні процеси, які нашій країні на даному етапі абсолютно не потрібні.
Дякую вам дуже, пане Вікторе. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віктор Толочка, полковник, комбат 1-го батальйону НГО імені Кольчицького в 14-20 роках, був з нами на прямом зв'язку. Мы затронули с вами тему Беларуси. Я хочу остановиться подробнее на последних заявлениях Александра Лукашенко и обсудить этот вопрос. Я напомню, что Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией России. По его словам, это произойдет, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию. Давайте его послушаем. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное. Это что? А что значит руки развязаны? Это шантаж. Шантаж. То есть, по-хорошему, сейчас нашего человека, оккупирующего власть в соседней для нас стране, интересует то, чтобы это признали. Чтобы это признали, чтобы его опять признали, собственно, ее законным уже, наверное, шахом. Но, кажется, ему так не будет, и, кажется, его это очень злит. Поэтому в адрес разных соседей идут все виды шантажа. В адрес стран Балтии и Евросоюза идет шантаж мигрантами. В адрес Украины шантажировать мигрантами, конечно, сложнее, поэтому идет шантаж, да, я вам Крым признаю, а я вам устрою провокации с точки зрения безопасности. Так а что это изменит, если Александр Лукашенко тоже признает Крым? Ну, знаете, есть поговорка, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ну, видимо, он считает, что, может быть, кого-то это впечатлит. Может быть, он считает, что хоть так надавлю на это украинское руководство, вот, и вообще и на украинское общество, и оно признает меня президентом Беларуси, что им жалко, что ли. Вот, ну, как-то так. Также Александр Лукашенко лично обвинил украинского президента Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси. Давайте послушаем его цитату. Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли, конечно, уже намертво эту границу. Хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите? Это же соседи, родные люди. Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиков и органов власти официальных в Украине это организовывает. Президент Зеленский Владимир назвал безосновательными заявления Александра Лукашенко о подготовке боевиков в Украину и переброске оружия в Беларусь. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Давайте послушаем его цитату. Зараз зусилля української влади спрямовані на гарантування безпеки всередині країни, на повернення українського суверенітету до тимчасово окупованих територій. Президент наголошує на тому, що Україна бореться із бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними. Пан Виктор, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Андрея Санникова, политика, координатора громадянської кампанії «Європейська Білорусь». Пане Андрею, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да. Пане Андрею, вы слышали сейчас цитаты, которые мы давали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и по поводу Крыма, и по поводу поставок и якобы оружия со стороны Украины в Беларусь и так далее. Вот, у меня здесь один вопрос. Что это? Можно ли это назвать такой агонией перед смертью? Или как бы вы это прокомментировали? Ну да, это больной человек, агонизирующий. Я совершенно с вами согласен, Гусун, что он не имеет значения, но признает, пускай признает. Да? Ну, вот какой-то самозванец признал Крым, да? Ходит по улицам и кричит: я признал Крым. Что от этого изменится? Ровно счетом ничего, потому что Украина, насколько я понимаю, тоже не считает его легитимным главой государства. Поэтому не стоит обращать и даже не стоит комментировать.
Вспомните, он обвинял Меркель в свое время в организации подрывной диверсионной деятельности на территории Беларуси, обвинял американцев конкретно с фамилией. Он не реагирует, не стоит реагировать, а вот реагировать на действия стоит и понимать, что от этого человека исходит опасность не только белорусам, но и всем окружающим, соседям, и европейская безопасность под угрозой этого режима. Вот это стоит понимать и принимать соответствующие меры. А вы имеете в виду военную угрозу? Потому что совсем недавно Александр Лукашенко сказал, что Украина представляет какую-то угрозу для Беларуси в случае необходимости обеспечения безопасности Беларуси. Он не против вводить войска России на свою территорию. Это несет действительно какую-то военную угрозу нашей стране и соседям Беларуси? Я бы не исключал, конечно. Вот вы правильно поднимали вопрос обучения к Запад-21. Я вообще не понимаю, как на территории человека психически нездорового можно проводить какие-то учения. Но это вопрос к руководству России, наверное, и к ответственности России за то, что будет происходить на территории Беларуси. Я бы не относился спокойно, как я слышал мнение военного, что угроза не может исходить, может исходить. И мы знаем по всем предыдущим учениям, что Украина фигурировала в планах, которые отрабатывались на учениях, и будет фигурировать, да, потому что Россия является страной-агрессором, Россия оккупировала Донбасс, Россия аннексировала Крым, и поэтому планы их остаются неизменными, и в том числе и в военном отношении. Поэтому относиться легко я бы не стал и понимал, что во время учений все равно будут отрабатываться какие-то недружественные, назовем это мягко, действия по отношению к Украине. Но решения военного я бы здесь никакого не видел. То есть, исходя из предположений различных политических аналитиков, они говорят о том, что это заветная мечта России, аншлюз Беларуси, инкорпорация, союзное государство и так далее. То есть можно ли утверждать, что сложится так, что те российские войска, которые под видом учений зайдут на территорию Беларуси, в принципе, оттуда и не выйдут, и вот свершится эта инкорпорация, или можно назвать это аншлюсом Беларуси со стороны России? Как ни парадоксально, аншлюз сейчас он еще более маловероятен, чем прежде. Почему? Потому что какая-то видимость легитимности руководства для аншлюса нужна. Да? А сейчас у власти неадекватный человек, который никем не признан, он незаконно находится у власти, и даже какой-то такой призрачной возможности у России для аншлюса нет. Поэтому этот сценарий просто невозможен сегодня. Вот. Но я еще раз хочу сказать, что военного решения здесь не должно быть. НАТО будет принимать меры, безусловно, и в связи с учением 21, но проблему надо решать политически. А политически это уход Лукашенко и проведение честных выборов в Беларуси. Вот это и есть решение, на которое, в общем-то, нацелены и мы в Беларуси, и наши друзья должны понимать, что это выход для всех. Насколько это реально в нынешних условиях? Да реально, посмотрите, санкции, вот мы сейчас говорим о санкциях, которые начали вводить. Да. Прошел год против страшных преступлений против человечности, совершенных этим режимом. Мы еще сейчас должны посмотреть, как эти санкции будут работать, насколько они будут эффективны, насколько они будут введены, насколько быстро будут введены, не будут ли там ожидать завершения каких-то выгодных для Запада контрактов. Но вот если будет вот эта триада, которую я тоже упоминал и в вашей программе, это санкции, протесты и забастовки, то когда это сойдется, в общем-то, Лукашенко просто не будет. Пока это по времени не сходилось, но я думаю, что мы подходим к тому, что это должно сойтись по времени. По крайней мере, санкции, о которых мы говорили как о защите белорусского народа именно от преступного режима, от того режима, который убивает мирных граждан, они начинают уже вводиться, и они будут действовать. Это вы про четвертый пакет санкций ЕС или же те санкции, указ, который подписал Байден вчера? Я по санкциям США, потому что до сих пор не было санкций США, новых были только возобновления тех, которые были приняты еще в 2011-2012 году.
Вот. А сейчас появились новые санкции, очень серьезные. Появился закон, то есть исполнительный указ Байдена, который тоже очень серьезный, который позволяет более решительные меры принимать и более оперативно. А Евросоюз по-прежнему медлит. Украина тоже, в общем-то, пока на распутье, что делать с этой ситуацией. Но я хотел бы предупредить, если сейчас не остановить вот всем миром, и нам, белорусам, и всем нашим друзьям и соседям, которые хотели бы видеть демократическую и свободную Беларусь, не остановить вот этот режим убийц, то придется плохо всем, потому что ситуация на границе с Литвой показала, насколько Лукашенко заинтересован в разжигании конфликтов, которые могут... Почему он стремится к этому? Он хочет, чтобы конфликт снял вопрос о его легитимности и вообще, чтобы тема легитимности диктатора белорусского ушла. Поэтому он будет всеми силами пытаться разжечь конфликт на границах. Не получится с Литвой, будет с Литвой Польшей. То есть Латвией и Польшей. Не получится там, будет с Украиной. Обязательно будет с Украиной. Вот многие эксперты еще на фоне последних заявлений по Крыму Александра Лукашенко говорили о том, что вот он какое-то количество времени там пытался лавировать, но все-таки вылавировать он не смог, и теперь у него только один билет в один российский конец, и выхода, кроме как России, у него никакого нет. Так ли это? Ну, вы говорите о личности больного диктатора, а не о стране, да? У страны выход есть, и я, как представитель Европейской Беларуси, не устаю это повторять. Мы хотим сближаться с Европой, мы хотим провести новые свободные выборы. А то, что он лавировал, не лавировал. На самом-то деле он Крым никогда не признавал украинским, потому что, давайте посмотрим, единственный юридический, скажем, момент, когда он мог признать Крым незаконно оккупированным, это аннексированным, это резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где он неизменно голосовал в поддержку России. Я повторяю, это единственный момент по международному праву, где Лукашенко высказывал свою позицию через официальную делегацию в ООН. А то, что он болтает там, на это не стоит обращать внимание. Так что он всегда признавал аннексию Крыма. Он всегда признавал Крым российским. Поэтому не стоит здесь, вот опять же, поддаваться на его слова. Их очень много, а дела свидетельствуют о другом. Вот если говорить о протестах, которые вы затронули, вчера 9 августа уже прошел год с момента фальсификации результатов выборов президента Беларуси. Вот уже прошел год. Как вы видите будущее протестов? Для начала, чего добились протесты за этот год? Видите ли вы будущее этих протестов и что может стать очередным триггером новой волны? Безусловно, я вот говорил об этой триаде. Да? Вот если бы санкции поддержали протесты с самого начала, мы бы уже жили без Лукашенко. Потому что и забастовка бы состоялась. Но я не люблю говорить в сослагательном наклонении. У протестов есть. Протесты не задушенные. Они не масштабные, но протестует все общество. Общество обсуждает возможности протестов и необходимость ухода Лукашенко. Больше ничего не обсуждают. Лукашенко, как я понимаю, я не смотрю, не слушаю весь этот бред, но вчера 8 часов Лукашенко убеждал всех, что я хочу остаться. Я вот такой хороший, все-таки дайте мне остаться. То есть он сам понимает, что его уже нет. Он держится на силовиках, которых он сам же сегодня и подставляет. Вот то, что взломали базы силовиков, это... Я вам скажу, это очень серьезный шаг протестующих, потому что это тоже надо включать в протесты. Не только выходы на улицы, но все действия против этой незаконной власти. И то, что взломали базы данных всех силовиков в Беларуси, это показатель того, что, в общем-то, никто не успокоится в Беларуси. У Лукашенко действительно 3% было на выборах, сейчас еще меньше. Кто бы что ни утверждал. И пока Лукашенко не уйдет, никаких примирительных шагов со стороны белорусского народа, который сегодня стал субъектом, не будет. Вот если вы спрашиваете о главном результате протестов, это белорусский народ стал субъектом политики,
не только белорусской, но и международной политики. И вот этот субъект никуда не исчезнет, пока не добьется своего. Спасибо вам большое. Дуже дякую за то, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Санников был с нами на прямой связи, белорусский политик, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь». Пане Виктор, вы слушали нашу беседу с паном Андреем, который рассчитывает все-таки на действия и на влияние санкционного давления на режим Александра Лукашенко. И это и четвертый санкционный пакет Европейского Союза, это и санкции Соединенных Штатов Америки, указ, который вчера подписал президент США Джозеф Байден. Рассчитываете ли вы на то, что в результате санкций западный мир, белорусы, свободные белорусы смогут победить режим Александра Лукашенко? На самом деле ему, конечно, виднее. Он находится изнутри ситуации. Я изначально смотрел на эти вещи более скептически. По длинному ряду причин, начиная от того, что, вот, как говорилось, вот, упоминалось о том, что нужна, дескать, легитимная власть России для аннексии. Ну, на самом деле нет, и мы это знаем по примеру Крыма и Севастополя. Кто такой этот гоблин? Это была легитимная власть? Это был какой-то, извините, местный мелкий криминальчик. Это раз. И два, возможно, действительно, эта триада может у них сработать. Возможно, действительно плохо, что она не сработала тогда. Насколько она может сработать сейчас, я не знаю. Вся ситуация в Беларуси кажется для меня очень странной, когда практически весь народ в стране выступает против одного конкретного человека, его поддерживает небольшая, статистически незначительная куча лиц, но вот как-то они... Вот с моей точки зрения, вот это невозможно. Ну как-то там у них вот это вот в их социальной физике это работает. В Украине бы это было невозможно, потому что фактически власть в стране захвачена небольшой бандой. Ну, будем называть это честно, небольшая банда, которая получает, собственно, деньги с местного населения, и на эти деньги это же местное население и проламывает голову. Ну, это оккупация, причем оккупация небольшим, ну да, вот там сколько, не знаю, там людей в Минском ОМОНе, вот, плюс еще какие-то силовые структуры, КГБ и Лукашенко наверху этого всего. Ситуация странная для меня, ситуация патовая. Возможно, я просто не хочу превращаться в людей. Вот у нас очень многие граждане начинали обсуждать, что надо делать белорусам, из серии, там, давайте, жгите шины. Экстраполировать Майдан на Минск, разливайте коктейли Молотова. Может быть, в Беларуси все действительно работает по-другому. Я вообще не верю в то, что опыт одной нации может быть просто аппликативно перенесен на другую нацию. Ну а как вы думаете, вот ненасильственные методы сопротивления могут сегодня вынудить вот такой тоталитарный, диктаторский режим уйти? Мне кажется, что нет. С другой стороны, опять-таки, если они придут к массовому насилию, для меня, например, не очевидно, не вмешается ли Россия на стороне, формально, якобы на стороне Лукашенко, а реально на собственной стороне. Не начнется ли действительно просто российская аннексия под предлогом наведения мира в братской стране или что-нибудь подобное. Вот. И вот это, мне кажется, действительно опасным. Тут вопрос в том, что в отличие от многих людей, которые уверены, что знают правильное решение, я не буду даже делать вид, что я уверен, что я имею право что-то советовать белорусам. Возможно, я очень сильно заблуждаюсь. И вот, возможно, там пан Андрей видит ситуацию на порядок глубже меня. С другой стороны, возможно, это и не так. Возможно, он так говорит просто потому, что... А как еще говорить-то? Вот. Нужно же хоть какой-то оптимизм поддерживать в себе и людях. Может быть и так. Для меня ситуация в Беларуси просто изначально дикая. Я смотрю на нее как на ситуацию, которая не отвечает моим представлениям о социальной физике. В моем понимании Лукашенко должен был улететь вот еще почти год назад. Вот. Ну, как-то этого не произошло. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чоксагл, нас що приїхали к нам в студію. А Віктор Трегубов, співзасновник партії «Демократична Сокера», публицист, громадський діяч, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию, продолжим наш эфир на крымско-татарском. Не переключайтесь. Коршкенч.
татарым. Бу буюк бір ғұрурымдыр. Қырым татарым. Қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым. Ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ефтиралар тоқтылер. Ләкін теміз ве пактыр, Қырым татар адым. Қырым татарым, юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тертіп незам виадетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Қырым татарdır milletim. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, санда хусыз мин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігімізді Қырым татар тілінде алып баражақмыз. Қырым этрафында үзберген сон кем мерақлы ве актуаль хаберлеріні Қырым татар халқымыз кележеге ақыбеті ве шымды мерақландырған меселерді мұзыкер етежекміз. Мен хатырлатамыз жаны яйында чалшамыз. Экранларымызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номерасына тақдим етем. 067-63-46-130 біздерге Viber бастасыве телефон шмығы емкеніңіз бар. Яда Skype адресімізді құлана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз біздерге телефон açınız сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. ATR телеканалына дестекні біздің YouTube сайфемізге абоне оларық ifade етмеге емкеніңіз бар. Сіз үшін бұл үш бірші олмасады. Біз үшін қатенде бүк бір дестектір. Маневи жеттен ATR телеканалына дестегіні біздің патреонымызға абоне оларық ifade етмеге имканыңыз бар. Бұл біздерге информацион жебеде күрешмеге ярдым бере. Мен ісе шымды яйнымызға бағланған мұсафирымызны Қырымдан скайпасы сілем бағланған мұсафирымызны тақдим етмеге азырым. Қырым татар мелемежес рейсіміздің бірінші муавины Нариман Бейжелял. Селям алейкум, Нариман аға. Алейкум селям, Гүлсім ханым. Алейкум селям. Нариман аға, жүмлемізге. Нариман аға, Туневін 9 август халқара тамыр халқылар күні қайд етілді. Білесіңіз, Украина қытасында чеші түрлі тедбірлер өткерілді. Мен бұл меселе етрафында тавсиятлы жалаф етмеге халқымыздың о күнде тұрған вазифелер, халқымыздың о күнде тұрған шымды сақланылып меселесі бойынша проблемлер меселесіні көтермеге істейім. Ве тавсиятлы же бұл музакеремізді келіністі жүрсетейік. Бірінші суалым бұл еле асылды тамыр халқылар, халқара күні бүгін Қырым татарлар үшін, біз үшін насыл бір емиетні ташы ве хусусан бұл сене, дегер сенелерден обырде бір шекелде айрыла ма қанун, тамыр халқылар қануны қабыл етілгенінден sonra яда фарқланмай? Білесіз, әлбетте, бұл пек мұйым бір күндір, ама оны халқымыз ішінде байрам оларақ бірсі танышылардан ішінде қайт етмей, әлбетте, ичтимай бағларда баяғы адамлар бір-біріні қайырлай, бұл күннен тырышалар, бір яқшы сөзлер айтмаға, бұл күнні мұйымліге ақында язалар, айталар. Бұл çok güzeldir. Ne için? Kırım Tatar halkı, tamır halkı olarak gerçekten bu statusunu bizge indi resmi olarak tanıması halkara cemiyet tarafından ve Ukrayna devlet tarafından çok kureşeydi. Ve elbette bu sene indi biz bayağı bu maksadına yakınlaştık bile. Айтмақ мүмкін, nihayet Ukrayna devleti yukarı şurası gerekli
kanunu kabul etti. Elbette biz bu studiyada sizinle beraber bayağı laf etken edik. Bu kanunu endi yerine getirmek için daha çok işler yapmak gerek. Ama ne ise endi kanunga göre Kırım Tatar halkı da iki halkla beraber Ukrayna içinde ve elbette endi bütün dünyaya Tamır halkı, Ukrayna'nın Tamır halkı olarak resmi şekilde tanıldı. Bu büyük bir galibiyedir. Ne için? Çünkü endi işine devam etmek mümkün ve bu kanunda yazılgan bazı maddeler, bazı imkanlar endi yerine getirmek için bizge yol açılan. Elbette bizimki talapları evvelden endi biz aytkan edik, kurultay kararları olsun, milli hareket vesikalarında olsun, ama nihayet biz yaşagan devlet de bizni eshitib, mana bu kanunu kabul etti. Onun için benim için şahsi ve ben bilesem çok Kırım Tatarları da için bu senedeki Tamır halkların günü bayağı farklı ve elbette bundan biz nokta koymayız çünkü bu sene kısmet olsa da birkaç böyle devlet tarafından yapılacak işlerimizni bekleyiz. Mana Kırım Tatar Tili stratejiyası olsun, Kırım platforması olsun ve ilah bayağı başka işlerini kaysı bizim meselemizni çözmek için, bizim vaziyetimizni öyle bir güzelleştirmek için bayağı yardımcı olacaklar. Ama yine de ben onu her vakit aytam, özünü saklamak için birinci sırada özümüz durmak gerekmiz. Özümüzge bağlı ana tilimiz, medeniyetimiz, inkişafımız tek özümüzge bağlı. Kimse çetten bizge bir şey yapılmaz, tek yardımcı olabilir. Ya Nariman ağa, mına Tamır halk olarak saklanıluf meselesinde önceligimiz şimdi şu an bu sene neden ibaret olmalı? Eğer prioritetlerini işte belgeleyecek olsak, saklanıluf meselesinde ilk evvela neden başlamalı ya da neni devam ettirmeli? Bilesiz vaziyetimiz şimdi böyledir. Her taraftan her şeyini yapmak gerek. Ama umumi aytsak en birincisi bu bizim kim olganını, identifikasyonu saklamak gerekmiz. Çünkü evvela eğer biz işte medeniyet hakkında laf eteydik, til, din hakkında laf eteydik, bu sonki 7 yıl içinde siyaset tarafından da o kadar değişmeler oldu. Vatanımız işgal tübünde bulunan şimdi ve elbette Rusya devleti o kadar tırışa bizim kim olganımızın silmek de değil, o kadar özüne layık şekilde değiştirmek de. Kırım Tatarlar işte sanki o bilesiz hayvan bahçesinde olan bir endi öyle seyrek rast gelgen hayvanlar gibi kalsınlar. İşte çiberek pişirsinler, pişirsinler, kaytarma oynasınlar, ana o aborigenler gibi olsunlar. Buna böyle siyaset alıp barılar. Onlar açıktan öyle çok imkanları sanki verirler ama öyle real bir yaşayışa gelsen bayağı zorluklardan rast gelesin. Onun için en birinci vazifesi buna bu yanlış yollarından vazgeçip onlarını birinciden korup, çünkü yazıklar olsun hepsi görmeyi, bu yanlış öyle bir yolların bizge teklif etken yollarını korup anlap, onlardan vazgeçip doğru yoldan gitmeye ve özümüzünü saklamağa. Bayağı ekspertlerle ben bu vaktları işte laf ettim ve bizim o günde bilesiz öyle bir meraklı bir maksadımız durar. Bir tarafından biz özünü kapatmak sanki gerekmiz. Çünkü saklamak için bu kapatmağa gerek bir şeyini. Buna para istesen saklamağa değil. Ama ikinci taraftan öz meseleni bütün dünyaya bildirmek için biz şu vakitte da şu saniyede açık olmak gerekmiz. Ve bu meseleni nasıl çözmeye büyük bir vazife bizim için. Bazıları değiller tek Kırım'da yaşamak, tek Kırım'da kalmak ve bu tamamına bu kapalı şekilde, kapalı tarafı.
Bazıları deyirler, yok, biz bütün dünyaya barıp okumak gerekmiz, çalışmak gerekmiz, birbirimizni öyle bir kol tutup inkişaf etmek gerekmiz. Bu açık tarafı olacaktır. Ve kayda mında balans tapmağa, kayerde bizge zarar değil fayda olacak, biz elbette düşünüp ona bir cevabını tapmak. Ama belki de bu yerde bir konfiguratsiya diğerini keder etmemeli. Bir kısmı, büyük kısmı Allah'a şükürler olsun Kırım'da yaşap özünün menligini aytkanınız gibi işte saklanılıf meselesinin uğraşa diğer kısmı işte inkişaf ettirilif meselesinde olsun ana kıtada çeşitli diğer ülkelerinde inkişaf edip okuyup sonra işte Kırım'ın kaytarılığından sonra bu kadrovi potansiyal dep da onun inkişaf ettirilmesi yönelişinde faaliyetler alıp barıla. Yani mında aslında bir şey diğerine keder etmemeli değil mi? Keder etme eğer biz akılın aramızda bağ kuracağımız. Mında da bir problema var. Çünkü yazıklar olsun bayağı öyle laflar, sübetler, tenkitler eştesin her bir taraftan. Mına bunlar Ural Kırım'da anda psipotralar bir şeyler yapmaylar ya da anda işgal tübünde konsertler yaparlar, yarmalgılar yaparlar, böyle doğrusu olmaz, bu güzel değil, bu siz görsetesiz nasıl Kırım'da şimdi yaşamak güzel. İkinci taraftan biz iştemiz, siz mında yaşamaysınız, siz mındaki vaziyet bilmiyorsunuz, mında nasıl ağır yaşayış şimdi ola, siz bilmiyorsunuz, siz kettiniz ve ilakesiz diye anda Kırım'dan uzak konsertler yaparsınız, bir şeyler yaparsınız ve bu güzel değil, bu doğru değil işte. Onun için mında bizim vazifemiz eğer öyle bir konkret olarak laf etsek, birbirimizni anlamak. Kim nasıl vazife şimdi becerecek? Onun için onu anlamak gerek. Elbette aramızda bayağı öyle bir anlamamışsızlıklar olacak. Bu problem değil. Ama umumi olarak bizler, liderler, her tarafından öyle bir nasıl aytılır opinion leaders. Kimler işte o sözlerini öyle bir açıktan söylemeye tırışar. Onların arasında bir bağ, mutlak böyle kavi bağ olmak gerek. Ve eğer öyle olsa biz bayağı kazanırız. Çünkü anlamak gerek. Bazı şeyler Kırım'da yapılmaz şimdi. O kadar baskı şimdi bunda açıktan söylemeye, açıktan bir şeyler yapmaya çare yoktur. Kırım'dan da şöyle çareler var. Ama gene de siz doğru ayttınız. Kırım Tatar halkının ekseriyeti Kırım'da Allah'a şükür yaşay. Kırım'da öz yaşayışını kura, inkişaf eti, korantalarını yapar ve medeniyetini saklamaya tırışar. Onun için bu funksiyalarını eğer doğru bölsek ve herkes aytacak elbet ben bunu yapacağım, hazırım buna. Biz bu vazifeni aysa güzel bir anlagan son becereceğim. Ya sizin fikrinizce bu vazifelerini kim belgelemeli? En birincisi olar o kadar bilesiz, onlarını anlamak o kadar yengil menimce. Eğer sen halkımızga gerçekten hizmet etmek istesen, gerçekten fayda getirmek istesen, sen bu cevapta özünden öyle bir gelirsin. Bir problem yok, onu anlamaya aslında pek yengil. Tül meselesinde olsun, medeniyet olsun, müzika, başka bir sanatlaştırı, siyaset olsun, dili hareket olsun ya da öyle bir ticaret olsun. Eğer sen özüne öyle bir maksat koysan, ben halkımızga bir fayda getirmeye isteyim ve bana bu hareket halkımızga bir fayda getirecek, ben onu yapsam, biz hepimiz birbirimizni anlayacağız. Eğer adam öz menfaatlarını, o elbette açıktan aytacak, o men isteyim halkımızga fayda getirmeye ama özün menfaatlarını anda koyacak ve elbette o vazifelerin ya da anlamayacak ya da biz onu ya da o elbette başka hareketler yapacak. Öz için o hareketler yapacak, halk için değil. Onun için bunda da pek yengil. Ne vakit adamlar öz maksadını bir görseler, onlar mutlaka birleşecekler. Birleşmesi de bu bir odasına kırıp, bir odasında çalışıp değildi. Biz kilometreler arasında birbirinden olmak
мүмкін бірісі Қошма Штатларда olsun, бірісі Анкарада olsun, бірісі Қырымда, Қырымның чешет түрлі көшелерде olsun. Ama bir yönelişte, bir yoldan geçsek, mutlaka bir yerde biz konuşuruz, birlikte çalışamız deyip aytmak mümkün olur. Deyler ki öyle fikirler var, işte sanki halkımızın bazı böyle humanitar problemleri ve iç problemleri, tıl ya da adi böyle memori ve işler çözülmesi için işte koy şuralara, işte şehir şuralarına kırıp şimdi işgal edilgen Kırım'da işte bir yardım gösterebilem degen böyle fikirler de yürüyor. Yani aslında bunun ihtimali ne kadar Neriman Ağa, siz bu meseleye nasıl bakasınız? Bilesiz, bu tezis o eski bir tezis, bu eski bir fikir. Evvel zamanlarda da biz onu kullanaydık, kurultay tarafından mutlaka çağıraydık halkımızını bu çeşit türlü öyle derecede saylavlarda iştirak etmeye çağıraydık, aktif öyle bir öz sesini kullanmağa ve o saylav bölgelerge barıp ses vermege, çeşit türlü siyasi güçlerge ya da şahsi bir namzetlerge ve ilahri. Ama bugünkü zaman o farklı bir zaman. Mesela öyle bir teoretik tarafından alsak, ben onu elbette çoksundan mında Kırım'dan laf etken edim. Eğer siz işgalini de görmesiniz, eğer mesela adam sistemi onu görmeye kabul etmeyi, uzaklaştı bu mevzudan korkar mı ya da anlamay men bilmiyorum. Ama tırışadı, men isteyim fayda getirmeye, onun için bana öyle bir adam gelgen. Men isteyim bana koy şurasında deputat olarak halkımızga, koyumuzga bir fayda getirmeye, ek fener koysam da o güzel ya da bir mektep içinde bir sınıf, milli sınıf açsam o da güzel ve ilahriyle. Ama onu yapmak için adamga anlamak gerek bu Rusya'nın siyasi sistemasını. Şimdiki zamanında koy şurasın reis deputatlara çok meselelerini evvelki zamanına göre çözmeyler. Bunda başka bir öyle avtoritar sisteması çalışır. Ve eğer koyda bir şeyler yapılsa o koy şuranın bağlı değil. O başka bir yüksek dereceden bağlı. Onun için bana bilesiz 7 yıl içinde bazı bizim arkadaşlarımız saylandılar deputat olarak memuriyetke çalışmaya da barganlar. Adamların da kol tutmaya çağırganlar. Onların soyadlarını da çoksunda bilemiz. Bilemiz. Ama ben her vakit sorayım, neler kazandınız? Buna neler kazandınız? Ben hatırlayayım 15. 16. senesini Kırım'da tamam Kırım tahsil hakkında bir kanun bakılaydı. Ve bizler aktivistler olarak çeşit türlü fikirde durgan adamlar birleştik. Çünkü istedik Kırım bu kanunda Kırım Tatar dilim vaziyeti güzel olsun. Çünkü nasıl bir siyasi bakışlarımız olmasa istedik mekteplerde bizim balacıklarımız mutlaka ana dilinde okusunlar diye. Onun için bu işine öyle bir koşuldu. Çağırdık o vakit memuriyette çalışkan arkadaşlarımız öyle aytayım. Onlara vazife koyduk. Dedik bizler bakınız biz şimdi bu leyhasını hazırladık. Bütün tezislerin, bütün maddelerini, bütün fikirlerini sizge hazırlap koyduk. Sizin vazifeniz şimdi ana o ayatlarga, kabinetlerge barıp işte onu yerine getirmek. Mana bugün 2021 sene. Şu kanun hatırlaysız. Poklonskaya ne aytkanını, Konstantinov ne aytkanını onu yaxşı hatırlayın. Olar ayttılar, biz Rus dilinde yaxşı laf etmeye bilmeyimiz. Şimdi da sizin Kırım Tatar dilini mecburi olarak öğreneceğimiz deyip biz o vakit aytkan edik. Ya anayasasında Kırım Tatar dili, Ukrayn dili ve Rus dili bir derecede durup, bir öyle bir rafta durup devlet dili deyip siz aytasız. Putin onu eğer bütün dünyaya öyle bir maktanıp ayta. Sizler ne için isteymişsiniz bunu yerine getirmeye ama bu imtihan biz mahsus onu onlarga öyle bir yaptık ve gördük. Şimdiki Kırım'ın yol başçıları
bu imtihanını geçmediler. Ne kadar şovinist dediler, o kadar şovinist kaldılar içinde. Ve bana bu memuriyette çalışkan arkadaşlarımız da bu imtihanı geçmediler. Bizler millet için bardık anda çalışmağa, millet için ne yaptınız bugünkü vaktına men görmeyeyim. Aslında onun için Kenne'de bugün ilgili köyde aytam. Arkadaşlar, eğer siz bilirsiniz, ben şimdi bari bir deputat olacağım ya da bana bir nazirliğinde çalışacağım, yerli bir memuriyette çalışacağım ve halkımıza büyük bir fayda getireceğim, bu yanlış fikir. Elbette ayrı bir Kırım Tatarga bir spravka yapmağa, bir kiçkine bir iş yürütmeye yardımcı olabilirsiniz. Ama bütün halkımızga onun siyasi, içtimai, öyle bir iktisadi maksatlarını çizmezsiniz. Çünkü bu devlet öyle çalışadır. Bu devlette ayrı halklarga ve ayrıca Kırım Tatar halkına bir vakit inkişaf etmeye bizler istegendayın vermezler. Мына şimdi tül meselesini ayttınız da Neriman ağa bilesiniz şimdi Ukrayna anahtasında demek Kırım Tatar tili kengleştirilmesi, inkişaf edilmesi bu konsepsiyası üzerinde işler alıp barıla ve sentyabr ayına kadar men yanlışmasam temsili organımız böyle tavsiyelerinin berilmesine bu konsepsiyanın işlep çıkarılmasında istedi. Çeşit türlü demek bizim mütehassıslarımızın tilinen uğraşkan semiydeşlerimizin buna celp ettiler. Yani tilinin inkişaf ettirilmesi, devlet tarafından kengleştirilmesi istikametinde hangi bir tavsiyelerini siz şahsen teklif ederediniz? Sizce en öncelik bu meselede ne olmalı? Nasıl şekilde bu gerçekleştirilmeli? 3-4 dakikamız var. Bilesiz Gülsüm Hanım, men okudum bu proyektini, stratejiyan proyektini okudum. Meraklı bir projekt, umumi mana bu Kırım stratejiyasına bakanda o da öyle bir umumi bir vesika, anda umumi öyle bir gerekli ve yaxşı sözler yazılgan, maksatlar yazılgan ve ilahi ama Kenne'de aytam. En birincisi bu tek alettir. Alet. Bu aletini kullanacak bizler. Bizler ne kadar faal olsak o kadar bu aletini 100% semireli efektif şekilde kullanabiliriz. Bu alette kıyış olsa bile öyle en güzel olmasa da bilmeyeyim eskice de olsa da ama biz onu kullansak ne vakit özümüz bir hareket yapacağız. Ben buna bu 7 yıl içinde bayağı arkadaşlarımızla beraber, aktivistlerimizle beraber tırıştım uğraşmaya bu dil meselesinden, tahsil meselesinden. Yazıklar beni pek öyle bir kaygırgan bir meselesi. Çünkü imkanlarımız çok var. Kanun tarafından, Rusya olsun, Ukrayna olsun. Çalışmak mümkün kanuni tarafından değişmeler, stratejiyalar, çeşitli vesikalar da güzelleştirmek mümkün. Ama en birincisi bu ana babaların isteği. Bunda ne yapmak gerek? Bunda nasıl bir motivasyon tapmak, nasıl bir sözler tapmak, bilmem da neler tapmak, ana babalar bir şey yapsınlar. Balаны mektepke bergende ariza yazsınlar. Men isteyim benim balam Kırım Tatar tilinde okusun ya da Kırım Tatar tilini fen olarak, ayrı ders olarak okusun. Bunda en büyük bizim vazifemiz. Hatırlaysınız ATR Kırım'da çalışkanda o kadar mod, o kadar güzel oldu Kırım Tatar tilinde laf etmeye. O kadar bu til meydanı kengleştirdiler. Çok ana babalar bu içindeki sebepleri taptılar. Ne için bala öyle bir okusun, bilsin ana tilimizni. Şimdi Kırım'da Kırım Tatar tili devlet statüsünde durur. Ama bu sebepleri endi tapılmış. Onun için bundan da anlamak gerek. Bu mesele kanunlarga çok bağlı değil. Bağlı ama birinci sırada değil menimce. Bu mesele
bizlerge bağlı, bizim istegimizge bağlı. Onun için mında en birincisi çalışmak gerek ve elbette da en öyle bir ikinci sırada men belesem turgan vazifemiz para tapıp ballar için ana dilinde kontent yapmak gerek. Multik olsun, kitap olsun, ne iste olsa. Bana benim kiçkene balam baka multfilmler. Gün devamında bayağı baka. Eğer bu multfilmler hepsi ya da 50% olsun ana dilinde olsa, o ana dilinde yengil öyle bir okur da evet biz de tırışamız ama o siz onu bayağı ne derdi bilir edi. Çünkü eksperiment olarak biz buna oğlumuzga İngiliz dilinde koyduk multfilmlerini ve o birkaç vakitten sonra İngiliz sözlerini başladı kullanmaya serbest olarak. Tüsleri olsun, rakamları olsun, daha bir şeyleri olsun. Bu gene de neden ispatlay? Ballarga ana dilinde muhit gerek. Bunu muhitini yaratmak için ne yapsak bunu yapmak gerek. Anlaşıldı. Çok sağ olunuz Neriman Ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için bu mesele etrafında men aytkanlarınız altında imzamını koyam. Hakikaten de sizden razım bu meselede. Bir çok hususan bu sualde bizim rolümüz çok büyük. Aslında ekseriyet bizde dep aytmağa mümkün. Teşekkürler. Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin birinci muavini Neriman Ağa Celal bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar. Kırım Tatar tilinin öğrenilüvü, kengleştirilüvü, yaşaması, saklanılüvü bu bizim meselemiz, bu bizim problemimiz. Onu bizden gayrı hiç kimse hakikaten çözmeyecek. Devlet tarafından bu gibi destek çok mühim ama istek olmasa desteknin de hiçbir faydası olmaz. O sebepten birinciden istek, sonra bu destek, bu isteklerini demek böyle de daha çok oge süre ve kengleştirilmesine yardım edebilir. O sebepten her şey bizge bağlı, hususan bu meselede. Ben sizden sağlıklaşmayayım. Şimdi bir dakikadan sonra Zaman informasyon programması ATR telekanalının yayınını devam ete. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız. Çeşit diğer meraklı haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. ATR ile olun saygılar arkadaşlar. Görüşkence. Ишетесiniz mi? Meni haqda unutdingiz mi? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim.
Окупанти 3 місяці не дають поховати тіло вбитого під час облави Набіра Хімова. Окупаційний київський райсуд Сімферополя відхилив скаргу Сохіба Бурханової на дії російських силовиків, які відмовляються видавати тіло її вбитого чоловіка. Його вже 3 місяці зберігають в бюро судмедексперта. Адвокати вимагають видати для поховання тіло Набіра Хімова, вбитого нібито за спротив під час спецоперації окупантів. Силовики називають його терористом і тому відмовляються видавати тіло. Втім, за словами захисту, та облава не підпадає під дію цієї норми, позаяк жодної антитерористичної операції не було. Следователь ссылался на то, что следствие еще не окончено, но в своем ответе он не указывал об этом. Он уже принял решение о невыдаче. Окончено, не окончено следствие, он однозначно ответил: мы не выдадим труп. Система, суд явно прикрывает следствие, это вот эта заинтересованность, это видно невооруженным взглядом. Все это потому, что при очевидных моих доводах, законах, суд отказал, не мотивируя никак. Просто из материалов не видно каких-либо нарушений, и все. Близькі родини переконані, що тіло Набіра Хімова не видають через те, що його катували перед смертю. Это, скорее всего, они хотят скрыть признаки следствия насилия тела убитого Аюпа Рахимова, потому что его они пытали, говорили, что застрелили, что-то не видно. По фотокарточкам видно, что его очень сильно пытали. Скрыть свои преступления, они не хотят выдавать тело. Они скрывают преступления, не хотят показывать свои злодеяния. Убили и сами же его обвиняют в несодеянном. За переслідування ПЦУ в окупованому Криму будуть санкції. Міністерство реінтеграції окупованих територій підготувало санкційний пакет щодо причетних до утисків Православної церкви України на півострові. Заступник міністра Ігор Яременко заявив, що окупанти привласнюють майно кримської громади ПЦУ, чинять насильство щодо вірян та забороняють богослужіння. А напередодні окупанти вдерлися до храму Кримської єпархії Православної церкви України у селі Балки Білогірського району. Силовики примусили настоятеля архімандрита Дам'яна зупинити ранкову службу, бо вона, мовляв, не відповідає російським законам, і склали протокол. У прокуратурі Криму почали провадження за фактом перешкоджання релігійним обрядам. Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження буде надана відповідна правова оцінка зазначеним діям представників окупаційної влади. На підтримку кримських вірян Православної церкви України висловилися в амбасаді Сполучених Штатів у Києві. Закликали окупантів не заважати людям вільно молитися та нагадали, що Крим – це Україна. Росія продовжує блокувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях, а також не збавляє темпи мілітаризації окупованого Криму. Українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН із підтримки міжнародної безпеки закликала припинити обмеження вільного судноплавства. Україна нагадала про рішення Росії закрити до жовтня частину Чорного моря у напрямку Керченської протоки під приводом військової підготовки. Це назвали порушенням принципів свободи судноплавства. Відзначили збільшення числа військових кораблів окупанта, зокрема й таких, що здатні нести ядерну зброю. Досягти +1 до Кримської платформи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про згоду ще однієї європейської країни взяти участь у саміті Кримської платформи, який заплановано на 23 серпня. Її учасники зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка платформи продовжує рости, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн.
Кримська платформа може відіграти важливу роль у координації санкційних політик США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн, які не визнають незаконної спроби анексії Криму Росією. Про таке в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент. Він впевнений, що така координація дозволить виробити ефективнішу санкційну політику, яка призведе до серйозних наслідків для Росії за її дії проти України, зокрема щодо притягнення до відповідальності російського бізнесу та топ-чиновників, які вкрали українську власність на окупованому півострові. До того ж, наголосив Кент, влада США охоче розгляне інформацію від українського уряду та громадянського суспільства про застосування нових кримських санкцій. Проведення першої зустрічі Кримської платформи високого рівня – це лише перший крок. Обговорення цього питання має бути постійним. Воно має залучати не лише уряди. Дуже важливо для України, щоб це питання утримувалось у світовому фокусі. А в його обговоренні брали участь громадянське суспільство, експерти та науковці. Це також критично важливе завдання для друзів України. Росія готується розмістити в Криму ядерну зброю. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленном Говардом у США. За словами міністра, Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. До того ж, каже Резніков, окупанти готуються до розміщення на півострові ядерної зброї. За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани. На думку Резнікова, необхідні нові санкції проти Росії, а також важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема через розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Окупанти били поблизу 6 населених пунктів Східного фронту без важкого калібру. З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї загарбники відкривали вогонь по оборонцях Південного, Широкиного, Новолуганського, Попасної, Катеринівки, Новотошківського та Новомихайлівки. Натомість дістали відповідь вогнем від бійців об'єднаних сил. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На окупованих частинах Донеччини та Луганщини тренуються російські артилеристи. Про це повідомляють в українській розвідці. Злагодження, звісно, тривають під орудою московського командування. Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання 1-го та 2-го армійських корпусів. Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії. Водночас у з'єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів із проведенням практичних стрільб. Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з'єднань та частин до проведення зборів із резервістами. Контррозвідники спіймали бойовика ЛНР, який хотів підірвати офіцера СБУ та планував теракти по всій Україні. Зазначається, що СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав окупаційної спецслужби у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки ЛНР, а за рік став громадянином Росії. За завданням московських кураторів зловмисник формував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював шантажем та психологічним тиском, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними. Згідно із записами СБУ, окупанти також хотіли отримати внутрішню інформацію української спецслужби за винагороду. Чем информация выше и лучше, тем сумма будет больше. Вообще это будет в районе 30 тысяч рублей ежемесячно. На карту мы скинули, в этом нет проблемы никакой. А если информация будет какая-то интересная, то уже будет другой вопрос рассматриваться.
потом же вы не забывайте, что я обещал после того, как вы приедете. Это однозначно трудоустройство, помощь. Даже если на крайняк можно и в контору, если человек захочет. Если нет, то масса чего можем предложить, и с хорошими зарплатами. Но это, опять же, по меркам республики. 29 липня він організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів виявити. Наразі тривають заходи із визначення інших можливих агентів сепаратистської розвідки. Заходи із викриття зловмисників проводилися Головним управлінням внутрішньої безпеки та Департаментом контррозвідки СБУ. У середмісті окупованого Сімферополя обвалилася стіна історичної будівлі 19 століття. Обійшлося без постраждалих. Часткової руйнації зазнала будівля найстарішої культурної установи півострова – Кримської філармонії, що на вулиці Пушкіна. Близько 9 ранку обвалився невеликий шматок стіни на подвір'ї філармонії. Втім, невдовзі стіна двоповерхової будівлі розсипалася цілком. Місцеві жителі повідомляють, що раніше там відбувалися ремонтні роботи, але вже місяць робітників на об'єкті не бачили. За попередніми даними, у процесі ремонту було пошкоджено несучу стіну філармонії. Доступ до будівлі відразу обмежили та оточили квартал. Ці сокири з довгими ручками і барвистими головками – продукт багатовікової майстерності. У Закарпатті їх роблять мосяжники, майстри з металу. Вони також виготовляють посуд, дзвіночки і жіночі прикраси. Але впродовж цієї історії одним з їх найцінніших творів була сокира – невід'ємний атрибут гуцулів. Люди прорубували собі стіжки, підпиралися, оборонялися від звірів різних і тому подібне. А зараз, сьогодні, вони використовуються як атрибут вже святковий, на фестивалях, у колядах, у Криворівні, наприклад, коляда не проходить без топірця. Весілля теж молодий повинен бути, це як бакер з топірцем. Назар Хабурак з села Брустури – один з небагатьох майстрів по виготовленню традиційних гуцульських сокир. Він мосяжник у 6-му поколінні і тепер передає свої знання 9-річному синові Віталію. Бо це є традиція. Я буду цим займатися. В художньому комбінаті я вірю з дідом. Бачив, як це робить, як цього постійно щось допомагав, щось цього так. І самоучка я ніде не вчився в інституті на масажника. Вона сама по собі прийшла. Але різні сплави я переплавляю переважно. Спочатку метал плавлять при температурі 1200 градусів, потім виливають у спеціальну форму. Згодом в майстерні ці звичайні сокири перетворюються на гуцульські твори мистецтва. Працюють усією родиною. Створюють від 30 до 40 таких сокир на місяць, в залежності від попиту. Основні покупці – місцеві жителі та туристи. Вартість такого виробу – від $10. Назар каже, що заробити на цьому складно, але продовжувати справу предків – найкраща нагорода. Вмирають від голоду і спраги. Така доля спіткала коней на казахстанському півострові Мангістау на березі Каспійського моря. Рекордна спека випалила пасовища і висушила джерела. Туші і кістки тварин тепер розкидані по степу, а сотні скотарів не знають, як жити далі. На фермах ослаблих коней підвішують за допомогою мотузок. Якщо не підвісити, вона падає, не стоїть на ногах. Колишній пастух Габідолла тримає ферму майже 20 років. 20 його коней вже померли, решта 150 на межі голодної смерті. У нас 3 роки була посуха. Трава погано росла, але все ж не так, як у цьому році. Зараз залишилося тільки те, що ми називаємо чорною травою. Влада Казахстану заборонила експорт кормів для тварин і попросила сусідні країни допомогти з водою. І хоча фермерам Мангістауської області допомагають ячменем, коні все одно голодують. Ціни на корми ростуть. Доводиться підмішувати їм в їжу розмоклий картон, але поїти майже нічим. Якби влада відправляла до нас машину води кожен день або хоча б раз на 2-3 дні, то я би зміг врятувати тварин.
Повідомляється, що в регіоні вже загинуло приблизно 1000 коней, корів та овець. На думку екологів, півострів стає посушливим через обміління Каспійського моря. Поступово вода піднімається, але не доходить до колишнього рівня. Таким чином, Каспій поступово знижується. На півострові розведення коней і верблюдів – традиційне заняття, а конина і кобиляче молоко – основні продукти харчування казахів. При цьому все сільське господарство піддається ризику через погодні катаклізми. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 8067 63 46 130. Присоединяйтесь к нам по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, и это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии. Євген Рибчинський, народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю вас, Гульсум. Дуже радий бачити знову. Взаимно. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Украинская делегация на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности на море заявила о непрекращающемся наращивании со стороны России военного потенциала в Азово-Черноморском регионе и призвала прекратить и ограничивать там свободное судоходство. Давайте послушаем заявление украинской миссии в ООН. На тлі продовження нарощування військової потужності уздовж державного кордону України Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні. Зокрема, за рахунок збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю. Росія не повинна перешкоджати транзитному проходу суден через міжнародну протоку і через порти Азовського моря. Росія повинна припинити агресію проти України і відновити повагу до суверенітету і цілісності території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну а тем временем вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вот его цитата. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. Пане Евгене, для начала, если мы говорим о милитаризации полуострова и возможное размещение там ядерного оружия со стороны России, на кого нацелены эти действия и угрожает ли это коллективной безопасности стран Чорноморського басейну? Логіку Росії цілком можна зрозуміти. Вони фактично програли Каспій. Конфлікт в Нагірному Карабасі показав їхню повну безсильність перед серйозними гравцями, такими як Туреччина.
і навіть перед Азербайджаном, тому що по великому рахунку, за великим рахунком, азербайджанські війська брали участь, а не турки. Тому, програвши Нагірний Карабах і, в принципі, вважаєте, що Каспійський басейн, їм дуже важливо нарощувати хоч десь не просто свою присутність, а свою домінуючу роль. В даному випадку йде фактичне протистояння з Туреччиною, і це дуже давнє протистояння Російської імперії з Османською імперією. І ми бачили в історії чимало битв, 17 війн вже було. Причому, як не дивно, Україна брала участь з обох боків, як завжди. І чим це завершиться? Нічим добрим воно не завершиться. Тим більше, коли починають півострів вже використовувати як весь півострів як військову базу. Вчора почалися, як ви знаєте, військові навчання. Причому вони почалися і в Криму, і на окупованій території Абхазії. І вони намагаються продемонструвати всім учасникам світового процесу політичного, що вони дуже великі гравці. Роль України Резнікова абсолютно правильно виразив. Єдине, що Росія член Радбезу, і їхнє право вето буде блокувати всі українські ініціативи. Я предлагаю, пане Євгене, сейчас подключить к нашему эфиру Ігоря Романенко, генерала-лейтенанта у відставці, та заступника начальника Генштабу ЗСУ у 6-10 роках. Пане Ігорю, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю. Салам алейкум, я вас також вітаю. Да. Пане Игоре, если сегодня мы говорим о милитаризации Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, какой это месседж несет, какой месседж несет Россия кому и на кого нацелена эта милитаризация? На жаль, ця країна-агресор себе поводить таким чином, то фактично вона націлюється на всіх своїх сусідів. Я не берусь згадати якусь країну-сусіда, з яким немає територіальних претензій, не було якихось агресивних дій і так далі. Але що стосується Азовського Чорноморського басейну, безумовно, це країни НАТО, в першу чергу Туреччина, тому що якщо не враховувати ядерну зброю, то флот військовий Туреччини, він більш сучасний, ніж російський. І для того, щоб показувати свою силу, росіяни збирали і в флотилії Каспійського заводу, і з Північного флоту, збирали сили, щоб якось протистояти, наприклад, навчанням Сібріз, які проходились, і там приймали участь 30 країн зі своїми судними кораблями. І намагались росіяни супроводжувати кожен корабель, який зайшов через проливи. І ви бачили, ми з вами бачили напруження, яке відбувалося з британським кораблем і так далі. Тобто дії їх зрозуміло, вони по договору, який Україна заключили в свій час, врахують, що Азовське море – це внутрішнє озеро, знаємо, як Керченські проливи, тиск здійснюється. І в зв'язку з цим повинні, і це показують наші союзники, і сама Україна, адекватні дії відносно країни-агресора, відносно їх військово-морського флоту. В качестве противодействия вице-премьер-министр Алексей Резников допустил размещение войск Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько это сегодня реально и не противоречит ли это украинскому законодательству и конституции нашей страны? Я хотів би нагадати, що Путін, коли і Росія в цілому путінська планувала ці операції, це ж не тільки в 2014 році, а було декілька намагань, плани були, удосконалились. Ми пам'ятаємо Тузлу, крім Тузли було. І так чи інакше вони захопили, пояснюючи всьому світу і внутрішньому пользователям, громадянам своїм, що це зроблено для того, щоб НАТО не захопило Крим, як відомо. В зв'язку з цим, після окупації, анексії Крима,
Теж хочу нагадати виступ Путіна, де він заявив, що в випадку ми готувалися, тобто російська сторона, якщо в випадку захоплення буде застосовано з боку натовців зброя, то ми були готові застосувати тактичну ядерну зброю. І це було сказано в 2014 році. І всі ці роки вони продовжували реалізацію цього підходу. Тобто там в Криму відремонтовані всі сховища ядерної зброї, які ще були за радянські часи. І крім того, я був, наприклад, свій час на крейсері «Москва», там і флагман, і тобто кораблі, особливо великі, вони заходять в Крим, на свої бази і так далі, в тому числі з ядерною зброєю. Так. А тепер вони хочуть це легалізувати, як і зробити Крим як непотопляємий авіаносець, фортецю, але вже з ядерним компонентом. Це зовсім інша якість і зовсім інший підхід. І, безумовно, з нашими союзниками, самі України, треба з цим боротися. А как вот размещение американских ПВО на нашей территории? Это эффективный метод противодействия? Значить, я хочу сказати, що відносно розміщення було б дуже доцільно. В зв'язку з тим, якщо вони роблять і будуть намагатися робити такі кроки, то це була б гарна відповідь. Але це порядка 9 мільярдів доларів, це дуже коштовно для України. І, скоріше всього, обслуга цих комплексів повинна бути американська. Тут є і свої плюси, що будуть намагатися діяти проти цього озброєння спільно з американськими службами, тобто американці повинні бути захищати і своїх, і заодно Україну. Але якщо ставиться питання, чи може наші обслуги працювати з цими комплексами, так, пройти навчання і відповідним чином у нас близькі системи С-300 були і залишаються. Вони близькі по цьому, і наші військові спроможні освоїти ці комплекси. Тобто питання в тому, які з цих варіантів реалізовувати. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ігор Романенко був з нами на прямому зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках. Пане Евгене, вот заявление Алексея Резникова я предлагаю сейчас послушать вместе, вернуться к этому вопросу. Так. Не можем, к сожалению, сейчас вывести цитату Алексея Резникова. Вот как вы думаете, это больше такое политическое заявление, или же за этими словами есть какие-то конкретные договоренности? Ви маєте на увазі, що стосовно ядерної зброї? Нет, относительно размещения американских ПВО на территории Украины. Ну, передусім, я хочу сказати, що у нас в Конституції закладений принцип такий, що не можна на території України розміщати будь-які бази іноземних держав. При тому всьому, з самого початку незалежності України у нас така іноземна база була в Криму, якраз російська. Да. Тому, в принципі, нічого дивного не буде, якщо у нас, зрештою, з'явиться американська база в той час, як Росія, порушивши Будапештський меморандум, здійснила агресію проти України. Тому, в принципі, впровадження, скажімо так, американських ініціатив або українських ініціатив щодо розміщення американських систем Patriot, це цілком доцільна історія. Навіть якщо воно коштує мільярди доларів, я думаю, що нам нададуть допомогу. У нас є дуже потужні в цьому відношенні інвестори. Якщо ви знаєте, МВФ нам зараз дали 2,7 мільярди безпроцентно. Это в рамках
рамках ковіда различних? Ну, американський фонд, ще один BlackRock, теж дає нам мільярди доларів, просто це не озвучується на державному рівні, а це дається на наш дефенс, на нашу оборону. І в даному випадку розмістити там в Херсонській області, в районі там Вірменської і так далі, такі системи, я думаю, що це потрібно. З іншого боку, я, наприклад, скажімо так, теорії змови були давно, що з території Криму ніхто і не вивозив ядерну зброю, що ядерні боєголовки там зберігалися протягом всіх 30 років, ну тоді ще 24 років незалежності. Єдине, що вони були в Феодосії, так, от ви зараз абсолютно правильну локацію назвали. Вони були деактивовані, але де-факто вони там знаходилися, і потрібна була їх реанімація, деактивація і так далі. Про це, я думаю, казав Путін якраз, а не про те, щоб завести там якісь нові системи. Їх просто треба активувати і все. Єдине, наскільки я знаю, вони розміщені десь в скалах, і вони направлені на той бік, тобто на Туреччину, на країну, так би мовити, натівського світу. І для того, щоб вони були спрямовані на Україну, це треба там дуже серйозна модернізація, яку з космосу буде видно точно. Вопрос милитаризации Крыма, Азово-Черноморского региона, как сообщает Министерство иностранных дел Украины, будут поднимать на саммите Крымской платформы. Вы знаете, 23 августа должен состояться инаугурационный учредительный саммит. Сегодня министр иностранных дел Кулеба сообщил, что уже 37 стран согласились принимать участие на Крымской платформе. А вот давайте подробнее на этой теме. Для начала, Крымская платформа, на ваш взгляд, станет тем эффективным механизмом и поспособствует ли деоккупации Крима? Ми ж можемо тільки передбачати, прогнозувати. В принципі, сама ініціатива потужна. Ну, тобто така ініціатива, умовно, в часи Другої світової, як була там чеська платформа, уявіть собі, там або судетська платформа на неокупованих територіях, вона б дуже багато дала. Просто чехи побоялися таке робити. Українці не побоялися таке зробити, кримці не побоялися це зробити, але що з цього вийде, будемо дивитися по цій, вона прем'єрна, так би мовити, платформа, так що будемо дивитися. Ну, а от що должно вийти? Яку роль должно країн – це дуже багато. Це много? Це дуже багато. 37 країн – це не те, що збирає, як Росія, знаєте, Зімбабве збирає там своїх там сателітів, туркменів і узбеків. Оце у них такі форуми. І Лукашенко ще где-то там. І Лукашенко ще подумає, чи їхати в Крим, ви розумієте? Тому ситуація така, що у нас повноцінні країни, і Штати присилають теж дуже потужних міністрів. Дарма, що не приїде Байден, але я розумію, що після Женеви у нього, так сказати, обличчя в пушку трошки, і йому не до платформ, але ми розуміємо, що з цього все, що захоче Україна, вона зможе створити. Єдине, що потрібна дуже сильна комунікація міжнародна. І Кулеба, от ви його сьогодні згадували, це дійсно потужний вже гравець, як міністр. Наскільки буде потужна дипломатія українська, оце покаже час. Тому що після того, як буде проведений такий саміт, далі посли України у всіх фактично країнах мають доповісти керівникам країн про проведення такого саміту і про ті висновки, які цей саміт зробив. Але у нас посли дуже слабкі. На ваш взгляд, должна отыграть Крымская платформа? Она должна разработать некие механизмы давления на Россию, некую дорожную карту деоккупации Крыма, представить в кооперации с нашими западными партнерами, уже двигаться в этом направлении. Ну, то есть, что это должно быть? Ну, передусім, це має бути, ви правильно сказали, дорожня карта. Ми не маємо зупинятися на, скажімо, на факті окупації. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно Крим буде у нас. І якщо ми маємо точку А, це сьогоднішній день, і точку Б, повна деокупація, то оцей от шлях ми маємо сьогодні самі намалювати, і він нашим партнерам західним, і не тільки західним, і східним, має здатися абсолютно реалістичним. Тільки тоді вони підуть на допомогу нам, тільки тоді ця дорожна карта почне реалізовуватися.
Также сегодня стало известно, вчера, то есть стало известно, что до саммита Крымской платформы, то есть за день, 22 августа, Киев должна посетить канцлер Германии Ангела Меркель. Я так понимаю, что на Крымской платформе ее уже не ждать, она принимать участие не будет, правильно? А вона ж навмисно так робить. Так, а почему, интересно? Тому що... Ну вот что ей терять, ей так пару месяцев остается. Дивіться, саме тому, що їй вже втрачати нема чого, саме тому, що вона вже думає про свою пенсію і своє майбутнє, а це майбутнє, скоріш за все, пов'язано з Газпромом, то я ж, знову ж таки, це ж моє передбачення. Хоча не тільки моє. Про це говорить і Фейгін, про це говорять Она может какую-то должность в Газпромі, як Шрёдер, зайняти? Звичайно. А чому ні? Вона так допомагала створенню цього Північного потоку-2. Вона їде, звичайно, умовляти президента України, нашого гаранта, для того, щоб він погодився на так звану формулу Штайнмаєра, щоб реалізовувати мінські домовленості, які були підписані, якщо ви пам'ятаєте, в 2015 році, в 2014 році, після Дебальцева вони були підписані. І перший раз після Іловайська, і потім після Дебальцева. Так, а что значит уговаривать, имплементировать формулу Штайнмайера, если в 2019 году это коммюнике с формулой Штайнмайера, в принципе, Зеленский подписывал? Вони хочуть реалізації цієї формули. Тобто вони хочуть без відтворення українських кордонів, щоб відбулися легітимні на їх полі вибори на Донбасі, були сформовані органи влади, і вони почали вже мати справу з легалізованими, а не квазі-республіками. І таким чином фактично легалізується ця окупація, і фактично такий самий сценарій виходить, як і в Криму. Тобто тільки там був референдум, а тут буде взагалі українськими руками і зроблено. Конфедерація в страні у нас. Так, конфедерація. Все. А далі це розвал України фактично. І вони цей сценарій намагаються реалізувати. Але, наскільки я знаю, політичної волі на Банковій немає такої. Всі прекрасно розуміють, що стати політичним трупом можна в один день, тільки підписавши, а потім прийнявши на рівні Верховної Ради монобільшістю такий закон, а далі все. Дальше все. Ні рейтингу не буде, вийдуть Майдани і так далі. І це прекрасно розуміє Помните, когда в 2019 году, если не ошибаюсь, когда вот это была история с консультативным советом в рамках трехсторонней контактной группы, уже в Украине были протесты. Имплементация формулы Штайнмайера, может вообще породить третий Майдан? Тут треба розуміти, що третій Майдан вийде тоді, коли будуть порушені ще людські права. Він не вийде просто так. Але вийдуть люди показати свою волю щодо Донбасу. Я думаю, що буде реалізований трошки інший сценарій. Буде, як і обіцяв Зеленський, з самого початку буде проведений референдум, на якому спитають у українців, чи вони взагалі хочуть, давати хоч якісь повноваження так званим ДНР, ЛНР. Так, подождите, на референдум ведь нельзя выносить территориальный вопрос. Референдум не є, це є дорадча форма, а не безумовна, розумієте? Тому можна виносити все, що завгодно. Закон в даному випадку може бути трактований по-різному, тому що це закон про референдум, розумієте? Тому що закон про референдуми передбачає, умовно кажучи, питання так чи ні, а на базі цього питання буде вже урядом і президентом прийматися рішення. Але це не означає, навіть якщо 100% скаже, що давайте дамо їм незалежність цим республікам, все одно президент може заветувати цей референдум в один момент. Тому цей референдум не є взагалі, він не то, що не має законної сили, він не має сили обов'язкової. Він має тільки дорадчу силу. Тут еще же, наверное, важно, каким образом будет сформулирован вопрос. Ви правильно кажете. Звичайно. А так или иначе, как сейчас выбираться из этого цугцванга, в котором мы сейчас находимся? Нам заставляют имплементировать формулу Штайнмайера, мы это сделать не можем, это противоречит нашим национальным интересам, так?
Так. Минский процесс полностью в стагнации, нормандского формата нет, в принципе, говорить-то ни о чем сейчас. Ни одна Россия на это не соглашается, хотя украинская сторона настаивает. Вот все сейчас находится в такой стагнации. Вот как долго будет длиться вот такой вот процес? Ну, ця стагнація, вона найбільше вигідна Росії, це ж зрозуміло. Їм потрібно ще одне Придністров'я. І фактично таким Придністров'ям стає окуповані території Донбасу. Вони нашпиговані російською зброєю. Це фактично, якщо ми кажемо, що Крим – це авіаносець, то це вважайте, що це танк російський, один великий, і він стоїть з дулом направленим на Київ. Але треба розуміти, що вони теж розуміють всі ризики продовження активної фази війни. Тому це така, знаєте, така ситуація позиційна. Будуть літати міни, будуть літати снаряди, будуть, звичайно, вражені, вбиті, поранені і так далі. Але якщо активізувати фазу війни, то ніхто від цього не виграє, і Україна, зокрема. Якщо піти на формулу Штайнмайєра, на мінські домовленості, влада перестане бути владою і делегітимізують дуже швидко. Тому я думаю, що цей процес фактично в патовому стані. 30 августа президент Украины Зеленский едет в Вашингтон. Слава Богу. Дмитрий Кулеба сказал, что США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины и участия в нормандском формате. Это только одна из них. Давайте вместе послушаем его цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Так, а какие это могут быть идеи? Что мы можем предложить Соединенным Штатам Америки? Ну, передусім, ми їм можемо запропонувати взяти участь у цих переговорах. Якщо у нас був умовний будапештський формат, і на його базі сформований нормандський, тому що там брала участь і Франція, зокрема, то чому б там не взяти участь ті самі Британії і Сполученим Штатам, які також були присутні тоді на підписанні цього меморандуму. Просто це невигідно, звичайно, європейцям, ну, мається на увазі Німеччині і Франції, бо вони втрачають свою, скажімо так, домінантну позицію, але з точки зору конструктиву, звичайно, такий формат вже дасть певні зрушення. Це раз. Друге, от міністр прекрасно сказав, що Штати чекають від нас нових пропозицій. І це зрозуміло чому. У них в 22-му році вибори в Конгрес, і якщо демократи програють, а вони зараз мають більшість, а вже фактично у них втрачається рейтинг через оці от висловлювання Байдена стосовно друга, умовно, Путіна, то їм треба тепер робити, знаєте, таку на розтяжки робити громадську думку, щоб сам Конгрес і самі конгресмени були за Україну, виділяли нові гроші, значить, на зброю, на наші мирні ініціативи, на переговори і так далі. І, в принципі, в Держдепі, де був і Єрмак, і Кулеба, їм чітко дали зрозуміти, що тепер, так би мовити, м'яч на вашій половині поля. Давайте будь-які нам паси, и мы будем дальше разыгрывать комбинации. А как вы думаете, намеренно ли был перенесен визит Зеленского на 30 августа с июля, потому что ведь конгрессмены будут в отпуске? Звичайно. Просто знаючи, я багато разів працював в україно-американському кокусі, будучи депутатом, і
багато разів їздив у Вашингтон, і ми спілкувалися тоді з Маккейном і з Марсі Каптур, яка очолює команду співпраці з Україною. Вони налаштовані рішуче. І тут треба розуміти, що Байдену оці конфлікти з власним конгресом зовсім не потрібні. І він переніс так плавно на самий кінець, коли у них канікули. Але треба розуміти, що це канікули у старого Байдена, розумієте? А не у тої молоді, яка рветься в політичні бої там в Америці, яка 100% приїде привітати українського президента і дати йому, так сказати, жест надії. А этот конфликт мог быть основан на Северном потоке-2? Зокрема, і з ним пов'язаний також, тому що ви ж розумієте, що за кожним конгресменом, як і з нашими депутатами, стоять промислові групи, інколи військово-промислові групи. Зріджений газ продають в Європу. Нащо їм цей потік, вже другий потік, між іншим, з Росії? Так в этом-то и вопрос, зачем это тогда Байдену? Почему он пошел на это соглашение тогда? У мене дуже проста відповідь. Так. Основна конфронтація Сполучених Штатів на сьогоднішній день є з Китаєм. Я думаю, що Путін пообіцяв підтримку американських ініціатив щодо блокування якихось активностей Китаю в Тихому, в Женеві, в Тихому океані, тому що там вони розвертають флот більше, ніж Росія у нас в Чорному морі, набагато більше. У них вже, наскільки я пам'ятаю, 4 авіаносці. Вони сьогодні мають шалену базу. Причому вони для військово-морських сил Китаю закуповують дуже багато в самій Росії. І от тут треба розуміти, що Байден вважає, що він розміняв більше на менше, розумієте? Пріоритети определив. Розумієте? І він, віддав Україну взамін великим інтересам в Тихому океані. Але насправді його дуже швидко, я думаю, вже в вересні повернуть, так сказати, на землю, щоб він десь не пірнав десь у хмарах. А чому в сентябрі? Чому? Тому що вийде Конгрес на роботу. Там дуже все швидко відбувається, повірте мені. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Ігоря Петренко, аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю вас. Да. Пане Игорю, а ждаете ли вы каких-то прорывных решений и двухсторонних соглашений во время визита президента Украины в Вашингтон? Безусловно, я думаю, что они будут. Здесь очень зависит много от того, что мы будем предлагать. Мы сейчас видели достаточно позитивный визит Ермака и Борелли в Штаты, где они встречались с Блинкеном, где они встречались с Салливаном. Действительно, уже понимаете, что на администрацию Байдена есть серьезное очень давление и со стороны конгрессменов, и со стороны сенаторов, которые, мягко говоря, очень недовольны таким российским пасом или российским немножко разворотом. Плюс можно посмотреть и СМИ, даже СМИ, которые аффилированы или которые близкие, скажем, которые поддерживают политическую партию, они тоже очень жестко проходились по Байдену за решение в контексте Северного потока. Даже были некоторые публикации, в которых рассматривался этот момент как причина импичмента будущего. Поэтому, скажем так, все достаточно серьезно. Поэтому, безусловно, да, с одной стороны, вы спрашивали, у гостя в контексте того, почему так делает сейчас Байден. Тут вам это первое, которое он сказал, абсолютно согласен в контексте угроз Китая и гипотетического, такого мнения, что Россия где-то что-то может помочь в этом моменте. А второй момент — это то, что он не хочет терять Германию и такую евроатлантическую общность. Он понимает, что Германия — это локомотив Европейского Союза, и он понимает, что это экономически выгодная штука для Германии. Безусловно, это не только экономический проект, это однозначно экономическое оружие в руках Путина, но он делает такую определенную уступку с тем, чтобы Германия оставалась главным таким союзником Соединенных Штатов Америки и продвигала в том числе, скажем, идею ограничения экспансии Китая.
Но опять же, это все очень серьезно тоже бьет. Поэтому я думаю, что это все такой фон достаточно хороший для Украины в контексте продвижения. Вот мы сейчас уже слышим заявление. Это вопрос сотрудничества, развития, углубления американо-украинских отношений. Второй момент — это вопрос сотрудничества в экономических разных сферах, в том числе энергетических. И вопрос, безусловно, обороны, оборонного комплекса, поддержки большей, о которой, да, вот то, что говорил Глеб, как раз то, что сейчас публично так мало обсуждается, но то, к чему что-то определенно готовится. Поэтому я думаю, что будут у нас договора конкретные и будет углубление сотрудничества с США, но поскольку и Байден в этом заинтересован, ну а тем более конгрессмены и сенаторы тоже будут его к этому очень-очень сильно подталкивать. В Украине ваши коллеги-аналитики говорят о том, что, возможно, в обмен на «Северный поток-2» Украина может попросить статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Ну, я тут не говорил это в обмен. Мы сейчас имеем вот рамковое соглашение между США и Германией. Вот это рамковое соглашение мы должны наполнять конкретным содержанием. В том числе и вопросы, не в том числе, а в первую очередь вопросы безопасности. То есть мы говорим, что Северный поток — это энергетическое оружие. Мы уже сейчас видим, как Путин действует. Он уже ограничивает поток газа. Заметьте, как в СМИ у них рассказывают о том, что у них сколько там аварий случается. Раньше мы никогда не слышали, что у них на газопроводах аварии случаются. Сейчас они активно это показывают и говорят: ну, смотрите, у нас там все устарело, через Украину вообще мы сложно там что-то качать. А вот у нас есть Северный поток-1, Северный поток-2, давайте вот Северный поток скорее сертифицировать, включать его для того, чтобы делать поставки. Это шантаж, это прямой шантаж со стороны Путина, вы должны это понимать и об этом говорить. Поэтому вопрос союзника вне НАТО, с одной стороны, он может быть интересен, но опять же, все из того, как мы этим воспользуемся. Я напомню просто, что Афганистан, он тоже сейчас союзник вне НАТО, США главный, и мы видим, что там происходит. Да, мы видим, что там делает Талибан. То есть за все это время, пока войска Соединенных Америки были в Афганистане, они практически ничего не сделали, чтобы воспользоваться этим статусом. Хотя есть другие очень серьезные, хорошие примеры. Это Корея. Очень хорошо воспользовались. Это Япония, это Австралия и много других стран, которые смогли действительно на полную выжить это, да, потому что это доступ к технологиям, военным технологиям, которые не могут получить другие страны. Не все страны НАТО тоже могут, скажем, получать. Поэтому тут все зависит от нашей активности и от того, как мы сможем этим воспользоваться. Готовы ли США сейчас его предоставлять? Вопрос пока спорный. Поскольку мы поднимаем этот вопрос, но США каких-то сигналов четких, что они готовы это делать, пока нет. Здесь более геополитический такой сложный контекст, в том числе и то, насколько долго Байден будет рассматривать Россию как гипотетического какого-то там союзника в противостоянии с Китаем. Вот как только все вот эти, как правильно ваш гость сказал, облака и, скажем, иллюзии, они рассосутся, вот тогда и будет уже более активное продвижение, я думаю, и в этом вопросе. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, что подключились к нам в эфир. Ігор Петренко был с нами на прямой связи, аналитик Международного центру перспективных досліджень. Пане Евгене, относительно нашей газотранспортной системы, если мы говорим о том, что Северный поток-2 вводит в эксплуатацию, у нас контракт с «Газпромом» заканчивается в 2024 году, да. Какова вероятность того, что транзит через нашу территорию может полностью прекратиться? Ну, знаючи Росію, він може ще до 24-го року, в принципі, припинитися, реально, розуміючи. Але... Тобто, якась диверсія, аварія? Так, звичайно. Петренко правильно абсолютно вказав на те, що Росія вже цими аваріями на газопроводі вже показує ймовірні сценарні, так би мовити, кроки. Але треба розуміти, що є історія питання. Справа в тому, що газоводи, перший газовод, який з'явився в Радянському Союзі, був розібраний радянськими військами в 45-му році. Він називався Броди Берлін.
І йшов від наших українських бродів з Львівської області до Берліна. І він представляв дуже велику цінність, тому що тоді труби такого діаметру робилися досить важко. Це серйозний був труд. І радянська армія по ходу розібрала і далі сформувала перший газовод, який називався Броди Москва. І український газ годував років, щоб не збрехати, років 25 годував Москву. Далі вони протягли трошки далі його до Ленінграда, і це вже Броди Москва-Ленінград. Наступне дуже велике, потужне родовище було знайдено теж в Україні, в Харківській області, це Щебелинка. Воно було найпотужнішим взагалі в Європі. І знову ж таки була сформована труба, яка йшла куди? Вона йшла знову ж таки в Росію. Росія викачала український газ вщент і припинила це робити тільки тоді, коли були винайдені оці в Сибіру, значить, газові родовища, з яких сьогодні тягнеться газ в Європу. Зокрема, через оцей наш вузол, через Україну, через так звану газотранспортну систему ГТС. Чому не використовувати ті потужності, які є в Україні, я не знаю. Я думаю, що це дуже гарний сигнал, насправді, для розробки наших українських родовищ. Дуже багато в світі є прикладів, коли старі родовища через якийсь великий термін знову розроблялися. Чому б не подивитися, що там у нас на Щебелинці сьогодні? Чому б нам не продавати в Європу наш український газ, розумієте? У нас достатньо ресурсів для того, щоб покривати всі нужди України і ще й давати Європі. Головне забути про те, що такий сусід, як Росія, у нас є. Поки у нас буде російський газ, ми будемо залежні від країни-агресора. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чухсалом, що приїхали к нам в студію. Євген Рибчинський, народний депутат України 8-го скликання, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Коршкенчедослар. Даян Кырымым. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке тең yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız.
Окупанти 3 місяці не дають поховати тіло вбитого під час облави Набіра Хімова. Окупаційний київський райсуд Сімферополя відхилив скаргу Сохіба Бурханової на дії російських силовиків, які відмовляються видавати тіло її вбитого чоловіка. Його вже 3 місяці зберігають в бюро судмедексперта. Адвокати вимагають видати для поховання тіло Набіра Хімова, вбитого нібито за спротив під час спецоперації окупантів. Силовики називають його терористом і тому відмовляються видавати тіло. Втім, за словами захисту, та облава не підпадає під дію цієї норми, позаяк жодної антитерористичної операції не було. Следователь ссылался на то, что следствие еще не окончено, но в своем ответе он не указывал об этом. Он уже принял решение о невыдаче. Окончено, не окончено следствие, он однозначно ответил: мы не выдадим труп. Система, суд явно прикрывает следствие, это вот эта заинтересованность, это видно невооруженным взглядом. Все это потому, что при очевидных моих доводах, законах, суд отказал, не мотивируя никак. Просто из материалов не видно каких-либо нарушений, и все. Близькі родини переконані, що тіло Набіра Хімова не видають через те, що його катували перед смертю. Это, скорее всего, они хотят скрыть признаки следствия насилия тела убитого Аюпа Рахимова, потому что его они пытали, говорили, что застрелили, что-то не видно. По фотокарточкам видно, что его очень сильно пытали. Скрыть свои преступления, они не хотят выдавать тело. Они скрывают преступления, не хотят показывать свои злодеяния. Убили и сами же его обвиняют в несодеянном. За переслідування ПЦУ в окупованому Криму будуть санкції. Міністерство реінтеграції окупованих територій підготувало санкційний пакет щодо причетних до утисків Православної церкви України на півострові. Заступник міністра Ігор Яременко заявив, що окупанти привласнюють майно кримської громади ПЦУ, чинять насильство щодо вірян та забороняють богослужіння. А напередодні окупанти вдерлися до храму Кримської єпархії Православної церкви України у селі Балки Білогірського району. Силовики примусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкову службу, бо вона, мовляв, не відповідає російським законам, і склали протокол. У прокуратурі Криму почали провадження за фактом перешкоджання релігійним обрядам. Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження буде надана відповідна правова оцінка зазначеним діям представників окупаційної влади. На підтримку кримських вірян Православної церкви України висловилися в амбасаді Сполучених Штатів у Києві. Закликали окупантів не заважати людям вільно молитися та нагадали, що Крим – це Україна. Послідовника свідків Єгови Віктора Сташевського засудили до 6,5 років. Апеляція залишила без змін рішення окупаційного Гагарінського райсуду Севастополя, який визнав чоловіка винним у нібито екстремістській діяльності. 52-річного Віктора Сташевського окупанти затримали влітку 2019 року. Тоді у чоловіка вилучили електроніку та релігійну літературу. Ще 2 послідовників релігійної організації «Свідки Єгови» затримали в окупованому Армянську. Олександру Литвинюку та Олександру Дубовенку так само закидають організацію екстремістської діяльності. Українська омбудсмен Людмила Денісова вважає це переслідуванням за віру і назвала це порушенням основоположних свобод, зокрема свободи думки, совісті та віри. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск задля відновлення прав жителів тимчасово окупованого Криму. Всі послідовники свідків Єгови, ув'язнені за мирне здійснення свого права на свободу релігії і переконань, є бранцями совісті. Вони мають бути негайно і беззастережно звільнені, їхні вироки скасовані, а всі звинувачення проти них зняті.
Росія продовжує блокувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях, а також не збавляє темпи мілітаризації окупованого Криму. Українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН із підтримки міжнародної безпеки закликала припинити обмеження вільного судноплавства. Україна нагадала про рішення Росії закрити до жовтня частину Чорного моря у напрямку Керченської протоки під приводом військової підготовки. Це назвали порушенням принципів свободи судноплавства. Відзначили збільшення числа військових кораблів окупанта, зокрема й таких, що здатні нести ядерну зброю. Досягти +1 до Кримської платформи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про згоду ще однієї європейської країни взяти участь у саміті Кримської платформи, який заплановано на 23 серпня. Її учасники зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка платформи продовжує рости, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн. Кримська платформа може відіграти важливу роль у координації санкційних політик США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн, які не визнають незаконної спроби анексії Криму Росією. Про таке в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент. Він впевнений, що така координація дозволить виробити ефективнішу санкційну політику, яка призведе до серйозних наслідків для Росії за її дії проти України. Зокрема, щодо притягнення до відповідальності російського бізнесу та топ-чиновників, які вкрали українську власність на окупованому півострові. До того ж, наголосив Кент, влада США охоче розгляне інформацію від українського уряду та громадянського суспільства про застосування нових кримських санкцій. Проведення першої зустрічі Кримської платформи високого рівня – це лише перший крок. Обговорення цього питання має бути постійним. Воно має залучати не лише уряди. Дуже важливо для України, щоб це питання утримувалось у світовому фокусі. А в його обговоренні брали участь громадянське суспільство, експерти та науковці. Це також критично важливе завдання для друзів України. Росія готується розмістити в Криму ядерну зброю. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленном Говардом у США. За словами міністра, Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. До того ж, каже Резніков, окупанти готуються до розміщення на півострові ядерної зброї. За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани. На думку Резнікова, необхідні нові санкції проти Росії, а також важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема через розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Окупанти били поблизу 6 населених пунктів Східного фронту без важкого калібру. З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї загарбники відкривали вогонь по оборонцях Південного, Широкиного, Новолуганського, Попасної, Катеринівки, Новотошківського та Новомихайлівки. Натомість дістали відповідь вогнем від бійців об'єднаних сил. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На окупованих частинах Донеччини та Луганщини тренуються російські артилеристи. Про це повідомляють в українській розвідці. Злагодження, звісно, тривають під орудою московського командування. Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання 1-го та 2-го армійських корпусів. Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії.
Водночас у з'єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів із проведенням практичних стрільб. Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з'єднань та частин до проведення зборів із резервістами. Контррозвідники спіймали бойовика ЛНР, який хотів підірвати офіцера СБУ та планував теракти по всій Україні. Зазначається, що СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав окупаційної спецслужби у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки ЛНР, а за рік став громадянином Росії. За завданням московських кураторів зловмисник формував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював шантажем та психологічним тиском, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними. Згідно з записами СБУ, окупанти також хотіли отримати внутрішню інформацію української спецслужби за винагороду. Чем информация выше и лучше, тем сумма будет больше. Вообще это будет в районе 30 тысяч рублей ежемесячно. На карту мы скинули, в этом нет проблемы никакой. А если информация будет какая-то интересная, то уже будет другой вопрос рассматриваться. И потом же вы не забывайте, что я обещал после того, как вы приедете. Это однозначно трудоустройство, помощь. Даже если на крайняк можно и в контору, если человек захочет. Если нет, то масса чего можем предложить, и с хорошими зарплатами. Но это, опять же, по меркам республики. 29 липня він організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів виявити. Наразі тривають заходи із визначення інших можливих агентів сепаратистської розвідки. Заходи із викриття зловмисників проводилися Головним управлінням внутрішньої безпеки та Департаментом контррозвідки СБУ. У середмісті окупованого Сімферополя обвалилася стіна історичної будівлі 19 століття. Обійшлося без постраждалих. Часткової руйнації зазнала будівля найстарішої культурної установи півострова – Кримської філармонії, що на вулиці Пушкіна. Близько 9 ранку обвалився невеликий шматок стіни на подвір'ї філармонії. Втім, невдовзі стіна двоповерхової будівлі розсипалася цілком. Місцеві жителі повідомляють, що раніше там відбувалися ремонтні роботи, але вже місяць робітників на об'єкті не бачили. За попередніми даними, у процесі ремонту було пошкоджено несучу стіну філармонії. Доступ до будівлі відразу обмежили та оточили квартал. Ці сокири з довгими ручками і барвистими головками – продукт багатовікової майстерності. У Закарпатті їх роблять мосяжники, майстри з металу. Вони також виготовляють посуд, дзвіночки і жіночі прикраси. Але упродовж цієї історії одним з їх найцінніших творів була сокира – невід'ємний атрибут гуцулів. Люди прорубували собі стіжки, підпиралися, оборонялися від звірів різних і тому подібне. А зараз, сьогодні, вони використовуються як атрибут вже святковий, на фестивалях, у колядах, у Криворівні, наприклад. Коляда не проходить без топірця. Весілля теж молодий повинен бути, це як бакер з топірцем. Назар Хабурак з села Брустури – один з небагатьох майстрів по виготовленню традиційних гуцульських сокир. Він мосяжник у 6-му поколінні і тепер передає свої знання 9-річному синові Віталію. Бо це є традиція. Я буду цим займатися. В художньому комбінаті я виріс з дідом. Бачив, як це робить, як це постійно щось допомагав. Щось. Це так. І самоучка я ніде не вчився в інституті на мосяжника. Вона сама по собі прийшла. Але різні сплави я переплавляю переважно.
Спочатку метал плавлять при температурі 1200 градусів, потім виливають у спеціальну форму. Згодом в майстерні ці звичайні сокири перетворюються на гуцульські твори мистецтва. Працюють усією родиною. Створюють від 30 до 40 таких сокир на місяць, в залежності від попиту. Основні покупці – місцеві жителі та туристи. Вартість такого виробу – від $10. Назар каже, що заробити на цьому складно, але продовжувати справу предків – найкраща нагорода. Вмирають від голоду і спраги. Така доля спіткала коней на казахстанському півострові Мангістау на березі Каспійського моря. Рекордна спека випалила пасовища і висушила джерела. Туші і кістки тварин тепер розкидані по степу, а сотні скотарів не знають, як жити далі. На фермах ослаблих коней підвішують за допомогою мотузок. Якщо не підвісити, вона падає, не стоїть на ногах. Колишній пастух Габідолла тримає ферму майже 20 років. 20 його коней вже померли, решта 150 на межі голодної смерті. У нас 3 роки була посуха. Трава погано росла, але все ж не так, як у цьому році. Зараз залишилося тільки те, що ми називаємо чорною травою. Влада Казахстану заборонила експорт кормів для тварин і попросила сусідні країни допомогти з водою. І хоча фермерам Мангістауської області допомагають ячменем, коні все одно голодують. Ціни на корми ростуть. Доводиться підмішувати їм в їжу розмоклий картон, але поїти майже нічим. Якби влада відправляла до нас машину води кожен день або хоча б раз на 2-3 дні, то я би зміг врятувати тварин. Повідомляється, що в регіоні вже загинуло приблизно 1000 коней, корів та овець. На думку екологів, півострів стає посушливим через обміління Каспійського моря. Поступово вода піднімається, але не доходить до колишнього рівня. Таким чином, Каспій поступово знижується. На півострові розведення коней і верблюдів – традиційне заняття, а конина і кобиляче молоко – основні продукти харчування казахів. При цьому все сільське господарство піддається ризику через погодні катаклізми. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılar, телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Ве невбеттікі яйынымызны біз Қырым татар тілінде алып рajақмыз. Ве бүгін біз малым олғаны кебі Туневін демек тамыр халқылар күні қайд етілді. Ама Украинада іште демек бір чоқ тедбірлер өткерілгені себебінден біз Қырым татар милли межлис азаларымыз олсын, Қырым татар жемаат эрбапларымыз олсын, олармен böyle tafsiyatlıca bu meseleni müzakere etmege imkanımız olmadı. Çeşitli türlü tedbirlerde onlar iştirak etkenleri sebebinden. Ancak şu sebepten biz de bugün bu meseleni devam ettiremiz. Kırım Tatar halkımızın tamır halk olarak o günde hangi bir vazifeleri, hangi bir maksatları saklanılıp için öncelikleri meselesini müzakere edecekmiz. Ben hatırlatam, biz canlı yayınımızda çalışamız. Ekranlarınızda rejissörlerimiz telefon numaralarını takdim etti. Buyurunuz bizlerge telefon açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla stüdyamızga koşulmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni қолдана білесіңіз atr.tv. Buyurunuz bizlerge telefon açınız saygılardaşlar ve ATR telekanalına destek etmege de unutmanız. Böyle manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Maddi cihetten ise bizim Patreon'ımızga abone olabilirsiniz. Bu bizlerge özümüzün cebimizde, informasyon cebimizde kuruşumuzni devam ettirmege yardım edecektir. Men ise şimdi
Енді студиямызға бағланған ве бұл бөлікні алып баражағымыз мұсафирімізді тақдим етмеге азырмыз. Қырым тұтар милимежіз азамыз Гайна ханым Юксель. Селям алейкум, Гайна ханым, мерабаныз, хайырлы ақшамлар olsun. Алейкум селям, Гүлсім ханым. Дун сізнен чоқылап етмеге имканымыз олмады. Мен ұмыт етем бүгін үште невбеттеке 30-35 дақа девамында біз мұйым меселеріні бүгін күн теркибинде олған меселеріні музакире етерміз ве базы бір суалерге жауаплыларына берабер қыдырып олармыз. Демек, ең баштан мен бұл қайғылы меседен башламаға істер едім. Түневін біз біраз айтып кештік, amma бүгін іште хаберлер алдық. Қырым хабер ажансының Анкарадаки темсежісі офис мүдірі Айдын Бейташның енді женазесі өткерілген. Оны комдылер ве бұл меселе трафында сізден де бір қаш суалерім кенеде олажақтыр. Сіз чүнки бұл инсанны чоқ яқшы таны едіңіз, чоқ илішкелеріңіз, іш илішкелері вейләхре олған. Насыл шымды малюматлар бар, бірде бір яны малюматлар асында угренілді ме сізін білгенлеріңізге көре? Бет Гүлсім ханым, түнеуін біз бұл меселе бойынша бағландық. Затен 2 gün üst üste çeşitli malumatlar келе бұл меселе бойынша. Aydın Taş bugün toprağa verildi. Onun mezarlığı, onun öz böyle şahsi şehirde yapıldı. Ayvalık'ta. Bu şehir İzmir'e yakın olgan bir şehirdir. Anda zaten babası birkaç hafta evvel babası da komuldu. Anda onların korantası yata komule böyle bir aile mezarlığı vardır. Şimdi Aydın Taş'ın vefatı boyunca çeşitli malumatlar çıka. Yani böyle haber tabii ki herkesini şaşırtan bir haber ve herkes elbette birinci növbette sebebini kıdıra. Neden bu kadar genç olgan, bu kadar başarılı olgan, hayatını sevgen, mesleğini sevgen, yanında arkadaşları olgan, ailesi olgan bir insan bu hayatını terk etti ve neden böyle bir kararga vara deyip herkes şaşıra ve cevabını kıdıra. Ama cevap ortada yok. Çeşitli şeyler var, çeşitli söylenteler, ata ve ata bu söylenteler medyaga da aktarıldı. Türkiye'deki çıkan çeşitli medyalarda var. Ben onlarını şimdi tekrarlamak tabii ki istemiyorum. Çünkü maalesef afsus ki polis bu meseleyi kapattı. Polis Aydın Taş intihar etti, yani özünü öldürdü deyip karar verdiler ve bu mesele boyunca cinayi davasını kapattılar. Ama gene de sual kala, gene de sen anlamasın hangi sebepten dolayı böyle bir acı haber geldi ve elbette bu sefer yeniden fırsattan faydalanıp Aydın Taş'ın akrabalarına, yakınlarına, ailesine, dostlarına başsağlığını dilemek isteyeyim. Allah'tan sabır dileyim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunun beraberlikte Gayna Hanım sonki hafta içerisinde bu böyle yekeni hadisede gel sizin de malumatlarınız olganına göre işgal etilgen Kırım'da da 2 genç Kırım Tatar oğlanını asılı olarak cesetleri bulundu. Birisi 19, diğeri 23 yaşındaydı. Onların da işte cesetleri asılı olganını bulunganını çeşit türlü haberler yerlerde berdiler. Bu gibi malumatlar meydana geldi ama bu gibi tesadüflerinin olacağını katinde şubeler meydana gelir, şubeler peyda ola. Siz bu mesele etrafında ne aytırsınız? Belki de sizin tavsiyatlar, malumatlarınız var mı? Bu gibi tesadüf aslında sonki bir hafta içerisinde olabilme ihtimali ne kadar? Afsus ki benim malumatlarım yok Gülsüm, böyle terin ve detaylı bilgiler keşke olsaydı, keşke bilseydik. Ama dediğiniz gibi üst üste böyle acı haberler, birinci Kırım'dan gelgen acı malumatlar bu 2
pırıl genç hakkında, yani birisi 19 yaşında, birisi 23 yaşında ve hangi sebepten dolayı onlar öyleler kimse bilmiyor. Hala da sualler açıktır. Ondan sonra Aydın Taş'ın haberi. Ben bilesiniz mi böyle komplo teorilerini kurmaya istemiyorum. Çünkü çeşitli türlü düşünceler var. Şimdi Ukrayna Kırım meselesinde böyle bir atıfha geçti. Bir şeyler yapmaya tırışa. Kırım platforması yaklaşa. Acaba onunla bağlı yine de sualler peyda ola ama yine de bu haberlerin acı olduğunu hepimiz bilemiz ve göremiz ve tabii ki insanın aklına şöyle bir şey düşüyor, tesadüfen öyle bir şey olamaz. Yani nasıl olsun ki hem Kırım'da hem Türkiye'de böyle şeyler olayadır. Yani tabii ki birçok düşünceler var ortada ve hepimiz dikkatli olmalıyız. Daha çok birbirimize, yakınlarımızga daha çok dikkatli, tedbirli olmalıyız. Çünkü afsus ki yani ortalık gergin. Kırım platforması yakınlaşkanın yana katende çeşit türlü hadiseler yüz bere, çeşit türlü haberler meydana kele, hususan Ukrayna Dışişleri nazirliginde degenlerine göre Rusya o'zinin bu şantaj siyasetini, korkutuv siyasetini diğer ülkelerge binayen yapmağa devam ete eken. Herhalde bugün alıngan haberlerge göre 37 memleket Kırım platformasında iştirak edecek eken degen böyle malumatını Dışişleri nazirliginde bildirdiler. Rusya sizin fikrinizce katinde Kırım platformasından evvel hangi bir provokatsiyalarını gerçekleştirebilir? Misal bu Donbas'taki vaziyetinin gerginleştirilmesine yol açabilir mi? Bu Kırım platformasına ne kadar tesir edebilir? Şimdi bilesiniz mi tabii ki tedbirli olmak lazım ve daha dikkatli olmak lazım. Ama ben şundan başlamak isteyeyim. Şimdi Kırım platformu 23 Ağustos'ta geçecek. Ukrayna'da tek Kırım platformu değil, Ukrayna bağımsızlığının 30 yıllığına bağışlanan bir sürü tedbir geçecek. Malum olduğu gibi bu tedbirler 22, 23 ve 24 Ağustos'ta geçecek ve anda tek Kırım platformu değil, anda birçok formatlar var. Toplantılardan başla summitten, ondan sonra 24'ünde büyük bir parad olacak, böyle gösteri olacak ve en son konser ve böyle havaya fişekle olan tedbirlerle bitecek. Şimdi buna hazırlıklar bizim bildiğimiz göre pek böyle sıkı şekilde 6 ay içerisinde geçiyor. Çünkü eğer hatırlarsanız Kırım platformunu da Mayıs ayında yapmak istediler. 18. Ama birinci nöbetten yetiştiremediler, ikinci nöbetten güvenlik meselesi ve üçüncü böyle bir pek büyük bir faktör. Yani hepsini birleştirmek istediler ve sembolik bir şekilde buna yaklaşmak istediler. Hem Ukrayna bağımsızlığı hem Ukrayna'nın bütünlüğü Kırım olmadan olmaz. Onun için geçirdiler. Yani ben bunu neden anlatam? Bu tür tedbirleri geçirgen memleket tabii ki dikkatli olur. Tabii ki gerekli adımlarını atar bu böyle güvenlik, sakinlik tarafından ve ona göre her şey hesaplanır. Elbette karşı tarafı bunu bozmak için ne yapar biz bilmiyoruz. Biz görüyoruz pek büyük reaksiyasını Kırım platformasına karşı. Şimdi mümkün olduğu kadarıyla öbür tarafını izlemeye tırışam. Yani bir taraftan çeşitli türlü şeylerini aytalar ama onların o taraftan gelgen düşüncelerini birkaç gruplarga bölmeye mümkün. Birinci nöbette aytalar hiç bakmanız, hiçbir şeye tesir etmez. Yani laf etip dağılırlar, ondan sonra bir şey yapamazlar. İkinci grup insanlar aytalar öbür taraftan yani bu kadar boşuna bırakmanız. Yani çünkü Ukrayna gerekli şeylerini, gerekli tedbirlerini yapar ve adımlarını atar Kırım meselesinde. Onun için buna öylesine geçmeniz, yani ciddi olunuz bu meselede. Ve üçüncü grup hatta değiller bazı şeyleri yapalım, oturmayalım. Mesela Kırım platformasına gelgen heyetlerge ve memleketlerge karşı sanksiyalarını yapayıq dep aytkan soyları da vardır. Tabii ki bütün bunlarını korup ve daha evveldeki Rusya'nın adımlarını ve tehditlerini bilip her şeye hazırlıklı olmak gerek. Ve yine de aytkanım gibi yani
bir şeyler olmayacak deyip düşünmeyip daha dikkatli olmamız gerek. En azı bu Kırım platformasını diskreditatsiya, yani düşürme, sıfırga düşürme hareketlerini yapmaya tırışacaklar deyip düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz bu günleri Kırım platformasının demek bu ekspert bağının sammiti ötkerildi. Çeşit türlü ekspertler şimdi toplaşıp bizge yayınımızda bu tedbirlerde iştirak etken ekspert Alexander Krayan'ın aytkanına göre 40 memleketten ekspertler endi koşulmağa başlaganlar bu Kırım platformasının işlerinde ve yani bu paneller içerisinde, bu ekspertler içerisinde çeşit türlü işte seviyeler ve basamaklar içerisinde Kırım Tatar temsili organımız kayda tura Gayna Hanım? Gülsüm Hanım, ben şöyle bir aytayım sizge, Kırım Tatar milli organımız bu işin başında duran. Yani çok aslında fikir olarak bunu aytsanız, eğer hatırlarsanız 7 yıl içerisinde biz bunu aytamız zaten. Kırım hakkında, Kırım konusunda ayrı bir meydan kurayık ve herkesini bu meydana toplayık deyip aytamız. Şimdi resmiyetke geçsek ve çalışmalarga ve Kırım platformasına geçecek olsak, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcileri organizasyon komitede yer alırlar. Mustafa Cemilov ve Rifat Çubarov. Onun dışında pek aktif bir şekilde parlamento seviyesinde çalışırlar bizim milletvekiller. Çünkü 24 Ağustos'ta bilirsiniz tek bağımsızlık günü değil, ayrıca Ukrayna parlamentosunun toplantısı planlaştırılır ve bu toplantı Kırım platformanın bağlı olacak. Ve üçüncü yöneliş, anda da Allah'a çok şükür bizim temsilcilerimiz yer alırlar. Bu ekspert yönelişi. 6 Ağustos'ta Kiev'de Ukrayna'da kurulgan ekspert ağı, yani ekspertin böyle bir mereja sistemasının takdimi oldu, toplaşığı. Şimdi bu süreç, bu çalışmalar bir yıl içerisinde yapıldı. Pek böyle aktif, pek meraklı, çeşitli fikirler aytıldı. Ben şimdi tek Ukrayna seviyesine. Ve bu ahda 7 grup takdim edildi. Bu grupların arasında çeşitli yönelişler var. Güvenlik, ondan sonra ekonomi ve ekoloji, insan hakları, kültür mirası, kültürna spatçina. Onun dışında humanitar siyaseti ve bizge pek yakın ve gerekli olan kökenli halkların teklenuvu, ama sadece teklenuvu değil. Kırım'ın kurtarılması, yani deokupasya olarak kurulgan bir instrument, biz bunu görüyoruz ve kullanıyoruz. Bu grupta bizim temsilcilerimiz yer alırlar. Şahsen ben ve bizim başka arkadaşımız meclisten İskender Bariyev bu grupunu temsil ettik. Ve bunu yine de aytamiz. Bu sadece başlangıç, yani bu kurulmak ve bu işin içinde olmak pek mühimdir. Ama bunun dışında daha sonraki de adımlar pek mühim. Çünkü zaten Kırım platforması tek 23 Ağustos'un bitmiyor. Ondan sonra yapılan işler mühim. Bana bu mesele çok mühim. Bunu da laf etmek isterim. Çünkü insanlar nasıl düşünüyor? İşte buna Kırım platforması böyle bir summit ötkerilecek. Demek büyük insanlar çeşitli memleketlerden gelecek. Yani dünyanın gidişatına tesir etken, dünyanın inkişafına tesir etken insanlar toplaşacak da bir karar alacaklar, çıkaracaklar ve bu karar neticesinde Kırım demek azat edilecek degen böyle işte fikirler var, ama birçok siyasetçiler bu mesele etrafında demek böyle çok sakıntılı şekilde bakalar. Siz bu faaliyetini nasıl görüyorsunuz? Gülsüm Hanım, siz aytkanınız gibi keşke olsaydı. Keşke memleketten gelgen heyetler ve başında olan insanlar, cumhurbaşkanları, parlamento başkanları gelip bir araya karar verseydiler ve Kırım kayıtsaydı. O kadar olsaydı, kolay demiyorum ama o kadar olsaydı pek hepimiz isteyimiz. Bugün bizge bir mecliste bir öz aramızda bir toplaşımız geçti. Bir adam geldi ve bizden laf etti ve böyle bir sual bizge koydu. Kırım platformanın
платформанın effektivligini, yani gerekli adımlara ulaşanını nereden anlarsınız? Yani bu effektivligini nasıl anlaysınız, nasıl ona kıymet kesiyorsunuz? Elbette effektivlik Kırım'ın kurtarılması, deokupasya, yani bu esas amaç. Ama deokupasya olmadı deyip çalışmamak doğru değil. Esasen şimdiki vaziyette bu deokupasya için gerekli stratejisini kurmak lazım. Ve bu strateji uzun vadeli ve kısa vadeli olmalıdır. Ya uzun tarihli ve kısa tarihli. Çünkü biz hepimiz çeşitli senaryolara hazır olmalıyız ve bu senaryonun içerisinde, bu gidişatın içerisinde bizim pozisyonumuz ve işlerimiz nasıl olacak onu anlamalıyız. Şahsen ben bunu Kırım platformadan bekleyeyim ve insanların çeşitli seviyede ve yönelişte çalışan insanların hem hükümette, hem parlamentoda, hem ekspert taraflarında, hem yerli hakimiyetlerde ve idarecilerde böyle birleşmesinin ve Kırım konusunda birlikte çalışmaların pek mühimdir. Ama esas dediğim gibi yani biz bu mesele için nasıl çalışacağımız ve bizim işbirliğimiz nasıl olacak bunu bulmalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz. Ya sizin fikrinizce Kırım platformasında hangi devletler ve hangi seviyede heyetlerinin takdim etilivi bu platformanın semireliğine tesir edecek mi ve nasıl şekilde tesir edecek? Misal olarak prezident kelimi ya da nakliye naziri kelimi, prezident kelimi ya da müdafaa naziri kelimi, yani bu seviyeye göre mi semirelilik belgelenecek ya da yok ya da fark etmez? Şimdi sağ olun sualiniz için, çok meraklı sual hakikaten. Hakikaten insanların beklentileri şöyle. 2014'te 100 memleket bizge Birleşmiş Milletler'de rey verdi. Demek ki bu 100 memleket bu Kırım platformana gelmelidir. Ama ben sizge aytayım, yani ondan da sonra 2016'da bizge 60 memleket verdi, 17'sinde 70 memleket, böyle hesaplamalar var. Ben sizge aytayım, bu hesaplamalar bir taraftan doğru, diğer taraftan primitif olabilir. Bakınız, çünkü bunun çeşitli türlü sebepleri ve faktörleri var. 2014'teki deklarasyonu alsak Ukrayna'nın ve 2016'daki deklarasyonu alsak arada çok fark var. 2014'te Rusya sözü bile geçmeydi anda. Ama 2016'da anda apaçık Rusya agresör, Rusya işgal etti deyip yazıldı ve o zaman 70 memleket buna rey verdi. Şimdi Kırım platformasını geçince yani böyle bir sade düşünceler olmamalıdır deyip düşünüyorum. Memleketten Cumhurbaşkanı gelmesi, mesela parlamento başkanı gelse ya da milletvekiller gelse ya da ekspertler katılsa, bu endi bu memleketin bu işe kırgınlığı gösterir. Demek ki onlar bizle birlikteler. Elbette yüksek seviyede memleket böyle takdim edilse, gelse bu da önemlidir ve da yaxşı ama böyle primitif bir şekilde saymayız. Ama diğer taraftan bakışlar sözünüzü böldüm. Bakınız, platforma bu kapalı bir klub değil. Yani klubha katıldığında ondan sonra kimse kırdı degen bir şey yoktur. Kırım platforma hem devlet seviyesinde, hem parlamento seviyesinde, hem ekspertler seviyesinde açık olan bir meydandır. Şimdi bunu ilan ettiler. Ondan sonra memleketler ya da insanlar ya da teşkilatlar kim katılmak istese bu işe katılabilirler. Ama diğer taraftan malum olğanı ki bu demek bu Kırım deklarasyası kabul edilecek inaugurasyon sammitinden sonra ve onun altına çeşitli türlü demek memleketler imzasını koyması lazım. Misal olarak bir milletvekili gelse o aytır ki benim siyasi hakkım yoktur devlet adından bir imza koymağa, o sebepten sorayım bu seviyelik meselesini ya da bu gibi problem çıkmaz. Elbette haklısınız. Cumhurbaşkanı gelse, en yüksek seviyede katılgan heyet gelse bu da yaxşıdır. Onun da dışında ben sizge aytayım, dünya siyasette memleketin başında olan insanlar birbirine de bakarlar. Mesela bu işlerge başlaganda, çalışmaya başlaganda şöyle bir şey gördük. Yani Kırım platformaga geliniz deyip aytkanda bizge aytaydılar, başka kim gelecek, kim olacak?
Amerika katılacak mı? Avrupa'dan hangi ülkeler katılacak dep soraydılar. Elbette bu pek büyük bir faktör. Ama Kırım platformasına 35 ya da 40 memleket geldi. Başkaları gelmedi. Bunu başarısızlığı olarak saymak doğru değil dep düşünüyorum. Çünkü bu işler böyle bir başlangıç yapılır, bir adım atılır, temel. Ondan sonra bu işe katılgan başka da memleketler olur. Bunun da dışında bakınız, Ukrayna bu Kırım platformuna Rusya'ya da davet etti. Rusya'yı da davet etti. Geliniz Kırım'ı laf ettik dep. Yani Kırım'ı laf etmek, Kırım geleceğini herkesten laf etmeye hazırdır. Ve men bilesem bu prensip, bu içine koyulgan bir prensip, o doğru olgan bir şeydir. Çünkü biz şunu görüyoruz, biz işlerge başladık, hatta ve hatta 6 Ağustos'ta biz anda oturganda ekspertlerin arasında canlı yayın vardı Facebook'ta, diğer vasıtalarda. İnsanlar altına yazaydılar. Nasıl katılabiliriz sizge? Nasıl bağ kurmak mümkün? Nasıl iştirak etmek mümkün? Demek ki bu açık prensip, doğru koyulgan bir prensip. Ondan sonra diğer memleketler, başka memleketler isteyen, başka parlamentolar, heyetler, teşkilatlar, insanlar, ekspertler katılabilir. Мына bir sual da var sizin fikrinizden bu mesele etrafında öğrenmeye isterim. Elbette ki demek sivilizasyon mir dep, sivilizasyon dünya dep aytamız da onların kelimesi çok mühim ama da bir devlet var Çin. Sizin fikrinizce yani Çin'in Kırım platformasında iştirak etmesi ki biz bilemiz o Budapest memorandumuna közetici olarak koşulgan edi öz vaktinde. Ne kadar mühim gerek mi? Aslında bütün memleketlerin kelimesi mühimdir. Ben bu konuda böyle memleketlerini ayırt etmezdim gruplara. Güçlü, güçsüz ya da imkanları var, imkanları yok dep yapmazdım. Çin, tabii ki Çin'in pozisyonu mühimdir. Çünkü Çin bir ülke olarak son vakitlarda, son 20 yıl içerisinde dünya piyasasına, dünya meydanına çıkan bir ülkedir. Şimdi strateji bakımından ve resurs, kaynak tarafından çok güçlü olan bir memleket ve günden güne güçlenen bir memlekettir. Onun da dışında yani dediğiniz gibi Budapest memorandumuna doğrudan doğru alakası var ve bu işin içerisinde olmalıdır. Fakat 7 yıl içerisinde Birleşmiş Milletler'de araylarını, saylavlarını eğer göz önünde geçirsek biz Çin'in yani bu mesele biraz Çin'in bu meseleden biraz uzakta durganını görüyoruz. Ondan dolayı elbette kelimeleri pek mühimdir. Ben şimdi aslında bu 37 ülke dediniz hangi birleri gelecek tam listesi açıklanma çünkü saklanam. Bilemiz Cumhurbaşkanı seviyelerde en az 6 memleket katılacak. Onların arasında Baltika memleketleri, Polonya ve 2 tane daha vardı. Belki benim malumatlarım endi eskirdi çünkü bu Dışişleri Nazirliği bu malumatları ve saklamaya tırışa başkalarına baskı yapılmasın diye. Tabii ki Çin'in gelmesi ve Ukrayna'nın yanında yer alması mühim. Ama onun da dışında başka ülkelerinde böyle katılıp sesini çıkartıp Kırım konusunda rey vermesi ve bizge destek vermesi pek mühimdir. Gayna Hanım şunu da soracak edim. Siz ayttınız ki Tamir halklarının akları tıklenülüvü gruppasını teşkil ettiniz. Anda kres, anda çalışasınız. Bu gruppanın növbeteki vazifelerini nasıl belgiler ediniz? Yani nasıl yönelişte çalışmalı? Siz şahsen bu gruppanın işini nasıl görüyorsunuz? Ne yapmaya planlaştırasınız? Şimdi Gülsüm Hanım bu ekspertlerin arasında olan çalışmalar tamamen onların kendi inisiyatifine, kendi isteklerine, önde koyulgan gayelerge ve maksatlarga bağlıdır. Aytkan gibi bir yıl içerisinde bu ekspertlerin arasında öz çalışmalar yapılaydı ve son vakitlarda yani genç grupa dep aytabilirim da genç uslovna aytmağa mümkün son vakitlarda böyle kökenli halkların haklarını teklengen bir grupa kuruldu. Demek ki bu fikir etrafında başında olan insanlar yani başında olan derken bu fikrini ortaya koygan ve böyle gerçekleştirmeye tırışkan insanlardan bahsettim.
ve bu insanların arasında uzun da göreyim. Fikrimiz şöyleydi. Bu mesele etrafında mümkün olduğu kadarıyla çok insanlarını toplamak. Biz kimseye yok aytmadık, herkesini davet ettik. Mühim olanı bu insanların arasında hem tecrübe kazangan, böyle yaşları ilerlemiş insanlar var, hem de genç arkadaşlarımız var. Onların da bazı aktiviteleri, böyle faaliyetleri vardı bu konusunda. Esas maksadım kökenli halkların tiklenip, onların gelişmesine, onların hakların saklanmasına, onların din, dil, örf, adet, kültür meseleye kol tutup bütün bunlarını şimdiki vaziyette bir Kırım'ın deokupasya instrümenti olarak kullanmak. Çünkü Ukrayna'nın içerisinde eğer biz güçlenip bunu doğru kullansak, ondan sonra da bu mesele dışarıya, dünya piyasaya taşımak mümkün deyip düşünüyorduk. Fikrimiz böyleydi. Ondan dolayı biz bunu ayırdık. Aslında anda gruplarga baksanız eğer 7 grup, onlar birbirine pek yakın. Ve bazen bakarsın ki bir grubun içinde bakılan meseleler başka grubun içinde de bakılan. Mesela humanitarная politika и культурная спадщина. Onların arasında çok böyle ortak meseleler var. Ya da humanitarная politika ve kökenli halklar grubu. Çok ortak meseleler var. Ama ayrı tutmak ve bu yoldan gitmek bizim için mühimdi. Ondan dolayı biz bunu yaptık ve takdim ettik. Ve kimse de yok demedi. Zaten pek böyle memnuniyetle ve saygıyla karşıladılar. Onun da dışında sizge aytayım. Bu grubun içerisinde diğer kökenli halkların temsilcilerini de bekliyoruz. Onlarla birlikte hareket yapsak daha yaxşı ve daha faydalı olur deyip düşünüyoruz. Şimdi tahminen ne kadar insan indi koşulmağa istedi? Şimdi grubun içerisinde tabii ki aktif olan, aktif olmayan insanlar var. Grup kuruldu. Şimdi 27 kişi var bu grubun içinde. Herkesge açıkmız. Bazıları bu son vakitlarda bir ay içerisinde yapılgan bir grup, ekspertlerin grubu. Pek aktif olan arkadaşlar var, aktif olmayan arkadaşlar. Bu zaten normal bir şey. Bu işlerde normal olan bir iş. Ama mühim olanı, yani ortaya bir netice koyduk. Anda 23 Ağustos'ta summitte, açılışta pek böyle ayrı bir açılış olacak. Bilirsiniz Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı açacak, konuşacak. Ondan sonra parlamento başkanı, ondan sonra başbakan laf edecek. Ondan sonra parlamento başkanı ve diğer heyetten gelgen yüksek seviyede olan devlet adamları laf edecekler. Dışarıdan gelgen. Ondan sonra en son ekspert bu sistemasını temsil etken adam laf edecek. Yani bu birinci konuşmada, birinci çıkışta. Ve o adam ekspert sistemasını temsil edip bizim yaptığımız işlerimizi anlatacak ve her bir grubu hakkında kısa malumat verecek. Bu pek mühimdir. Ya bu temsilcinin kim olduğunu endi belli mi ya da yok? Endi belli ama isterseniz biraz şey kalsın, sır kalsın, sürpriz kalsın. Çünkü 6 Ağustos'ta endi kameralar kapangan son biz öz aramızda kaldık ve saylav yapıldı. Böyle umumlu saylav. Çünkü zaten belliydi kim olacak ama herkes buna razı oldu. İnsan çıkıp laf edecek ve ekspert sistemasını, ekspertная mreža onu takdim edecek. Ama siz bu kararla razısınız ve fikrinizce bu gayet doğru, güzel figür olacak. Bu insanın mı? Umumi olarak biz itiraz etmedik bunu. Anladım. Zaten pek büyük tartışmalar çıkmadı bu konuda. Ben sizge aytayım. Anlaşıldı. Bakıp göreceğimiz. Herhalde sağ olunuz malumatını paylaştığınız için. Gayna Hanım, daha bir mesele var. Tunevin çok laf edip olamadık bu mesele etrafında. Siz Milli Meclis reisimiz ve daha bir Milli Meclis azamız Rizağa Şevkiyev geçenleri Tunevin Ukrayna Medeniyet Naziri ile böyle bir konuşup gerçekleştirdiniz. Men kenedi daha bir kere bu mesele etrafında birkaç suallerim peyda oldu. Onların da sormağa isterdim. Buna hangi bir yönelişlerde işbirlik meselesi etrafında sözler yürüsetildi?
Sağ olunuz Gülsüm Hanım. Hakikaten böyle yakşı bir konuşup aldık. Pek verimli. Bayağı biz oturduk. 2 saat sıkı çalıştık. Şimdi tanıyorum biz meclis temsilcileri olarak Reis Rifat Çubarov ve iki azamen ve Riza Şevkiyev, Ukrayna Kültür ve İnformasyon Politikası Alexander Tkachenko ve Ukrayna'da etnopolitik siyaseti ve din serbestliği bölüğü başının Olena Bogdan'ın konuştuk. Esas konuşma noktamız şöyleydi. Malum olduğu gibi Ukrayna'da kökenli halklar kanunu kabul edildi ve bu kanun böyle geniş, ramkavi, yani esas prensiplerini ve esas devletin bu meseleye davranışını göstergen bir kanundur. Şimdi bu kanunu gerçekleştirmek gerek, icra kısmına geçmek gerek ve anda kanunda 8. madde var, statya 8. Nasıl bir şekilde devlet kökenli halkların temsilci organlarının çalışacak ve bu mekanizm nasıl olacak? Esas yol Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ukrayna Bakanlar Nazirliği bu çalışma, bu işbirliği hakkında karar çıkarttı ve bu kararını nasıl yapacağımız de biz böyle ilk adımını attık ve ilk toplantı gerçekleştirdik. Ukrayna Kültür ve İnformasyon Naziri başında olup ondan sonra ayrıldı ama biz böyle bu konuda çalıştık. Ya Tunev'in bir de Tamır Halklar Halkara Kunu kaydetildi. Bunun ile bağlanan bir tedbirlerde iştirak ettiniz ve ne kadar semireli geçti bu konu? Dün çok böyle faal bir gündü çünkü sabahtan beri Melitopol'da konferansiya oldu. Ondan sonra bakanın ve bu bölüğü başının kovraşığı, ondan sonra Kırım Resurs Merkezi tarafından yapılgan bir video konferansiya geçti ve gün sonunda bir film takdim edildi ve anda böyle filmin arifesinde filmden önce konuşmalar yapıldı. Umumi olarak bu meseleye bakıldı. Ben 4 tedbirden 2'ye katıldım. Çünkü onun dışında gün devamında da medyalarda bağlantıdaydım. Açıkçası hepsi bağlantılar tek kökenli halklar meselesine bağlı değildi. Birkaç tanesi Türkiye'nin bağlıydı ve Afsuski Aydıntaş ölümünün bağlı olan görüşmeler oldu. Ama ben bilesem böyle birinci nöbette bu kadar tedbirlerin bir konuya getirilmesi pek yaxşıdır. İkinci, yani artık kanun var. Artık kanuni bir yoldan gidemiz ve bu kanunu bir an önce icraya çevirip en yakın işlerge bakmalıyız. Hatta ve hatta bütçe meselesi, işbirliği meselesi, tedbirler meselesi ona geçmeliyiz deyip sayamam. Çünkü temel vardır. Endi icra kısmına geçmek gerek. Ya sizince bütçe meselesi endi bu kurs belgelenebilir mi? Növbetteki sene endi bu mesele etrafında mali destek temsili organı alması için. Şimdi ben bu meseleyi pek fazla açıklap bulamıyorum ama aytkanım gibi bu biraz bir taraftan bizge bağlı, diğer taraftan olgan şaraitlerge bağlı. Yani en azı şöyle aytayım, uzatmamak gerek. Çünkü bu kanun bilesiniz mi, o bizge bazı haklarını veriyor ve temelini kurar. Ondan sonra bu tür işler, bu tür çalışmalar bizge bağlıdır. Benim bilginime göre diğer de kökenli halkların temsilcileri, en azından Karayimler, onlar da böyle aktif bir şekilde faaliyetlerge başladılar. Onların da bazı düşünceleri, talapları var ve bu pek yaxşı bir şey. Bizge kelgende zaten bizim temsil organımız var ve böyle ortada olan ciddi meseleler var ve biz ne kadar aktif olsak, ne kadar sıkı çalışsak o kadar yaxşı olur deyip düşünüyorum. Gayna Hanım ve son olarak şunu da sormağa isterim sizden mına. Ersene Halkara Tamır Halklar Kunu kaydetile ve biz Kırım Tatar Tamır halkı olarak bugün bizim yani halkımızın o günde nasıl bir öncelik var saklanılıf meselesi etrafında prioritetlerini belgileyecek olsak saklanılıf meselesinde sizin fikrinizce en esas neden başlamalı, neni kurtarmalı, neden çalışmalı?
Siz değilsiniz yani manevi tarafından böyle... Evet, yani halk tarafından, umumen geleceğimiz, akıbetimiz tarafından, saklanılır meselesi tarafından. Bu bilirsiniz mi Gülsüm Hanım, çok ciddi aslında ve çok böyle felsefi bir sualdir. Çünkü malum olduğu gibi sürgünden son bizim esas amacımız hayatta kalmak ve Kırım'a kaytmaktı. O zaman da peyda olan milli hareket zaten bu fikirden meydana geldi ve istekler, böyle aktiviteler, protestolar bunun bağlıydı. 1980 yılların sonunda Kırım'a kayttık ve esas meselemiz hem hakların teklenmesi hem bizim Ukrayna içerisinde devletçiliğimiz teklenmesiydi. Devletçilik değil de böyle özerklik yani autonomiyasının kurulmasıydı. Elbette orada da 23 yıl içerisinde çeşitli vaziyetler vardı. Birinci növbette birinci yıllarda bu Kırım'da olmak, böyle sosyal meselelerge bakmak, evlerini kurmak, işlerini tapmaktı. Ondan sonra Allah'tan insanlar tekrar ayağa kalktılar, durdular. Ondan sonra başka meseleler de böyle daha çok peyda oldu. Şimdi işgalden son 2014 senesinden son biz şöyle bunu görüyoruz. Zaten 6 Ağustos'ta biz böyle dedik. Esas mesele Kırım Tatar halkların korunması, onların milli maddi ve manevi değerliklerin korunmasıdır. Yani kültürün, mirasın, dil, adetler ama maalesef işgal içerisinde başka da problem peyda olan. Bu tamamen Kırım Tatar halkının hayatta kalması ve saklanmasıdır. Yani çünkü şimdiki olan şarayetler, şimdiki olan vazifeler bu mesele pek ciddi koya. Yani insanların vatanda yaşaması, serbest güvenlik içerisinde böyle bir normal şarayetlerin içerisinde bu çok mühim olan bir şeydir. Ve son vakitlarda olan vakalar, ben işgalden bahsettim. Bu mesele ortaya koyuyor. Ondan dolayı iki mesele. Kırım Tatar halkının kalması, ayakta kalması, kendi öz vatanda yaşaması. İkinci, Kırım Tatar mirasının, maddi ve manevi mirasının saklanmasıdır. Yani biz böyle bunu şimdilik görüyoruz ve yine de aytam Kırım Tatarların Kırım'da kalması, yaşaması pek mühimdir. Büyük teşekkürler Gayna Hanım bizle bağlanıp sorularımızga cevap verip kıymetli fikirlerinizni ifade ettiğiniz için. Teşekkürler. Milli Meclis azası Gayna Yüksel bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, ne yazık ki bugünkü bölüklerini endi yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız aman 4 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam ediyor. Muhabirlerimiz sonki aktual haberlerini siz için hazırladı. Seyretiniz, sonra bu studiyada Prime programması olacaktır. Yarın Allah kısmet etse görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa.
Эшет Кырымымның дүлберлігіні. Құшлар ерлап, азбарыңдан учса. Эшет, бұ қырларым көктен yüksek. Құры өзенімнің қоқыларына. Гүллер ача, піші тазе отмек. Туз қоқысы, деңіз далғалары. Эшет, насыл юзым sıcak yerden öse. Ozen suvu aqa, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Ишгалчылар үч айдан бері рус көветчілерінің полис тарамалары вақтында атып өлдірілген Набир Рахимовның жесетіні бермей. Ахмеджетінің Ишгалчылар махкемесі Сахиба Бурханованың ақайынан жесетіні бермеге рет еткен рус силалы көветчілерінің әрекетіне қаршы берілген шикаетіні қанатлендірмеді. Жесетіні үч ай девамында махкеменің тибби экспертінің бюросында тұталар. Адвокатлар Ишгалчыларының операциясы вақтында санкедерсін қаршылық көстергені үшін атып өлдірілген Набир Рахимовның жесетіні дефін етмек үшін бермеге талап еті. Рус көветчілері есе Рахимовнан террорист оларақ сайылғанындан себеп оның жесетіні бермеге рет еті. Фақат имай тарафынан сөздеріне көре тараманың терроризмге қаршы статусы yok еді. Следователь ссылался на то, что следствие еще не окончено, но в своем ответе он не указывал об этом. Он уже принял решение о невыдаче. Окончено, не окончено следствие, он однозначно ответил: мы не выдадим труп. Система, суд явно прикрывает следствие, это вот эта заинтересованность, это видно невооруженным взглядом. Все это потому, что при очевидных моих доводах, законах, суд отказал, не мотивируя никак. Просто из материалов не видно каких-либо нарушений, и все. Рахимовлар қорантасынан танышлары оны өлдірместен эвел азапларға чектірілгенні гізлемек үшін жесетіні бермейлерді. Это, скорее всего, они хотят скрыть признаки следствия насилия тела убитого Аюпа Рахимова, потому что его они пытали, говорили, что застрелили, что-то не видно. По фотокарточкам видно, что его очень сильно пытали. Скрыть свои преступления, они не хотят выдавать тело. Они скрывают преступления, не хотят показывать свои злодеяния. И убили, и сами же его обвиняют в несодеянном. Ишгал етілген Қырымда Украина ортодокс кілсесінің тақып етілмесі себебінден санкциялар көрсетілежек. Реинтеграция назирлігі ярмадада Украина ортодокс кілсесінің зұлым етілмесіне алақасы олғанларға қаршы санкциялар азырлады. Реинтеграция меселелері бойынша назирінің муавины Игорь Яременко ишгалчылар Украина ортодокс кілсесінің Қырым жемиетінің мал мүлкіні чекіп алып, кілсеге қатнағанларға низбеттен зорбалықнен әрекет еткені ве айынлеріні ясақлағанны білдірді. Кеченлері ишгалчылар Қарасубазар районынан Арғын койынды ерлешкен Украина ортодокс кілсесі Қырым епархиясынан ибадетханесіне сұрып кірді. Селялы инсанлар архимандрит Дамианны саба айынны тоқтатмаға мечбур етті, чүнки бұ айын рус қанунларына уймаған деп протокол язды. Қырым прокуратурасы дене мерасимлеріні кечірмеге кедер еткені үшін дава ачқан. Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження буде надана відповідна правова оцінка зазначеним діям представників окупаційної влади.
Киевдеки Америка Бірлескен Devletlerinin elçiligi Ukraina ортодокс кілсесінің Қырым диндарларына қол тұтып işgalciler insanlarga ibadetler keçirmege keder etmesin деп Қырым Украинаның парчасы olğanını hatırlattılar. Rusiya Qara ve Azaq denizlerde gemilerinin serbest yuruşunu blok etmege devam etip işgal etilgen Qırım'dan askerileştirilmesini tezleştire. Birleşken Milletlerinin Tehlikesizlik Şurasının oturuşunda Ukraina vekilleri Rusiya'nın gemilerinin serbest yuruşunu sınırlamamağa çağırdı. Ukraina Rusiya'nın oktyabrdan sonuna kadar Kereci Boğazı yönelişinde harbi talimler geçirilmesi sebebinden Qara denizinin bir kısmını kapatkanını hatırlattı. Bu ise gemilerinin serbest yuruş prinsipini bozmaktadır. Bunun beraber Ukraina vekilleri işgalciler özek silahını taşı bilgen harbi gemilerinin sayısını arttırganını kaydetti. Qırım platformasına da bir memleket qoşuldu. Ukraina Dış İşler Naziri Dmitro Kuleba da bir Avropa memleketi avgustun 23'inde keçirilecek Qırım platforması sammitine qoşulmağa hazır olğanını bildirdi. Qırım platforması iştirakçıları ortak anlaşmalar ve Qırım yarımadası işgalcilerden azat etilmesi hakkında beyannamelerini imzalamak için toplaşacak. Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка платформи продовжує рости, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн. Qırım platforması Amerika Birleşken Devletleri, Avropa Birliği, Buyuk Britaniya, Kanada ve Rusiyanın Qırımna ilhaq etmeyin tılığını tanımagan başka memleketlerge sanksiya siyasetlerinin koordinatsiyası için pek mühim olabilir. Bunu Центр журналистских расследований haber agentligine Ukraynadaki Amerika Birleşken Devletleri'nin meselelerinden vaqtınca mesul olğan George Kent bildirdi. O böyle koordinatsiya Rusiyanın Ukraynaga qarşı hareketleri için mesuliyetlikке çeke bilgen daha semireli sanksiya siyasetini kurmağa yardım eteceğinde emindir. Söz işgal etilgen yarımadada Ukraynalılarının mal mülkünü hırsızlagan Rus iş adamları ve memurlarının mesuliyetlikке çekilmesi hakkında yürütülü. Buna beraber Kent ABD hakimiyeti, Ukrayna hükümeti ve gраждан cemiyetinin yangi Qırım sanksiyaları kirsetilmesi hakkında malumatını bakacağını kaydetti. Проведення першої зустрічі Кримської платформи високого рівня – це лише перший крок. Обговорення цього питання має бути постійним. Воно має залучати не лише уряди. Дуже важливо для України, щоб це питання утримувалось у світовому фокусі. А в його обговоренні брали участь громадянське суспільство, експерти та науковці. Це також критично важливе завдання для друзів України. Rusiya Qırımda özek silahını yerleştirmege hazırlana. Bunu işgal etilgen territoriyalar reintegrasiyası meseleleri boyunca Nazir Alexey Reznikov Amerika Birleşken Devletleri'ne Jamestown Foundation adlı Amerika fondunun yol başçısı Glenn Goward'ın koruşu vaxtında bildirdi. Nazir'nin sözlerine göre Rusiya Azaq denizini öz nezaretine alıp Qara denizini butunlay harbileştirdi. Bunun beraber Reznikov işgalciler yarımadada özek silahını yerleştirmege hazırlanganını aytdı. Nazir tamam Qırım yarımadasının Rusiya Yakın Şarkı ve Afrika'da harbi operatsiyalarını keçirgeni ve Balkanlarga tesir etkenini kaydetti. Reznikov'ның fikrine göre Rusiyaga qarşı yangi sanksiyalarni kirsetmek ve Ukraynaga tehlikesizligini Amerika harbiy bölüklerinin yerleştirilmesi vasıtasıyla kefalet etmek mümkün. İşgalciler Şarkı Cebe'nin 6 meskun yeri yanında ateş açkan Южная, Широкино, Новолуганская, Попасная, Катериновка, Новоташковская ve Новомихайловка kasabaları yanında çeşit granata atıcı sistemaları, büyük kalibrlı kurşun atıcı tertibatları ve kurşun atkan silahın ateş açılgan. Lakin Birleşken Kuvvetler operasyasının harbileri işgalcilerge karşılık göstergen. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin işgal etilgen territoriyalarında Rus topçuları talimler keçire. Bunu Ukrayna istihbaratında bildiriler. Talimler Moskva komandalığı tarafından kontrol edilmekte.
Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання 1-го та 2-го армійських корпусів. Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії. Водночас у з'єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів із проведенням практичних стрільб. Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з'єднань та частин до проведення зборів із резервістами. Жасусларға қаршы истихбаратчылар Украина телекөстілік қызметінен забитіні патлатмаға істеген ве бутын Украина бойынша терактлар кечірмеге планлаштырған сөзді ЛНР арбийны тұтты. Украина телекөстілік қызметі жебе янындаки территорияда украинлеріні Рус истихбаратына желп еткен инсанны тұтқан. Бұл 27 yaşında olған Северодонецк сакины. O 2018 senesi işgalcilerinin махсус қызметіне çalışı başlagan. 2018 senesi kuzde tutulgan erkek ЛНР pasportunu alıp, bir yıldan sonra Rusiya gраждан oldu. Moskva kuratorunun emrinen cinayetçi Ukraina Tehlükesizlik Hizmeti xadimlerinin yakınlarına Rus istihbaratına şantaj ve ruhiyat baskısı vasıtasымен jelp etdi. Bunu yapmağa istemegenlerini onlarının soy-soplarına zarar getirmekten korkutkan. Ukraina Tehlükesizlik Hizmeti'nin ses yazısına göre işgalciler Ukraina махсус хизметінің içki malumatını maaş için almağa istegen. Чем информация выше и лучше, тем сумма будет больше. Вообще это будет в районе 30 тысяч рублей ежемесячно. На карту мы скинули, в этом нет проблемы никакой. А если информация будет какая-то интересная, тут уже будет другой вопрос рассматриваться. И потом же вы не забывайте, что я обещал после того, как вы приедете. Это однозначно трудоустройство, помощь. Даже если на крайняк можно и в контору, если человек захочет. Если нет, то масса чего можем предложить, и с хорошими зарплатами. Но это, опять же, по меркам республики. 29 липня він організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів виявити. Наразі тривають заходи із визначення інших можливих агентів сепаратистської розвідки. Заходи із викриття зловмисників проводилися Головним управлінням внутрішньої безпеки та Департаментом контррозвідки СБУ. Işgal etilgen Ahmedjet merkezinde 19 asırga ait olgan tarihi bina eşilgen. Hiç kimse zarar görmedi, lakin Pushkin soqağındaki Yaramadanın en kadimi medeni müessesesi Qrim Filarmoniyası qismanen zarar görgen. Sabah saat 9'da Filarmoniya azbarına divarının küçük parçası eşildi, lakin birazdan iki katlı binanın divarı butunlay yıkılgan. Yerli sakinler evvelleri anda tamir işleri keçirilgenini kaydetti. Ama bir ay devamında obyektde işçilerini görmediler. Evvel bildirilgenine göre tamir vaqtında Filarmoniyanın taşıyıcı divarı bozulgan edi. Binaga kirishni birden kapatgan ediler. Казахстандагы Мангистау ярымадасында яшаган атлар ачлык ве сусузлуктан өле. Пекси жакаба себебинден олар отлаган ерлер янган, чокырыклар өсе курган. Атларынын жеседи ве нашлары чөл боюнча дагылган. Юзлерже туарже насыл яшайжакларыны билмейлер. Фермачылар такатсызлыктан йыкылган атларны еплер вастасынан көтермеге тырыша. Якщо не підвісити, вона падає, не стоїть на ногах. Сабық чобан Габидалла 20 yılga yakın çiftçilikten uğraşa. Onun 20 atı olgen, kalgan 150 at açlık sebebinden birazdan öle bile. У нас 3 роки була посуха. Трава погано росла, але все ж не так, як у цьому році. Зараз залишилося тільки те, що ми називаємо чорною травою. Казахстан hakimiyeti Иван yemeklerini ihraç etmege yasak etip, komşu memleketlerden suv sorады. Mangistau vilayeti çiftçilerine arpa teslim etilse de, atlar episi bir açlık çeki. Yem fiyatları artkanından sebep yemge sılatılgan karton koşalar. Ama atlarını içirmek için suv bir yetişmey. Якби влада відправляла до нас машину води кожен день, або хоча б раз на 2-3 дні, то я би зміг врятувати тварин. Регионда бинге якын ат, сығыр ве қой өлгені білдіріле. Экологларының фікіріне көре, Ярымада Хазар деңізі да сайлағанынан себеп құруған. Поступово вода піднімається, але не доходить до колишнього рівня. Таким чином, Каспій поступово знижується.
Мангистау ярмадасында атлар ве девелеріні асырама ананевизиянат. Ат еті ве бие суты қазақларының esas азық маллары. Бұтын кой хожалығы хава катаклизмлері себебінден телекеге оғрай біле. Бразилияда дөньяның ең бұйық батақлары яна. 2 күн ішінде атеш Пакони регионындаки 1000-ден зияде гектар територияны қаплап алды. Болота сильно страждають від пожеж. У минулому році було навіть ще гірше. Через це ця природна зона у великій небезпеці. Амазония экология araştırmalar институты алимлерінің сөздеріне көре иклим деңішмелері себебінден янгынлармен күрешмеге да қиындыр. Алимлер қайдеткеніне көре 20-30 ел девамында Бразилияда ауа райы да 4-5 градусқа көтеріле біле. Амазонияда янгынлар өз-өзінден сирек алевлене біле. Чоқы салаларда янгынлар башланмасына инсан себепчі ола. Меселі орманларының қанунсыз кесілмесінден sonra ерлеріні отлаққа чевермек үшін махсус яқып чықалар. Атеш ананеви зираатчылықта да қолланыла. Құрғақлы қолғаны вақыт атешні контроль алтында тұтмаға мүмкін дегел. Июль айында Бразилия президенті Жаир Болсонару 4 айға ачық авада атешні яқмаға ясақлады. Бұнен бәрібер о арбилеріні регионны атештен ве орманның yok етілмесінден қоршаламаға юллаған. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время самых интересных тем и интересных гостей. Гостя, который сегодня в студии, я не видел больше года, а может быть даже и 2. Это большое упущение, потому что это человек невероятный интеллектуал, человек, который, на мой взгляд, знает, помнит все, и с которым можно сидеть, молчать и просто слушать, что он говорит. И, наверное, вы все его знаете. Вот, но я и представлю. Дмитрий Чекалкин. Салям алейкум. Ассаляму алейкум. Вот так. Рахматуллаху баракату. Ну, на самом деле, знаешь, в последнее время уже какие-то проявления вот этой стеклореза, или как его, склероза. Великие вехи забываешь, как говорил старик. Как его правильно? Остап Ибрагимович Бендер-Задунайский. Да, Бендербей-Задунайский, турецко поданный. Есть у меня соблазн такой, конечно, сказать: дорогой Дмитрий, так давно мы не виделись, истории, я знаю, у вас выше крыши. Можно просто, как на концерте, присутствовать, но все-таки я телеведущий, должен какие-то вопросы задавать. И вопросы, мне интересно ваши самоощущения сейчас. Вот время такое, что, знаете, кто куда, кто в лес, кто по дрова, кто говорит, все пропало, кто говорит, все прекрасно, кто говорит, там, завтра война, кто говорит, завтра мир, кто говорит, ну, в общем, простому человеку, зрителю, особенно человеку на оккупированной территории, ну, как-то разобраться в этом сложно все. Вы человек опытный, вы же еще, к тому же прочему, с военным образованием, так? Кадровый офицер. Да, кадровый офицер, да, и языков много знаете, все такое прочее. Интересна ваша картина мира в Украине и снаружи. Небольшая ремарка. Самое первое свое образование я получал вот именно здесь, вот буквально в этом квартале, поскольку я был по первому образованию здесь вот за забором, там недалеко от вас, учебно-производственный комбинат, где мы получали в школе. Помнишь, были у нас такие... Я фрезеровщиком был. А я был водителем-автомехаником. И я здесь разбирал моторы, тут вот, недалеко осваивал навыки вождения на Волге. Так что первая специальность... На какой Волге? На 21-й? 21-й, да. Вспоминаю, как... На руле, не вот так. У нее на руле переключатель. Не, вот, значит, это значит модель уже более поздняя была. Уже поздняя модель. У меня была эта ручка, да, которая... А может и это я путаю уже, потому что я потом еще в Москве учился на газике. Может, там на газике у меня была такая ручка, которая трещала, вот так я помню. У меня было 2 прав, я козырял тем, что, знаешь, первые права я спрятал. Но в Москве было тяжелее по этим, конечно.
проспектом водить газик, чем здесь Волгу. Но если говорить о мироощущении, мы же сами на самом деле кузнецы своего счастья, да, каждый кузнец своего оргазма, да, как говорил. Или маразма. Знакомый, да, или маразма. Поэтому надо с утра уметь настроить себя на позитивные вибрации. Есть самая популярная еврейская песня «Гава Нагила», которая переводится как «Давайте веселиться». Так вот, припев этой самой популярной еврейской песни начинается словами «Уруахим белев самеах». «Просыпайтесь, братья, с радостным сердцем». Поэтому надо всегда находить повод улыбнуться, поблагодарить Всевышнего. Есть такой предмет в Гарварде, который уже там более 10 лет собирает рекордное количество студентов, записавшихся на его изучение, и ни одна аудитория гарвардская не вмещает всех желающих. Да, Знаешь, что это за предмет? Не знаю. Короткое название у него гедоника, полное название Scientific Pursuit of Happiness, то есть наука о стремлении к счастью. Преподает израильский профессор Таль бен Шахар, имя такое очень поэтическое, «Капля предрассветной росы», буквально переводится с иврита. Да, так вот он советует по его принципу, одному из его принципов, да, этой теории счастья, не тот благодарен, кто счастлив, а счастлив тот, кто благодарен. То есть помнишь у одного нобелевского лауреата, пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь Интересно, благодарность. а я вообще раньше думал, и обвинял даже некоторых дам в том, что они верят вот в эти лекции про то, как стать успешной, счастливой, там вот это все. А оказывается, это в Гарварде такое преподают? В Гарварде, ну, нельзя сейчас, смотри, там десятки стран существует уже Министерство счастья. Кстати, да. Чуть не Финляндия, по-моему, В ближайшая. Финляндии, в Дании, во всех скандинавских странах. Да, потому что... И надо изучить опыт. Ну, исключаем наркотики, алкоголь. Чем они занимаются? Какие еще есть источники счастья? Так вот в том-то и дело, что у него как бы вот формулы, они, в принципе, достаточно тривиальные, да, что счастье с трудом найти можно внутри себя и невозможно где-либо еще. Да? Что счастье — это не покоренная вершина, а наполненный ожиданиями путь к ней. Что мера человеческого счастья в силе любви к жизни. То есть, в принципе, такие постулаты общие. А чем нет? Ну, все-таки общее, но, наверное, есть какое-то особое украинское счастье. Вот никогда не формулировали для себя вот философски, что это такое? Ну, наверное, все-таки мы нация хлеборобов, вот своя земля, свое защищали свободу, землю, казацкие вот такие принципы, да, казак не без доли. Краюха хліба та світлого вільного неба. Там есть такие прислів'я і приказки, да, про то, что козаку вперше потрібна воля, да, и краюха хліба. Ну, вот, наверное... Это, кстати, совершеннейшая противоположность той ментальности страны, где я жил, где главное кому-нибудь набить морду, что-нибудь украсть, напиться и забыться. Украл, выпил в тюрьму, это вообще просто... Кто придумал эту фразу в кино, это абсолютно гениально. Человек знал, что говорит. Я же в той стране прожил тоже лет 9, 10 лет почти. Я 43. Прожил, да. Поэтому для меня... Я сильнее пострадал ментально. И меня это всегда тоже, помню, первый свой приезд в Москву, еще 15-летним там к тетке приехал в гости, и я выхожу на Киевском вокзале, сейчас помню, такой был желтый чемоданчик, помнишь, как в фильме эти, про желтый чемоданчик? Я подхожу к этому турникету в станции метро на Киевском вокзале, и по привычке, знаешь, как в Киеве здесь, озираюсь, смотрю, за мной идет какая-то пожилая бабушка, я так дверь приоткрываю ей, но этот чемодан немножко ей мешает. Она этот чемодан ногой, и меня в плечо, что стал-то? Пошел, что стал? Такая реакция для меня. Потом слышу мат. Сейчас, к сожалению, в Киеве мат на улице — это абсолютно тривиальные вещи. Да, да, ну нет. Ну я вот живу 6 лет в Киеве, мат слышал пару раз. Ну правда, серьезно. Ну молодежь, к сожалению, перенимает вот это. Но все равно это не так, как там. Там это в порядке вещей. И, кстати, да, я собираю. У меня есть такой дневник наблюдений за кацапским миром. И не первая, кстати, история про вокзал. Уже я слышал про вокзал, историю, где если в Украине кто-то сталкивается, там что-то падает, люди смеются, помогают друг другу поднять. А если там кто-то в кого-то, да, то сразу, да. Одна из моих задач, таких личностных, показать то, насколько уродлива их мораль, насколько они отличаются сильно от нас, несмотря на внешние, из толпы ты вроде как и не отличишь. Но начинаешь приглядываться и понимаешь, что есть какие-то маркеры, какие-то вот такие устойчивые. Почему Украина не Россия? Ну вот второй пример у меня тоже, вот буквально, это уже я поступил в институт уже, на филях жила моя еще одна тетка. И я ездил
утром на автобусе, и помню, морозное такое утро. Она только переселилась в этот новый дом, и там две соседки стоят рядом со мной на остановке. Одна другой говорит: Прокофьевна, ты первая сдохнешь. У тебя 8-й этаж, до тебя не доходит ни хера горячая вода, там у тебя ничего, отопления не будет работать. А та говорит: это ты первая кочуришься, а у тебя северная сторона, у тебя вообще не будет света, ты будешь... Я такой, знаешь, что такое? Это в порядке вещей, вот они так обменялись. Щебетание старушек у подъезда, да. Добрый, то есть настолько контрастно. Я вырос на Десне, зачарована Десна, люблю очень строки там, с детства цитирую Довженка, как раз в тех местах прошло все мое детство. Благословенна будь моя незаймна дівиця Десно. К нам каждое утром приходила после утренней дойки Горпына, баба Горпына такая, и она приносила такой бидончик, несколько бидончиков молока, там, или на телеге они приезжали, в общем, ну, все соседи приходили к моей бабушке, и бабушка там разливала, и она сидела, и вот для меня вот эти разговоры украинских бабушек и московских такой контраст, потому что здесь было все в основном такое шутливое, все веселое, знаешь, она... Мягкое такое. Да, мягкая, она сидела, я помню, врезалась в память, потому что бабушка была хлебосольная такая, она все время, почему к бабушке приходила, там, ну, на наш двор раздавать там это молоко, і вона так сидить: ой, Макарівна, так гарно у вас, але щось так чавить у грудях, налийте 100 грам. Она воспряла духом после этого, начала какие-то там рассказывать истории, то есть вот смешные, то есть что-то такое веселое, легкое, то есть, ну, никакой вот, ненависти в этом общении насчет не было. Вот этих российских приколов, вот это же умри ты сегодня, а я завтра, да? Это абсолютно какие-то зэковские вещи, и рабские, и крепостные, да? То есть нет будущего, есть вот только настоящее, укради или тебя, там, ну вот это все какие-то вещи из какого-то дикого, вообще даже не средневековья, откуда-то оттуда. Каким образом, с помощью каких скреп и каких цепей логических вот эта пещерная абсолютно мораль переползла в 21 век с компьютерами, с телевидением, с сетями, с дорогами. Вот они живут с виду, так посмотришь на Москву, да, она вся светится, кругом театры через каждый там, все витрины, люди ходят одеты, не в шкурах там, а в голове вот это. Вот я хочу узнать вашу думку. Ну, во-первых, все-таки Генофонд очень сильно поиздержался в пути, да, как у Губермана. Мы более или менее калеками из полной темноты вошли в потемки, а в полном смысле человеком станут лишь далекие потомки. Да? Потому что тоже люблю цитировать строки такой Игорь Кахановский, который есть одноклассником такой, был у Высоцкого. И Высоцкий начинал свою карьеру певца, исполняя его именно строки поэтические. Да? Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом в ряды бессмысленно убитых добавят миллионы немолчащих. Среди последних сплошь интеллигенты, поборники достоинства и чести, ненужные в работе инструменты для механизма поголовной лести. В подручных, поощряя бесталанность, воспитывала власть себе подобных. В Средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных, нерадивых, молчаливых, готовых прославлять вождем бездарность, изображать немыслимо счастливых, по праву получивших легендарность. Держава, обессиленная в муках, еще не знала о проклятии сущем, не знала, что количество убитых откликнется и качеством живущих. То есть профессор Преображенский, к сожалению, же не дал... Количество убитых откликнется и качеством живущих. Не дал же потомства, а вот Швондеры и Шариковы, к сожалению, размножились. Да, поэтому погибали же, я вот даже на примере своей семьи, да, вот, выживали. Репрессированная, да? Да, у меня бабушка, такая страшная судьба, у нее как раз, которую я рассказывал, хлебосольная, да, она была 13-м ребенком своего отца. Один из 13, вернее, была 11-м, просто потом умерли еще в младенчестве после нее. Так вот, когда пришли красные, ну вот в эти годы, когда менялась власть, то практически все ее старшие братья и сестры стали как коммунистами и оправдывали репрессии, которым подвергли их отца.
Он был там успешным, в этом маленький городок, маленький Воронеж, это станция Терещенковская здесь, где Терещенковские сахарные заводы, такая процветающий был городок, такой очень успешный. И он на центральной улице, у него был красивый дом, он был самым модным там сапожником, и у него там 3-4 подмастерья работали в мастерской. И его дом понравился, поскольку бабушка всегда ухаживала, там все усажено цветами было. И решили под этот ревком там экспроприировать, объявили его экспроприатором, и выгнали его из этого дома. И самое страшное, что все его дети, которые там, некоторые погибли еще там в японской войне, старший брат, там, в Первой мировой, но те, кто остались живы, они как бы оправдывали, да, вот эти действия. И он с самого младшего своего сына, дядю Колю, с которым бабушка потом уехала из этого городка, он выгнал из дома, потому что он, когда шел в крестный ход, он бросал какими-то там картушками у них там или что-то в этих попов. И бабушка, последний ребенок, оставшийся с ним уже в Прымах, они жили у родственников. И вот в 22-й год бабушка приходит из школы с красным галстуком. Пионеры ее принимают. Дедушка срывает галстук, бросает в печь. Она убегает из дома. Вот это последний, самый любимый ребенок, да, который оставляет своего отца. И уходят вот с этим дядей Колей, уезжают они сначала учиться в Каменец-Подольск, потом переезжает в Харьков. Дядя Коля становится успешным там литератором, редактором молодежного журнала, такой был молодняк. И потом в 1933 году приезжают в Киев, живут в Морозовском доме. Это дом на углу Владимирской и один из самых шикарных домов. Да, да, там первое, кажется, было паровое отопление когда-то в Киеве. Ну, и им, как вот пролетарским писателям, там, пролетарским активистам дают шикарную квартиру. Ну, а потом в 1934 году, когда начинаются гонения, его там, кто-то из его друзей написал, потом известный, кстати, там, театральный деятель в Украине, написал на него донос, и он на 20 с лишним лет отправился на Колыму. И бабушке теперь уже, после того, как его арестовали, она живет с ним в одной квартире, и теперь ей нужно, она же член партии, мало того, там, секретарь партийной организации самого крупного цеха на заводе «Большевик», она училась в университете, но тогда был рабфак, нужно, если ты учишься, нужно еще и работать обязательно. И вот наш секретарь партийной организации на заводе «Большевик», и теперь ей нужно отказаться уже от своего горячо любимого брата, которому он ушла, отказавшись от своего отца, понимаешь? Жуть какая. И вот она не смогла, конечно, отказаться, да, и, ну, и слава богу, потому что ее отправили в ссылку в Кировскую область, а тех родственников, которые остались здесь в Киеве, их в 1937 году просто там расстреляли. Да, повезло. Вот сейчас это, конечно, невозможно понять, но у меня тоже двоюродный, вернее, прадед мой, он был репрессирован в 1936 году, и он получил 4 года этих рудников там, в Казахстане. А вот если бы его репрессировали в 1937 году, тогда расстреливали без разговоров. Да. Вот так это получилось, что вот выжил. То есть я всем привожу пример, какой страшный это 21 век. Бабушка, одна из 13 детей своего отца, познакомилась с моим дедушкой. Вот там ссылки, они были из Староверы, все Чекалкины, они, в принципе, из села Чекалки, небольшой деревни Чекалки, куда бежали со слобожанщины, гонимые московским патриархатом. Так вы вот из каких? Да, и вот у прадеда Федосея было 22 ребенка от разных жен. То есть 22 ребенка, тут 13, а я единственный наследник. Представляешь, какой страшный век. Если то есть у меня нет ни одного там ни двоюродного по этой линии, ни родного брата, ни сестры. То есть сколько бы у меня могло бы быть, если бы не эти коммунистические страшные годы. Да. Ну, и тем не менее вы пошли в военную, захотелось. А это был 81 год, тогда всех призывали.